Итак, салям, Джамагат. Сегодня так, я вроде вот так выставил пока. Потом посмотрим дальше, что делать. Такая вот дела. Будем что-нибудь обсуждать сегодня. Приколов, новостей до хрена. Наверное, собралось. Почитаем. Пока Сегодня я шароебился. Пока на улице до хрена чё. Итак, сейчас включу сразу не знаю, чуть-чуть поэфирим тогда в ТикТоке, а потом уже Дерьмо какое-то. Так. Сагат 2 часа ночи везде. Ну, ничего. Запись пойдет. Запись пойдет. Так, вот это. Вот так. В одном ТикТоке меня блоканули, а второй ТикТок откроем пока. Чисто для... Заеба, блядь. Ну и чё? И... Гребаный нахуй. Чуть-чуть позаписываем. Короче, в эфире побуду, а потом... Давно не был в эфире. Так, все. Вырубаем все звуки. Чтобы не затрахивали, блядь, своими смс-ками. Так. Так, туғандар, мен кірдім, короче, наконец-то в Так. Туғандар, кірдім ютубка, короче, бір келген кіші утра и тикток открыл, короче, посмотрим в тиктоке, что будет. Это другой тикток, короче, открыл. Эфир пока открыл, потому что, блядь, я вспомнил, что память забивает телефона, и опять геморрой получается там. Сука, блядь, компьютер. Иди, блядь. Вот у нас. Так. Никогда не думаешь, что ты когда-то что-то можешь начать, блядь, так скажем, блядь, из пизды, как говорится. Просто так. Хазар такую тематику услышал, блядь, что хуй какой-то, блядь, который давал ну, как бы слова, что ли, или что, блядь. Что, блядь, это, оказывается, который, блядь, сейчас прогресс пошел, разъеб, блядь, Асада, блядь. Асаду осадили, блядь, насадили его нахуй.
Это типа, оказывается, террористы, вся хуйня, туда-сюда, короче, ну, вот такая хуйня опять идет. Ну, гонят, как говорится, ну, хоть кто, нахуй, нам разницы нету, они как себя, точнее, как их, блядь, называют, нам похуй, главное, блядь, нахуй, они въебали, нахуй, блядь, другу, нахуй, этого пидора Путина. Вот это нас и радует, блядь. А что там творится, как говорится, что они там творят, это как бы нам похуй, потому что bizning жерлері біз этот проблема да әлі этот кішіні, как говорится, құтыртырға керек, кішіні керек әлі. И вот если вспоминаю чуть-чуть, блядь, слова этого Ишмурат Хазрата и Руслана в тот день, который они вдвоем что-то там говорили, ну, я уже вчера или когда там высказывался, больно не сильно они как бы говорят, чтобы на Москву-то идти, блядь. Они-то говорят вооружаться, а вооружаться нахуя, если нету смысла, так скажем, вооружения. Вот этого я не понял у них, короче. Ну, короче говоря, мне вообще нихуя не дошло. Ихняя система, нахуя вооружаться, если там вся, ну, так скажем, параша, блядь. Все эта тема парашная, блядь. Поэтому я считаю, блядь, там не было смысла продвижения вообще. Смысла продвижения вообще, я думаю, не было. Сегодня вот такую вот картинку откопал, блядь, в журнале. Будем у камина, посидим у камина. Даже тему эфира не написал, нахуй, потому что все шатается, все на соплях висит, блядь. Я, наверное, был бы, наверное, ноутбук хотя бы, с ноутбука выходить, наверное, было бы удобнее, наверное, да, ведь? Опять-таки там, блядь, в ноутбуке уже проблем, наверное, было бы. Камеры там нету. Камера только передняя, блядь. Там тоже какой-то геморрой был бы, наверное, блядь. Хуй его, блядь, знает. Эх. Вот так вот. Ну, итак. Сейчас кое-что сохраняю. Сейчас зайдем по новостям. Итак, что там? Самое интересное вот здесь. Минниханов разнес Госдуму. Вот этот. Тут я написал, Манкурт начал пиздеть. Вот этот момент хотелось бы, интересно мне стало, типа, блядь, чуть-чуть этот, как это, главу вот эту, блядь, хуйню, это прочитаю. Идет СВО, кто-нибудь из этих депутатов на похоронах был, Минниханов о Думе и сельсоветах. Страна огромная, одним шаблоном этой страной управлять нельзя. Рустам Минниханов высказался сплющивание местного самоуправления. 5 лет Раиса Татарстана последовательно, дальше что-то. Короче говоря, здесь он говорит о том, что, блядь, типа, блядь, какой-то хуй там в Думе что-то пропиздошил, блядь, и, ну, в Москве. И типа, блядь, нахуй, ничего не знает, что это такое, блядь. А мы тут, блядь, должны их слушать, что ли, типа, блядь, и убрать сельсоветы туда-сюда, еще что-то там. Ну, короче, какая-то канитель, вырванный текст, блядь, вырванное видео, блядь. Ну, ничего особенного. Как бы, ну, так скажем, блядь, манкурты что-то начали голову подымать. Так себе. Так себе, как говорится, движение. Ничего дальше, как говорится, своего, так скажем, вот этого аудитории, он дальше никуда не уйдет, это движение, я думаю. Если даже что-то там вякнет, изменится, блядь, изменится, вот и все. Вот и все. Это не дает, нахуй, никакого, нахуй, движения, блядь, в сторону Москвы что-то против. Нет, это просто, блядь, нахуй, его личное высказывание, блядь. Вот и все. Дальше нихуя путного от этого, я считаю, не будет. Так.
Ну, тут вот опять какой-то маленький видосик, наверное, давайте. Башкиры уничтожаются Россией. Ну, давайте вот послушаем Габасова. Надеюсь, немного там. Мы, башкиры, не растем в численности. Если, допустим, те народы, которые 33 года назад получили независимость, такие как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, там, другие страны, они все увеличились в численности. Все выросли в численности, у них укрепился язык. У нас же наоборот, у нас вот, мы даже начали уменьшаться в численности. У нас практически половина нашего башкирского народа не владеет башкирским языком. У нас отняли все полномочия. И нас превратили в самую настоящую колонию. И вот я понимаю, что вот эта ассимиляция, которую усиленно проталкивает Россия, усиленно, скажем, давит на нас, оно делает свое дело. И если мы сейчас не воспользуемся этим предстоящим окном возможностей, не выйдем из состава России, не образуем свое независимое государство, я думаю, что мы, возможно, просто исчезнем как народ. Мы, башкиры... Ну, примерно поняли. Вот так вот. Так, ну что тут? Ну, Джорджия, протест, короче, в Грузии. Вот самое интересное, вот, имам Сулейман Хайрулаев о положении мусульман в Крыму, Путине и о кадыровцах. Да, тут интересная вещь, конечно. Можно чуть послушать. Как в исламе. А когда ты видишь зло, ты его обязан остановить. Зло — это Путин. Люди в большей своей массе, 99,9%, они не хотели Мусульман. Я могу это тоже подтвердить. 99% никто из Крыма не хотел, как говорится, в Россию. Нахуй говорили они Россию. Пидоросию, бля, эту. Поэтому, как говорится, потом их, получается, взяли уже испугом, взяли, как говорится, посадками в тюрьмы и так далее. Поэтому разъеб Москвы за Крым, особенно татары должны голову поднимать. Не именно крымские татары, а весь татарский народ. И башкиртларга, само собой, тоже касается это. Поэтому наша задача Крым, Татарстан, Башкортостан. Вот наша задача. А украинцы должны за свою землю, как говорится, до конца, до победного. А это сегодня то, что Зеленский еще ебанул какую-то хуйню, а уже до вечера, блядь, переформатировали эту речь и сказали, типа, если земли, получается, эти ебаные, которые Путин Гондон разъебал и сделал, как говорится, равнины, типа оставлять не будут. Зеля утром сказал, блядь, оставим нахуй, хуй с ним, блядь, лишь бы нас приняли, блядь, в Европу. Окей. А получается, потом кто-то переиграл, точнее, ну, само собой, американцы, типа они будут, блядь, дипломатическим путем это сыр-бор делать. Ну, это тоже какой-то пиздеж, это тоже какое-то, блядь, дерьмо, я считаю, блядь. Поэтому башкиртларга, татарларга всегда говорю и всегда, блядь, буду говорить, наверное. И, само собой, Крым татарларна только на Москву. Цель на Москву, разъеб Москвы. Если мы не разъебем полностью Москву и не уничтожим этих узкожопых мразей, финно-угров, именно финно-угров, блядь, нахуй. Вот эту пидоросию, нахуй, вообще русней, блядь, уже перестать надо говорить. Надо говорить, как есть. Финно-угры. Финно-угры, нахуй. Они же нам говорят, нахуй, бусурманы. А эти финно-угры, блядь. Я уже их, нахуй, за русских не считаю. Это придуманная, блядь, какая-то, нахуй, хуйня. Можно хуйней называть их, блядь. Русня, хуйня. Или все-таки финно-угры, блядь. Или угри. Вот примерно вот такая, блядь, трактовка будет охуенная. Охуенная, потому что под маской русни, под маской русни находятся финно-угры, блядь. Получается, блядь, переформатировались, нахуй, ублюдки. Ублюдки, головорезы, маньяки переформатировали себя, понимаешь ли, и на весь мир, понимаешь ли, русней они стали. И как будто бы это какой-то, блядь, классовый, блядь, нахуй народ, блядь, которых нужно уважать, как говорится, жопу им целовать. Хуй вам сраку.
Путина, блядь, нахуй, с Асадом, нахуй, на дубовые, нахуй, колы, нахуй, засадить, нахуй. Кутеннен аузымнан шықсын, блядь, ташаклары, блядь. Кекірейсінлер шунда у, блядь. Путин белән Асадны бергәләштереп. Это в Сирии, нахуй, этот пидор Асад, блядь. Осадок ебаный. Короче, тут он говорит так. Сулейман Хайруллаев, заместитель муфтия мусульман Крыма и глава Ассоциации мусульман Украины, в 2014 году после аннексии Крыма России ему пришлось покинуть Крымский полуостров. Он говорит своим, как говорится, конкретным мусульманским языком. Может, я, конечно, ругаюсь, нахуй, но он конкретно сказал красиво, но я скажу так, более грубее. Какого хуя Кавказ, который невъебенные мусульмане делают нахуй сейчас в Украине, нахуй, убийством занимаются? Какого хуя, гондоны? Кавказ, блядь, который, блядь, нахуй, целует яйца Кадырову, блядь. Какого хуя вы, пидоросня, блядь, русня пидоросня, которые, нахуй, чеченцев в 94 году, блядь, убивали, эти финно-угры, нахуй. Какого хуя вы сейчас находитесь в Украине и убиваете украинцев? И еще своих же еще. Потом, блядь, этот Лапти Пидорасович, блядь, он, блядь, орет еще, гнида помойная, нахуй, орет, что, блядь, нахуй, это чеченцы не наши. Гондон, когда вас ловят, получается, они не ваши становятся, да? Ташараста, блядь. А когда, нахуй, вы, блядь, петушатники, сука, в ТикТок снимаете, нахуй, это ваши. А когда вас поймали, украинцы, и в жопу, нахуй, засунули дубовый, как говорится, кол, это уже не ваши чеченцы, да? Нихуя вы, блядь, нюх потеряли, да, ублюдки? Вы же, блядь, нахуй, когда мы зайдем, иншаллах, блядь, вы же лежать будете все, нахуй. Меня будет, не будет ебать, нахуй, какая твоя, нахуй, нация, блядь. Если ты, сука, будешь топить за Москву, нахуй, ляжешь сразу, блядь. Любая сука будет лежать, блядь. Любая, нахуй. Потому что, нахуй, свобода, блядь, Башкортостана, Татарстана, Ичкерии, Дагестана – это наш приоритет. Наша задача, блядь. Уничтожить вот таких манкуртов, как вы, которые сейчас целуют яйца этим финно-уграм, блядь. Такая нация, которая позорит, нахуй, свою нацию, точнее, блядь, нахуй, народ, который, блядь, сейчас, блядь, действует, нахуй, на наших территориях, наших предков, позорит наших предков, позорит нас. Такие они, вот такие не из нас. А не те, которые в плен попали в Украину, а те, которые вы не из нас. Примерно так. Вот такая вот херня. Из-за этого я считаю, что эфир идет нәрсәкәдә хәзер ютубта и тиктокта. И мен сизеп торам, хәзер мен үзебезнең телдә сөйлим, үзебезнең халыкка. Сизеп торам, хәзер миңа ике нәрсәкә килеп очты. Тиктокка нәрсәдер килеп чыкты, нәрсәкәгә язу килеп чыкты бит инде. Шул язуга нәрсәдер килеп чыкты. Миңа нәрсәкәй бу урыслар уже нәрсәдер шөяләр шикеллек. Нәрсәдер тыгалар миңа. Икесе шундый ике нәрсәкә килде миңа. Язу килде. Ул язуда әйтелгән типы нәрсәкәй, сені мынау нәрсәңне ябабыз дигәнләр. Мен хәзер сөйләүне ябарга уйлыйлар. Менә күрдегез, ул дигәне, что бу теге ун кулым ягындагы әйбер торган әйбер, бу шул узка, как говорится, жопыйлар белән узкоглазыйларны эше бу. Шунларга ябыла. Аңладыгызмы? Чөнки бу узкоглазыйларны нәрсәсе бу? Милләтен әйтмим инде, узкоглазыйлар. Казакъстанны күршесе. Казакъстанны күршесе бу нәрсәкәй, менә шул эшләткән әйберебезне немәсе, хуҗасы. Шунларга мин сөйләгән әйберләрне уже ябырга уйлый. Хәзер мине нәрсәкәемне ябып куярга уйлыйлар. Көндүзе дә ябып куйдылар бит инде, берсен, блядь. Һәммәсен дә ябырга уйлыйлар. Куртак саныклары. Чөнки тегеләр нәрсәкәй шөя миңа. Теге
olama narsaga ishlaylar yopish uchun. Shunday hal, yarar, не отходя от темы. Короче говоря, этот муфти, получается, с 2014 года находится в Киеве. Он уехал, потому что там его бы давно уже закрыли бы. Получается, этот чувак из наших, не из наших, а из наших, а мы ихний, а он наш. Получается, мы, как говорится, на одной волне против Москвы. Потому что Крым татарларында, чеченларында бөтенесін гнобил, получается, этот узкожопый народ. И если мы забываем историю, значит, получается, мы чмошники. Мы чмошники, которых, блядь, посылали в Казахстан и туда-сюда на погибель. И Крым татарин, и Ичкерию, и всех. Поэтому первая задача наша, блядь, вспомнить все. Как фильм еще был, блядь, вспомнить все. Вспомнить и уничтожить. Уничтожить, как говорится, Москву, не только Путина, полностью Москву. Чтобы, блядь, вот эти финно-угры, нахуй, страдали, как сейчас страдают все эти люди. Дадим им страдания, чтобы они, блядь, больше не рыпались никогда. Маньячилы сраные. Вот, да. Алеп попал, Асаду конец. Давайте послушаем. С одной стороны, это радость. Сирийские повстанцы уже в городе Алеппо. В город-миллионник они просто вошли, не встречая никакого сопротивления, и спокойно теперь передвигаются по улицам. Вероятно, войск Асада вообще не было, или они сразу же бежали из города. Вот, кстати, первые кадры того, как сирийские повстанцы заходят. Тут беззвучно пока. А перед этим сирийские повстанцы захватили огромный склад с российским оружием, боеприпасами и военной техникой. На этих кадрах можно увидеть, как повстанцы спокойно перемещаются и действуют под чистым и открытым небом, так как работа авиации минимальна. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Сейчас братья-маджахеды продвигаются к городу Алеппо. В Алеппо мы пробиваемся в Алеппо. С Божьей помощью, с Божьей помощью. О, люди, молитесь, молитесь, только молитесь. Тем временем правительственные войска и лояльные Асаду чиновники просто бегут. Повстанцы продвигались настолько быстро, что асинт-аналитики просто не успевали рисовать карты. В рамках операции по сдерживанию агрессии мы сейчас освобождаем районы Мизанат, Дидрая, Кафр-Халаб, Шейх-Али и соседние районы, где дислоцировались иранское ополчение и ополчение Асада и бомбили мирных жителей. И теперь, слава Богу, после изгнания с этих территорий, даст Бог, мирные жители вернутся на родину целыми и невредимыми, даст Бог. Мы были вынуждены бежать из нашего города из-за неоднократных бомбардировок авиацией, ракетами и всевозможного оружия, которое Башар Асад и его армия использовали для бомбардировки моей деревни, что привело к разрушениям, которые заставили нас бежать в лагеря. Мы очень страдали в лагерях. Но когда я вернулся вчера и сегодня в деревню и нашел ее освобожденной, это была неописуемая радость для меня и всех жителей деревни Кафр-Халаб. А напомните, сколько лет Путин и Асад воевали за Алеппо, сколько денег Кремль потратил на эту войну, а в итоге крупнейший город страны практически пал за считанные сутки. А тем временем президент Сирии полетел в Москву, чтобы просить помощи у Путина, но так называемый глава Кремля сейчас не имеет возможности помочь своему союзнику, сирийскому диктатору Башару Асаду. А это 24 каналу отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Ще всередині 24-го року 90% сухопутних військ Російської Федерації вже були задіяні в той чи інший спосіб на полях битв в Україні та в Курській області.
в гарнізонах, які залишаються по місцях дислокації, ну, зокрема на Кольському півострові, у російських підрозділах залишається по 10-12% особового складу. Звісно, можуть бути задіяні підрозділи, які не беруть участь в бойових діях на території України, але їх дуже небагато, і вони виконують задачі по прикриттю інших ділянок кордону. Ну, зокрема, в тому числі мають лякати країни НАТО в районі Балтії, в районі Фінляндії. Вони мають прикривати все ж таки кордони в Закавказі, де знаходяться російські війська, в Вірменії, зокрема, утримувати бази на тимчасово окупованій території Грузії, і в Центральній Азії, зокрема в Таджикистані. Тобто, попри велику кількість військ, треба розуміти, що особливо Путіну немає чим поділитися з його вірно поданим васалом Башаром Асадом. Сергей Грабский отметил, что вряд ли у Путина есть и человеческие, и технические ресурсы, чтобы предоставить их Башару Асаду. В середине 2024 года 90% сухопутных войск России уже были привлечены тем или иным образом в боях на территории Украины и в Курской области. Конечно, могут быть привлечены подразделения, которые не участвуют в боевых действиях на территории Украины, но их совсем немного, и они выполняют задачи по прикрытию других участков границы. Что касается ситуации вокруг Алеппо, то, конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе. И Слышите, как долго думает. Долго думает, не знаю, что ответить. Этот, блядь, пиздов, блядь. чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе. Даже если бы Путин имел ресурсы, чтобы помочь, есть большой вопрос, каким образом они могут быть переброшены в Сирию. Вряд ли России позволят перебрасывать военную технику и вооружение через Босфор и Дарданеллы. Также будет большая проблема организовать воздушный мост самолетами. Есть сомнения, как их туда доставлять, позволит ли Турция пролет военных самолетов через свою территорию. Боевые действия в Сирии с 2020 года фактически были заморожены. Однако после 4-летнего относительного затишья оппозиционные силы внезапно нанесли мощный удар по провинции Алеппо, к которому режим Асада, вероятно, был не готов. Друзья, на этом все. Обязательно напишите свой комментарий и до следующего выпуска. Аллаха шукер, если нашим мусульманам, суннитам там хорошо, значит и нам хорошо. Примерно мы так будем это трактовать, потому что, как сказать вам, всегда я об этом говорю, мы туда ничем не можем помочь, потому что только, может, мы дуа только можем делать за них. Потому что мы сами, как говорится, 500 лет, грубо говоря, в рабстве, в русне. И там, если отголоски, так скажем, русни этого пидора Путина и Асада этого гнилого нахуй, блядь, какого-то шайтана нахуй из Сирии, получается, этих двух пидорасов, получается, ихние, блядь, вот эти действия по уничтожению наших мусульман, пусть получают, как говорится, по заслугам. Пусть полностью нахуй заберут все территории, чтобы, как говорится, за эти 10 лет, 9-10 лет они восстали. Я помню 2015 год, как было очень много заездов в Европу из Сирии. Это вся вот эта хуетация началась в это время, где-то в 2014, может, 2015. Но 2015 это было пиздец. И вот, я думаю, 10 лет прошло, но где-то услышал, что это 8 лет говорят. Ну, хуй его знает. Может, 8 лет затишья. А так началось вроде 10 лет назад, ну, грубо говоря, блядь, 14-15 годах. Может, еще раньше, я не знаю. Предполагаю. Вот как движение беженцев начинается, вот с тех пор начинается, блядь, вот эта война, значит, там, блядь, хоть и где, блядь. Ну, это Шам, про Шам говорится. Шам это Сирия. В итоге получается, про Шам, как говорится, вроде бы и в Коране говорится. Поэтому я считаю, что если оно уже там тоже, как говорится, говорится, и все про Шам постоянно мы знаем, слышали, значит, это территория нормальных мусульман, а не гнилых иранских шиитов, пидорасов, которые нахуй то, блядь,
как говорится, жопу дают нахуй России, то американцам. Хуй поймешь, не разберешься, гандонов, блядь. С кем они вообще, блядь, нахуй. Пытаются общий язык найти. Поэтому мы, как говорится, должны понимать, что любое, как говорится, какое-то косвенное даже движение, блядь, в сторону, получается, точнее, блядь, из русни этой туда идет, значит, получается, мы косвенно, как говорится, к этому должны или радоваться, или печалиться. Потому что наша задача, как говорится, независимость Башкортостана с Татарстаном и Крым. Украина, само собой. И, конечно, регионы наши, как говорится, полностью региональные, как говорится, так скажем, России как-то, блядь, язык не поворачивается говорить, региональных, так скажем, земель наших общих с регионом вместе, без русни. Поэтому разъеб, получается, там осадовской вот этой хуитации, это отличная новость, я считаю, на сегодня. А так, так скажем, насчет Украины, конечно, я сегодня уже где-то говорил об этом еще чуть-чуть, да, не знаю, записал или нет, что в Украине, само собой, бомбят, само собой, все это пиздец, что творится там. Я как раз-таки вчера разговаривал, наконец-то, блядь, 100 лет не разговаривал со своим, блядь, братом, который живет в Киеве. В итоге он говорит, что в Сумах и Сумской области бомбят по полной программе. Как бы он прям доказательство, вот, потому что он и там, и тут бывает, и там, и тут, короче, и он заебался, как говорится, сидеть, блядь, где-то нахуй, тут этот, в подвалах, блядь, ну, короче, полный хаос, блядь, нет нормальной жизни, блядь, нет нормальной жизни, поэтому, исходя от этого, как он, типа, грубо говоря, я скажу, он мягче выразился, ну, типа, заебали эти черти, путинососы, блядь, бомбить Украину. Примерно он помягче сказал, но я так уж погрубее. Поэтому мы должны вместе бороться, как и Украина, Башкортостан, Татарстан, Ичкерия и Дагестан должны вместе подняться и пойти на Москву. Я всегда об этом твержу, постоянно говорю. Из нормальных, которые хотят нормальную свою увидеть страну. Потому что мы тоже хотим называться страной. Страна Башкортостан, страна Ичкерия, страна Дагестан, страна Татарстан, Бурятия, Алтай и так далее, и Якутия. Поэтому мы не хотим называться русней. Точнее, блядь, этим пидорасам русне, этой ебаной, мы после захвата Москвы должны назвать их, блядь, финно-угры, блядь. Или финно-угри, блядь. Территория угрей, блядь. Вот примерно так. Угри, нахуй, прыщи, которые, нахуй, постоянно, нахуй, заебывают весь народ. Особенно, если брать тему именно вот этих наших двух патриотов, так скажем, Руслана Габбасова и Ишмурат Хазрата, они постоянно говорят про узкую общину, внутри Башкортостана все барахтаются и из него никак не могут выйти. Я внутри Башкортостана барахтаться больно не хочу. Моя цель – Москва. Вот кто со мной, давайте присоединяйтесь, решаем, давайте вместе всю эту тематику, откуда оружие возьмем, откуда людей возьмем, кто с нами пойдет, какая это, как говорится, группировка будет собираться, маленькая, большая. Вот эти темы мы должны обсуждать каждый день, когда мы возьмем Москву. Наша задача номер один – уничтожение Москвы, Кремля. Особенно я хочу полностью разъебанить нахуй Москва-Сити, чтобы до талого нахуй его спустить, блядь, в землю, закопать нахуй, разровнять. Также, блядь, нахуй Кремль, сам Кремль разобрать по кирпичикам нахуй. Тоже закопать его в охотном ряду, блядь. Чтобы охотный ряд полностью торговый центр вместе полностью наебнулось нахуй и земля проглотила это все место нахуй. Чтобы
Раз и навсегда забетонируем это место и забудем нахуй. Раз и навсегда, что никогда, чтобы не было слова Кремль, Москва. Мы, как говорится, это место должны полностью уничтожить. Вот этот 108 километров, блядь, МКАДа, диаметр МКАДа, блядь, мы должны уничтожить. Вот этот периметр, нахуй, весь московский, мы должны полностью, блядь, закопать раз и навсегда. Чтобы никогда, нахуй, про них мы не вспоминали ничего. Вот так вот. Я же говорю. Я же говорю, вот мне этот вот теперь я могу говорить. Курдагес, ТикТок мне заблокировал сейчас эфир. Представляете? Я до этого, что я вам говорил? Сейчас я прикольнусь, именно вот сейчас скрин сделаю, блядь, скрин экрана. Да, вот, что пишет? Доступ к трансляциям заблокирован. Описание трансляции. Статус доступа к трансляциям неизвестно. За первое нарушение. Что пишет? Знаете, что пишут? Ну, явно эти пидорасы узкожопые понажимали там. Разжигание ненависти словами или действиями. Вот эту вещь они вот страйки накидали, короче говоря. Вот такая вот хуйня. Поэтому, как говорится, ТикТок не дает, как говорится, в ТикТоке только нужно, как говорится, жопу показывать. Примерно вот такая хуйня, блядь. А другое, как говорится, не котирует. Ну, ничего страшного. Проверили, как говорится, на вшивость, получается, ТикТока. На улице нельзя, там нельзя, тут нельзя, блядь. Затрахали, короче. Вот такая хуйня, блядь. Вот такая хуйня. Ну, хуй с ним. Как говорится. Так, будем просто записывать эфир. Хуйня. Переходим на другой ТикТок. И просто будем эфир записывать. Как будто проблемы, блядь. ТикТок вообще, блядь. Dürüst söz tuğanına bakmaz deyirlər bit indi. Mana şulay indi o. Dürüst söz söyləsən bir kimə bakmay. Çünki нахуй. Откровенничать в этом мире нельзя, оказывается, понимаешь ли. Понимаешь. Почему ж так, а? Ну, запись пошла, туганлар. Менің iki ТикТок надо ебанули эти пидорасы. Будем записывать так. По 10 минут нахуй. Итак, дальше идем. Так, менде стрим бара, туганлар. Iki ТикТок бахнули сейчас, поэтому только будем запись идти и грузить. Ну, просто у меня память не хватит, поэтому не хотел. Итак, идем дальше. О чем там? О чем я читал, о чем я не читал, деген. Ну да, все, вот это взяли. Зайдем сейчас в этот. По новостям. Пройдемся. Итак, вот это я загружал. Давайте прочитаем его. Так. Вчера с Инстаграма скопирнул, блин. Так, российские айтишники потеряют полный иммунитет от мобилизации. Что меняется? Полная бронь сохраняется только за силовыми структурами и компаниями с гособоронзаказом. Так, сигиске утро. Надо просто запись. Они могут забронировать всех сотрудников, для остальных вводят лимиты. Органы управления до 95 сотрудников,
компания с МУП с заданиями от правительства до 95%, организация, связанная с Центробанком, Росатомом и Роскосмосом до 85%, компания с заданием от местных властей до 75%, текущий бронь действует до 21 марта 2025 года, потом начнут работать новые правила. Правительство впервые четко определило, сколько людей можно бронировать, раньше таких данных не было. Новые правила вступят в силу 21 марта 2025 года. Теперь, примерно, если вы это поняли, значит, әлі 21 мартқа қатлы әлі бір кім соғышын тоқтатасы келмейді дегені бұл. Әлі соғыш была да была еще. Как говорится, эта хуйня не будет останавливаться вообще. Итог такой, что кому хочется умирать, пусть остаются, а кто не хочет подыхать, вылазьте оттуда. Башкортлар, татарлар. Вот и все. Не хоть там, блядь, ходить. Вот эту часть я тоже... ну вот как раз, да, вот. Сумскую область действительно бомбят очень. И сами Сумы бомбят тоже. Было написано. Итак, пройдемся по чуть-чуть. По истории. Ну, как говорится, эта история... Вот почему-то вот так ведь Башкортостан еврелер язылмый. Ну, пройдемся уж по порядку. Здесь суть пойдет про Казахстан. Казахов не должно было остаться на своей земле. Ибо, как сказал Столыпин, удел туземцев, мы, оказывается, туземцы. Получается, башкортлар, казахлар это туземцы, да, получается. Татарлар туземцы мы, да. Казахлар туземцы, да, получается. На своей земле они туземцы. Я хуею. Это Столыпины слова, блядь, гондона какого-то. Забывши свое прошлое, это стать навозом для другого народа. Я не знаю, какого именно народа, наконец стало ясно на сессии Верховного Совета СССР от 6 октября 1977 года. Обсуждая принятую Конституцию СССР, генсек Леонид Брежнев по телевидению прямым текстом заявил, что поступило предложение отменить понятие разных национальностей и вместо этого ввести понятие советские. Так, идея русского националиста Никиты Хрущева о ликвидации всех наций СССР постепенно и незаметно превратилась в жизнь. Вот так оно, блядь. Мой дом СССР, блядь. Мой дом Советский Союз. Вот так все говорили, нахуй, заебывали. Так. Граждан СССР зомбировали существование некоего единого советского народа для одной лишь цели – ассимиляции многочисленных и разрозненных туземцев. Нихуя себе. А слово «русский» для отвода глаз заменили на советский. Мол, видите, никто не в обиде, ведь и у русских же якобы не будет. На самом деле все должно были стать русскими, так как языком Homo Sovieticus продолжал оставаться узкий язык. Кто не знает современной русне, понятие советский или при Ельцине было заменено на россиянин. А теперь пошла активная фаза превращения всех россиян в русских. Ну да, и еще чурки есть. Да ведь? Мои, как говорится, земляки-узбеки это чурки. А там, оказывается, туземцами называли еще в то время. В то время уже, блядь, кликуха была, блядь, у наших. Туземцы инангбаттаги. Былар узкожопылар, нахуй. Тогда финно-угры, гондоны, блядь. Так, только так вас называть нужно, блядь. А не совет кишляры. Кутаксанклары. Так. Родине не нужны нацменьшинства. Родине для сохранения имперских границ обширного государства необходима одна послушная толпа, ну да, толпа ебанутых народов, говорящих на одном языке, ну да, мы же пиздим на узкожоповском языке. 29 ноября 19 года, ровно 105 лет тому назад, так, в ауле Жолкудук Ермаковского района Павлодарской области, Ермак Кеминда, блядь. Еще район Ермаковский. Это пиздец, нахуй, блядь. Как Башкортостан, Ермекеевский район, блядь. Ёб твою мать. Кто такой Ермекей, блядь? Понять не могу. Павлодарской области, Павлодар. Павлодар. Ну, тоже ебанутый район, область. Заменить обязательно. Родился Канаш Камзин.
И как гласит пафосное российское издание с огромным баннером «Спасибо деду за победу». Кстати, Казахстанда ведь bütün isimlerini алмаштырырға можно да енді. Независимый Казахстан. Какого хрена у вас до сих пор узкожоповские имена, я не могу понять, блин. У вас же независимость. Надо менять все, нахуй. Восставать, вот причина восстать. Восставать, менять нахуй все подряд, блядь. Затрахали эти узкожопые. Так. И как гласит пафосно российское издание с огромным баннером «Спасибо деду за победу». В 1931-1934 годах Канаш учился в казахской школе коммуне города Павлодара. В 1941 году окончил Алматинский педагогический институт. В 1943 ускоренный курс Сталинградского пехотного училища. В июле 1941 года призван Алматинским горвоенкоматом. Картинка 2. Как видите, ни слова о его семье. Ни матери, ни отца, ни братьев. Родился некая непонятная школа, коммуна, училище, институт и на войну защитить Родину. Смотрим русскоязычную Википедию, где начало абсолютно такое же, как и в российском «Ура-патриотизм» издании. Родился 29 ноября 19 года в селе Жолкудук Ермаковского района, ныне Аксусского района Павлодарской области. В 1931-1934 годах учился в казахской школе коммуне города Павлодара. С 1941 года окончил Алматинский педагогический институт. В 1943 ускоренный курс Сталинградского пехотного училища. В 1941 в июле призван Алматинским горвоенкоматом. С ноября 1943 на фронте. Командир роты 420 стрелкового полка. Лейтенант Камзин в ночь на 13 апреля 1944 года с роты в числе первых форсировал реку Днестр в районе села Бычок, Григоропольский район Молдавской ССР. Захватив плацдарм, рота сумела прорвать укрепленную оборону противника и овладеть господствующей над переправой высотой, которая удерживала до подхода основных сил батальона. В одной из рукопашных схваток с врагом Камзин погиб. Ёб твою мать. Сука. Пидорасы, немцы. Для ура патриотических пивных патриотов совка подобных статей наклепали тысячи. Какую биографию героя Советского Союза, особенно казаха, не глянь, везде юноша 20 лет погиб за родину. А то, что было у него до войны, никого уже не волнует. Ведь юнит умер, и никто не умеет ворошить прошлое. Для этого даже выдумали термин «исторический ревизионизм». Знаете, что самое неприятное? Эти самые совковые ура-патриотические статьи десятками и сотнями множат наши казахстанские издания. Видимо, сверху идет указание написать или снять подобные ролики, и производители контента в исполнении и освоении государственных гарантов попросту копируют ранее до них написано, даже не вдумываясь в судьбу человека. Совка уже нет более 30 лет, а статьи в казахстанских изданиях все так же такие же, однобоко просветские. А мы еще удивляемся, почему улица Астаны Путина встречает словами «Ваше превосходительство». И сгим, блядь, какое нахуй сходительство, блядь. Получается, Башкортостан на Татарстан, чтоб не думал, почему я это читаю. Потому что я его читаю. Это, грубо говоря, безне получается, шундай данныйлар. Койда бардыр, эт білсін, койда бар, кімде бар. А мында уже әзір. Поэтому я считаю, и можно, как говорится, сопоставлять, что Башкортостан и Татарстан в такой же эквивалентной ситуации. Поэтому вы как бы ярак китмагансыз. Так что тут выебываться нечем и неким. Поэтому получается у нас одна судьба. У всех. Вот поголовно. Я же постоянно перечисляю. Татарстаннан башлап до конца Узбекистана у нас одна судьба. Поэтому нам только вместе, как говорится, вставать и вместе, как говорится, умирать. Вот и все. Другого варианта нет. Мәскәүне сыкмей туктамаска вообще. Югалтырга. Так, стрим номер 1. Начали, короче, загружать. Надеюсь, память хватит. Стрим номер 1, блин. Так. Написать надо просто. Итак, те, кто родился на... Так, ладно. Правда же? Ага, вот здесь остановился, да?
Сейчас дочитаю. Так, пока пойдет погрузка. Мы еще рубим. 10 минут, каждые 10 минут. Да хрена он берет, оказывается. Гигов, блин, эти 10 минут. Правда же, она ведь на самом деле весьма предсказуема. Главное знать, что искать. Абсолютно любой участник Второй мировой войны от казахского народа в детстве прошел сквозь жерло советского геноцида. Те, кто родился на рубеже 20-х годов, должен был в детстве застать искусственно созданный голод в Казахстане. Ну да, постоянно это мы, как говорится, вспоминаем. То самое время, Башкортостанда да шулай был, да, то самое время, когда родина казахского народа. Почитайте последующие 3 картинки, чтобы долго читатель не искал самое важное, подчеркнул и указал стрелкой. Канаш, его 3 брата и 4 сестры рано лишились родителей. В 1931 году Канаш был определен Павлодарский детдом коммуну, гласит последняя статья. Ах, вот что означает школа коммуна в официальной биографии Героя Советского Союза. А ведь обыватель сразу и не догадается, что это обычный тривиальный детский дом. И назвали его как красиво, чтобы не догадались, школа коммуна. В 2 других статьях просто пишут «рано оставшись сиротой» или «школе коммуне для детей-сирот». В 1931 году оказался Канаш Камзин. Вот здесь. А почему остался ребенок 12 лет сиротой, никто почему-то не уточняет. 12 лет. Значит, 29 yılga. 9 yılga. Bu 29 yılga ekan. Benim nenemler, грубо говоря, 25 yılgılar. Примерно, допустим, да? 25 бола тұрған болса. Менің нәнәмләр неше яшта қалды екен? Тоже детдомский болып қалдылар да енді мына. Башқұрт нәнәмләр. Детдомский болып, Узбекистанға попадают они. Вот та же история. Получается, в то время, вот эти, которые родились в 25-х годах, с 20-х годов, вот как здесь говорится, 1920-х, грубо говоря, 20-х годов, 1920-х годов, все детдомские оказались. Потому что әнкәсі қоядыр өліп кеткен, я даже не знаю, где-то историю читать даже. Әтәсін үтірәләр бит инде. Болта белән шауып үтірәләр. Урмандамы, койда. Болта белән шауып үтірәләр. Потом, конечно, и ему месть придет. Но суть остаются дети детдомовские. Получается, әллә ничә абые булган, үзе булган, апасы булган, сеңлесе булган, мына шулай бөтенесе бәләкәй еще. Бәләкәй сеңлеләре, апасы инде зуррак булган, бу үзе уртаганчы и сеңлесе, и абылары, алар инде зуррак может булгандыр. А сеңлесе бит вообще бәләкәй булган. Может 5 яшь булгандыр анарга. И все они остаются детдом. Детдомда калалар. Представляете? Потому что нәнәләре дә булмаган, значит, получается. Бер нәрсә, кортатайлары да булмаган, беркем булмаган. Шулай итеп, Стәрлебашта, Стәрлетамак, Стәрлебашевский район, Федоровка, Чапай авылы, Чапаева. Нәрсәгә шундый исемләрдер, ебанутый исемләр, удивительные ебанутые исемләр. Все, узкожопые названия, блин. Федоровка, Чапай авылы, Стәрлебаш, главное, а мында Федоровка и Чапай авылы. Я херею просто под названиями. В итоге, получается, вот они все остаются детдомовскими, как и вот этот, получается, Канаш. Вот этот Канаш такой же детдомовский, и эти детдомовские. Получается, 1920-х годов, по сути, люди детдомовские. Они никакого кайфа и не получили от жизни. Родились, как говорится, и резко стали детдомовскими, потому что родители умерли, или что там произошло. Вот так вот. Поэтому, так, по идее, короче, біздің туғанларымыз, наши предки, они не в кайфе жили. А почему? Потому что эта русня все гнобила. Эта русня все делала. Поэтому это происходило. И мы, получается, эти 100 лет, грубо говоря, да, 1920 и 2020, мы молчим. Ну, понятно, мы сопляками были, мы тупые были. Башка нәрсәдер кірә башлады. И мы не можем даже сейчас подняться. Мы не можем даже услышать друг друга и понять этого. Почему? Потому что страх умереть. А в то время, получается, у них, оказывается, не было, да, страха умереть. Получается, дети детдомовские попадают в Башкортостан, да, детдом, да, и просто удивительно. И потом каким-то макаром попадают еще они в Узбекистан.
Значит, получается, они не нашли ничего путного Башкортостана. Бежали в Узбекистан почему-то. Интересно, да? Ташкент, город хлебный, наверное, поехали они туда. Итак. А знаете, так, 12-сиротой никто почему-то не уточняет. Продолжаю. А знаете почему? Потому что правда окажется слишком чудовищной. Для биографии героя СССР его родители убила Родина, а во время сталинского геноцида казахов. Патриотично ли говорить о героях и при этом умышленно молчать о том, что они были жертвами? Родина оказалась циничной, лживой дрянью, конечная цель которой вылилась в атомные испытания на земле казахов, цирк под названием «Поднятие целины» и русскоязычный «Homo Sovieticus» вместо казахского народа. Канаш погиб 14 апреля 1944 года, ему было всего лишь 24 года. Получается, 1920 года, значит, он, получается, что ли? Интересно. Еще раньше, получается, а я почему 29-го с фанатом? Интересно, странно, он там неправильно что-то годами перепутано. А, нет, правильно, блядь, я сам неправильно посчитал. Вот. Короче говоря, в 1931 году ему почему-то 12 лет получается. Понятно, я затупил. И вот в 1944-м, да, ему 24 года. Нихуя, получается, на 5 лет даже старше, получается. Этот Минемненемне. Из всей его большой семьи, матери, отца, 3 братьев и 4 сестер, выжила только одна девочка. Одна. Почитайте, недавний пост о том, как казах-ветеран, выживший в проголодь с 6 детьми, спас в 1944 году депортированного мальчика с Кавказа, отдав последний отрывал даже от своих детей, чтобы мусульманский род депортированного ребенка продолжился и не угас. И сравните, как советская родина обращалась с нашими. Да, 105 лет. Фотография этого человека. В числе первых форсировал реку Днестр. Угу. Это, которую от рано оставшись сиротой. Окей. Детей-сирот. Получается он. Угу. Биография. Рано лишились родителей. Ну, вот та же история Минем Нанемдадайна. То же самое. У моей бабушки такая же история. Рано лишились и остались без родителей, и все, пиздец всему. Шундыхаль, Дуслар. Поэтому это непростая ситуация, непростая история. Смерть Равина, продолжаем теперь другой темы, смерть Равина, узбеки, Турции, угроза Израиля. Получается, вот этого какого-то уебка Равина убили вроде бы узбеки. Правда, неправда, непонятно, но вот такая ситуация, короче. Говорится в этом новостях. Так, прослушивать не хочу. Вот здесь вот интересно. Почитаем тоже. Какой-то сайт Гарри Польский мне скинули, почитаем. В Сирии разгромлен и опущен не Башар Асад, а Путин пидор. Кремлевский упырь опять промахнулся. В шизофренической азарте захвата развалин Донбасса он перебросил из Сирии в Украину тех узких орков, что обеспечивали местному диктатору военные преимущества. Переброска была максимально засекречена и свершилась очень аккуратно так, чтобы повстанцы, давно мечтавшие свернуть осаду, голову ничего бы не заметили. Вот оно что, блядь. Получается, нахуй, Аллах Талям им отправил такое, как сказать, проход, понимаете? Обстоятельства. Поэтому я считаю, если человек, как говорится, верит в Аллаха, Аллах Та'аля все равно открывает где-то все равно какую-то дверь. Поэтому Башкортостан, Татарстан таким же макаром может захватить Москву. Мы только вот эти 12 даже можем порешать Москву. Просто нам собраться надо. Просто нам вместе всем собраться нужно. Не тупить.
Сейчас загружу. Ну, до забития памяти буду писать сюда. Так, сейчас, секунду, туалар. Много чего TikTok блокирует у меня тоже. Достал у меня что-то в последнее время. Блокировать этот правильное видео нужно снимать. То снимай, и это снимай, так не снимать. Задрал, короче, конкретно. Этот эфир или видео тоже даже делает вот так. Черный экран, короче, делает. Видео. TikTok тоже пидорасный какой-то сайт, блядь, я вам скажу. Больно анжик своими выходками, блин. Так, идем дальше читаем. Переброска была максимально засекречена, но кто-то все-таки работает хорошо. Или англичане, Ми-6, или украинская разведка, или американцы. Все равно кто-то стуканул про этих перебросок. Так, чтобы повстанцы, давно мечтавшие свергнуть Асада, голову ничего не заметили. Этот Путин, пидор, как всегда, просчитался. Сирийцы, ненавидящие гадкий режим Башарчика и Хаят Тахрир Аш-Шам, почти мгновенно атаковали и взяли Алеппо. Впрочем, потихоньку оживает и просыпается вся Сирия, которую Путин считал ключом к Востоку. Асадовцы сдаются целыми батальонами, а рожицами Путина и Асада подтираются веселые толпы. В связи с входом сирийских повстанцев в город Алеппо лидер ХТШ Абу Мухаммад Аль-Джулани выпустил директиву, в которой указал придерживаться порядка и дисциплины, не покушаться на имущество жителей города, не разрушать культурные места, не пугать детей и не рубить деревья. Ну ладно, хоть не звери, да ведь? Правильно, они свою, как говорится, тактику ведут теперь. Наверное, много насмотрелись, как говорится, про Украину, как Путин воюет, и решили уже как бы тактично, по-мусульмански, по-братски, как говорится, действовать. Само собой, өзің басып алған жерлерді разрушать ете тұрған хайуан ғана, даже хайуандай түгел да енді, өзінің йұртын ол бір қашанда сындырмай, батмай деген кебек, даже не то, что ну, башка хайванаком, я считаю, потому что разрушать, получается, это полный, наверное, так скажем, ничтожный человек, который боится всего. Чмо это делает, потому что он чмо по жизни, и получается он вдобавок, как бы, когда он переходит свои границы, он разрушает, чтобы, как бы, ну, типа, его взяла, ну, типа, ну, так скажем, превознестись, наверное. Более вот такое выражение прокатывает тут. Сегодня день милосердия. Тот, кто укроется в своем доме, закроет дверь и воздержится от насилия, будет в безопасности. Тот, кто объявит о своем выходе из преступного режима, сдастся в руки революционеров и сложит оружие, тоже будет в безопасности, отметил лидер ХТШ. Невзоров. Нихуя себе. Это не от Невзорова, блядь. Но, не знаю, блядь. Но давайте интересно почитаем, что за комментарий тут. Елена Маркевич. Еще ни один из людей не может отменить прописанные библейные истины. В данном случае, ну, наверное, данном случае, сколько веревочки не вчиться, а конец все равно придет. Очень жаль всех погибших в 13-летней бойне, которые совершали безумные ненасытные вурдалаки в лице Сада, Путина и их приспешников. Ну, не знаю, кто это написал. Может, украинка написала. Может, какая-то узкожопая написала. Маркевич. Ну, явно какая-то еврейка, может, даже написала. Короче, суть тут
Ага, вот здесь интересное. В этой теме же я больно не знаток. Вот что там творится? Блять, наши бьют, выиграли. А, все, понятно. Вот только такая вот, да, поверхностная. И вот по комментариям можно понимать, кто там написал. Вот что значит Асаду остаться без помощи Хизбаллы. Спасибо Израилю. Ana, ko'rdingizmi? Alloh taolamni buyukligini alhamdulillah deyirga kerak. В каком понимании? Alloh taolam dushmonlarni qo'li bilan уничтожать etib beradi. Izgilik, yaxshilik uchun musulmonlarga yo'lin ocham desa Alloh taolam, он своими же, получается, вот этими врагами руками уничтожает других врагов. Понимаете как? Даже мында мусульманлар қолында пышыратып тұрмайлар. Получается, Израиль, как говорится, наш. По сути, если вот эти сионисты рулить будут, это наш враг будет. Если там нормальные евреи будут, наверное, будет нормально. Жизнь будет нормально идти. И вот, получается, Израиль уничтожил, получается, Хизбаллу, которая, значит, получается, помогала этому Асаду. Понимаете, я же даже не в курсах в этом деле. Вот примерно вот по комментариям понимаю, кто что. Ну, допустим, кто-то разбирается там, раз там. Я нахуй ни там, ни сям не разбираюсь, пытаюсь, как говорится, просто, как говорится, все это рассказывать. И вот давайте почитаем еще пару комментариев интересных каких-нибудь. Так. Путин нечисть, пришедший на землю, справедливость наконец выходит наружу. Слава сирийцам, которые победили этот кошмар. Ну, правильно. Божья справедливость восстанавливается. Диктаторские режимы гниют изнутри и падают. Россия, как колониальная империя, тоже распадется. И это хорошо. Интересно, конечно. Какая-то Гульнар Испаева пишет. Именно так входил в Мекку пророк Мухаммед. Шкюр, долой русский неоимпериализм. И именно так входил в Мекку пророк Мухаммед. Получается, значит, Шам, не зря говорится, значит, ислам, да, получается. Получается, видите, как по этому входу, по этой дороге, через Алеппо, біздің Мухаммад пайғамбарымыз кірген екен шумнан, Мекке Мәдинеге. Исходя от этого, получается, если тут люди не врут, явно уж не врут. Ага. Окей, не отходя от кассы, ответ ей пишут. Евгений Кочетков какой-то. Отмазка на хорагас. Мен ведь айтам, двухствольные диям ведь халакна. Почему я двухствольные говорю? Я ненавижу вот это двухствольность. Если син за что-то топишь, топи до конца. Если ты топишь за независимость, топи за независимость. Если ты топишь за войну, топишь за войну. Что ты нахуй переобуваешься, не могу понять. И вот интересный момент. Это Гульнур Испаева, он отвечает уебок один. Вот этот Евгений Кочетков. В правительстве РФ одни евреи. Причем здесь русские. Ага, заебись. Услышали, да? Заебись, блядь. Причем же здесь русские, блядь, а? Лаптоногие, сраные, блядь, а? С московицких болот, блядь. Причем тут? А потом, притом, я отвечу этому уебку. Гульнур не ответила, я отвечу. Дальше, может, кто-то еще отвечает. Посмотрим. Я отвечу, потому что вы, уебки, нахуй, ходили в лаптях. Вы тупорылые, по сути. И над вами тоже нужны еще хозяева. Вот этот момент как раз, нахуй, вам ответ, блядь. Получается, нахуй, эти узкожопые, как говорится, сами, получается, по жизни ходили в лаптях, тупорылые. Над ними, как говорится, какие-то корни пустили евреи. Рулят над ними. В то же время они совокупляясь, теперь рулят вместе. Как бы здесь только одни и те же рулят, нельзя говорить. Тут рулят все подряд, но только они пересовокуплялись, нахуй. Как говорится, евреям похуй кого ебать, я так понял. И все.
Получается, евреи переебли этих лаптоебах. Получилось нахуй микс нахуй какой-то уебок получился. Из этого уебка нахуй, вот мы наблюдаем нахуй. Этот пол Москвы этих уебков. Так скажем, блядь. Лаптоебовских евреев, блядь. Дальше пишет. В Российской империи одни зоны оседлости. Вообще, при чем тут все? Каждый какую-то мазу тянет. Романовы, ваши нелегитимные цари-евреи. Вообще у Рюрика в дружине были только поляки. И евреи, последние на низших должностях, чистить оружие и все такое. Причем тут вообще это русские? Русские в смысле русые шатены. В отличие от белорусов, которые блондины. Ну до создания еврейских зон оседлости. Лина Синичкина это пишет. Историю этот нагнала нам тут. Кто, чё, где, когда. Суть действия от этого не меняется. Понимаете? Суть действия, я считаю, что, блядь, здесь все равно нахуй переебанные узкожопые с кем-то. И вот это с кем-то и получается дерьмо, которое сейчас пытается, как говорится, нагонять, давать нашим регионам. Вот и все. Поэтому, исходя от этого, здесь, по идее, блядь, от этих комментариев, блядь, можно понимать, допустим, есть евреи, есть узкожопые, есть еще, блядь, Романовы, есть поляки, эти, пятые, десятые. Просто брайберна киши онгнамы. Допустим, они были когда-то. Да, ведь, допустим, они были когда-то, но они были разные нации. Да ведь? Когда-то были разные нации. Итог этой ебучей нахуй русни почему-то не назвали ведь нахуй Еврейстан, Полякстан, Романовстан, а назвали русней. Значит, получается, все-таки, блядь, нахуй главенствует кто? Узкожопые, финно-угры. Получается, нахуй их назвали, кликуху дали, жиды, блядь. Нахуй евреи тоже там в свое время не больно, нахуй, как говорится, выпячивались. Поэтому я считаю, что здесь, точнее, блядь, не здесь, у них вот это ебланство, каша, блядь, нахуй, за престол создан, блядь, из всякой нахуй нации. А бізде Башкортостанда, Татарстанда, Казахстанда, Узбекистанда, Таджикистанда, я не могу сказать, Кыргызстанда, тоже не могу сказать. Все вот это у нас явно было и есть из наших наций. Примерно вот такая хуйня. Нас как бы в чем-то обвинить с их стороны не получится. Я считаю так, потому что если даже у нас был какой-то там микс в нациях, как я винегрет говорил, казанский винегрет, блядь, татарстанский, то у наш винегрет все равно был, блядь, из наших. Ноғайлар дейлерме, Сүйінбике, Балабаттар, яна кімдір башқа. Узкожопыйларда, онда, блядь, поляга да болған, яхуда да болған, бүтінісі болған, нахуй. Кому не лень, нахуй, все, он, если уж Екатерина еблась с лошадью, уж, что уж, блядь, тут сказать. Поэтому у нас такая тактика никак не может, блядь, как говорится, трактоваться и наездами, как говорится, на нас что-то плетать. Заплетать на нас не могут ничего, потому что безде все было строго. Берясың, получается, руңа қарап, берясың өзіңнің родословныйға қарап, туда-сюда. Ну, короче, у нас ебли еще хуже, чем у них.
Вот и все. У нас просто так нахуй никто просто так не женился. Я насчет этого могу точно, наверное, думаю, гарантировать. То, что если даже у нас что-то было, то между нашими народами. Не больше. А у них хуй поймешь, кто прошел по Москве, и кто был хозяином, и кто был королем, хер поймешь. Поэтому, исходя от этих комментариев, я считаю, что, блядь, нахуй, это полный бред, и каждый может запихивать свою какую-то данность, блядь, историю. Итак, Ёшкин Курот пишет. Идем дальше. Запись пошла. Сейчас пройдусь. Вон вот здесь. 3 человека уже просмотрели. Вот первые 3 человека. Кому как бы интересно, смотрит. Рахмат. Блять, откуда эта музыка нахуй? Вот так ведь оно, блядь. Какой-то прилипает, как эта музыка прилипает. Я не могу понять, как они заебали нахуй. Так. Тикток такой сраный тоже, блядь. Блядь. Окей, ладно, потом удалю нахуй. Сейчас уже не удалишь его. Прилипло, блядь. Так. Так если на еще стримганер всякие, как эта музыка прилипла. Так, Ёшкин Крот какой-то пишет. В России проходят беспрецедентные по масштабу облавы на призывников. Школа призывника и проект «Идите лесом» сообщают о массовом незаконном задержании потенциальных срочников в Москве, Петербурге, Челябинской области и других регионах. При этом полиция, видимо, выдан полный карт-бланш. Вместо того, чтобы бороться с преступниками, полицейские задерживают молодых людей на улицах, вместо метро у подъезда, вырываются в общежитие вузов и даже в квартиры до задержанных нередко в наручниках доставляют в военкоматы и на сборные пункты, что абсолютно незаконно. Призыв доставленных в военкоматы стараются провести одним днем, чтобы родственники не успели по этому помешать, зачастую не учитываются отсрочки, медицинские противопоказания, призывает даже людей из других регионов. Главное выполнить план призыва, который, например, в Москве увеличен до 8 тысяч отправленных в войска. Кроме того, призывникам рассылают электронные повестки с угрозами ограничения уголовного преследования, хотя и новые ограничения сами электронные повестки не имеют юридической силы до запуска цифрового реестра воинского учета, который должен заработать с 1 января 2025 года. И пока он не заработал, у призывников еще есть возможность уехать из страны, чтобы избежать призыва. Надеяться просто отслужить год — идея плохая. Многие срочно с помощью обмана или давления заставляют подписывать контракты и отправлять на войну. Если вам или вашим друзьям грозит призыв, то обращайтесь в организации. Или мне тоже можете организации, как говорится, не надо обращаться, меня обращайтесь, Башкортостан, Татарстан, yazığız меня, менің телеграм-каналым бар, так что, как говорится, проблем нет. Вот так, я вам подскажу, что делать, и главное, выберите страну, куда хотите, и, как говорится, вот так. Вот, берегите своих сыновей, не дайте их в лапы кровавому Вове. Путлера надо заканчивать, написал кто-то. Кто-то пишет, почему дети чиновников и бывших военных живут в Европе и США? Почему они так патриотично работают на врагов России? А? Вопрос. Даже те, кто не подписал контракт, часто кидают на убой в Курскую область без выплат. Народу надо вооружаться для самозащиты и сопротивления преступникам. Как же я ненавижу эту страну. Получивший мировую известность кооператив «Озеро» был создан в ноябре 1996 года. Город Владимир Путин году. Владимир Путин и 7 его друзей решили построить дачи по соседству на берегу озера Комсомольское под Питером. В 2016 году этому удивительному образованию исполнилось
20 лет. И это давно уже не дачный кооператив, а ОПГ мирового масштаба. В сказке «Белоснежка и 7 гномов» гномы добывали золото, драгоценные камни, а Белоснежка сидела дома, стирала, убирала, готовила. В озере гномы воровали, убивали, пилили бюджет, а Путин крышевал их со стороны власти и изображал Белоснежку по телевизору. Нихуя коммент, блядь. Интересно, блядь. За яхту Сечина и Усманова за Володина, Мальвину за деток, Пескова и Соловьева за фейки Путлера, рекруты вперед. Блядь, нихуя себе. Скрин нахуй сделаю это комментарий, блядь. Закину в группу. Так. Дальше. Если Запад хочет повлиять на Путина, ему надо арестовать счета, арестовать недвижимость, лишить гражданства и выслать из своих стран тех, кто с ним связан. Усманов, Абрамович, Фридман, Авин, Якунин, Потанин, Дерипаска, Чубайс, Ротенберги и т.д. Кто-то пишет. Свободный человек. Бегите, пока есть возможность. Уезжайте из России. Поступайте на учебу хоть и в Болгарию, хоть в Сербию. Добавлю от себя. Я считаю, что в этот момент какая нахуй учеба, блядь? О какой учебе вы можете думать? Если пришла такая ситуация, если вы Башкортостан, Хам-Татарстан не можете на Москву переть, значит, пора выходить. Выходить за границу и начинать строить новую жизнь. Да, вначале будет тяжело. Потом уже, как говорится, все пройдет. Хуйня. Мнабит Аллах Ашкар, я шабил там, мне-то нелегко, блядь. Пытаюсь, блядь, на птичьих правах живешь, а выхода нету. Потому что, как говорят, Родина в опасности, а наша Родина, как говорится, ее, по идее, нету. Она захвачена, блядь, Москвой. Поэтому выбить Родину нужны, как говорится, люди. Вот и все. Так, идем дальше. Пройдем, наверное, уже так. Ну вот, давайте прослушаем вот маленький кусок, наверное. Почему политики разбираются? Пускай политики разбираются, почему башкир поехал убивать за деньги. Но тут неправильно чуть написано, почему башкир поехал убивать за деньги. Тут неправильно написано. Это узкожопый со Стартамака поехал убивать. Послушаем чуть-чуть. Вы как христианин православный, с точки зрения религии, с точки зрения православия, вы поехали в страну, где живут такие же украинцы, такие же православные люди, народ, который вам очень близок, если многие называют братским народом, с одной религией, с одной культурой, с одними традициями. Верно. И вы поехали их завоевывать и убивать. Нет, и считаете, что как бы вам нормально, что деньги вам платят за это? Нет, дело в том, что, наверное, это как бы, я человек маленький, мне это не касается. Как бы это, пускай политики разбираются. Лига свободных наций. Подпишись на канал, сделай шаг навстречу свободе народов. Я всегда это говорил, еще здесь добавлю, когда какая-то тема выходит, я вспоминаю. Нужна все равно какая-то тема, чтобы вспомнить что-то. И вот мна-мунда, опять я буду разжевать этого Габасова. Габасов, когда вот разговаривать с ними, я не могу понять, почему он вообще, вот в данный момент сейчас мне зародилась мысль, нахуя он с узкожопами разговаривает? Нахуй он нужен? Да, ему, может, было интересно узнать народу, там сказать, вот узкожопые вот так думают, вот так. Да нахуй? Узкожопые Башкортостанда, Хам-Татарстанда что-нибудь от нас спрашивали, как дальше быть? Меня шунарга жауап берегес? Нихуя. Как я себя знаю, никто из узкожопых меня в Башкортостане не спрашивал, как дальше быть. Что делать? Сносить Салавата Юлаева или нет? Они что, думаете, у нас спросят? Просто это такой вопрос левый. Вот поэтому вот на такие левые тупые вопросы вы не можете найти ответ.
Shunardan so'ng bu suylashar urus bilan. Ha, onda boshqirdlar plenныйda bitgan что ли? Urus bilan suylashirga qolganman endi hozir zamona. Men shularga olib turing, erinmishi shunda bora, allaqoya Украинаga постоянно туда-сюда гоняет, как будто бы там близкая дорога, блядь, с Литвы или где он там живет, блядь. И допрашивает узкожопых. Нахуя? Лучше ведь endi suylashirga kerak boshqirdlar bilan, totarlar bilan. Чтобы, блядь, показывать, mana boshqirt, mana totar yigitlar so'g'ishga bormag'iz tуда-sюда. Но baribir bet endi u qaytgach ul ayta, meni doproslashdilar, какой-то nahу Qutaqbosh Ruslan Gabbasovga o'tirtdilar. Ruslan Gabbasov Qutaqbosh bilan men suylashdim. Nahуй men bor ularni quloq solamman deb shular qayta ulanda. Потому что у него выхода нет, по-другому будет петь он там. Поэтому я и не хотел всегда, я был против, чтобы их отправляли домой. Нахуя отправлять их туда? Уёбки нахуй. Если они пришли, пусть считают, что они уже сдохли. И поэтому я считаю, их оставить надо там. И на Москву готовить. Нахуя их отправлять туда? Это уже утиль. Это утиль. Туда отправлять их смысла нету. А этого узкожопого надо было сортирануть нахуй роту Сибирь. Пусть пиздует роту Сибирь, блядь. В кандалы нахуй. И пусть сидит пока, блядь, думает, что дальше делать. И вот этого не могу понять. Поэтому всегда я сегодня даже сказал в комменте, я, блядь, боюсь этого всегда, лишь бы Зеленский заднюю не врубил. Лишь бы американцы заднюю не врубили. Вот мой страх. Все, пиши пропало. Башкортостан или Татарстан не успеет выйти за независимость. Была алмыл. Повторное подключение. Заебали нахуй. YouTube что-то моросит, блядь. Вот шулай, туганлар. Поэтому я считаю, этот огромная, блядь, огромная нахуй ошибка. Вообще пиздец огромная ошибка того, что, блядь, их отправляют вообще, блядь, домой. Нельзя отправлять. И пиздеть надо только үзбізнаттегі миллят, блядь. Всяким, блядь, узкожопами нахрен вообще пиздеть. Я не могу понять вот этого. Нахуя они нужны? Здесь вырубил музыку, блядь. Курми холамын. Музыка, блядь. Ладно, енді хуй с ним. Один с музоном пошел, блядь. Гребаный нахуй. Так, 6 киши қараған уже. Вот так вот. Ну вот, да, вот этот послушаем вот. Грузит. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях вновь наш уважаемый Шмурат Хазрят. И сегодня у нас есть две важные темы, которые я хотел бы с ним обсудить. Салам алейкум, Шмурат Хазрят. Алейкум ассалам, добрый вечер, Руслан, тебе и всем зрителям. Да, у нас эфир мы решили провести по двум темам, которые у нас здесь в последнее время, скажем так, громко зазвучали в республике, которые хотелось бы обсудить. Это первое, это русская община впервые у нас в республике открыто провела свой рейд, а по-другому я его называю облавой, вместе с правоохранительными органами, с силовиками, точнее, по, скажем так, нелегалам, да, как они говорят, да, но на самом деле по нашим братьям, по тюркским, по братьям из Кавказа и Средней Азии, Центральной Азии, точнее, правильно, если говорить. И вторая тема – это ВКБ, предстоящий Всемирный Курултай Башкир, который тоже, я думаю, что можно и нужно, наверное, немножко обсудить перед и предстоящим Всемирным Курултаем Башкир. Итак, Ишмурат Хазрат,
Вот на днях буквально прошел вот этот рейд, который показали, которым так гордо выложили, скажем, залили в интернет русская община города Уфы о том, как она... Вот этот рейд кто-нибудь видел, нет? В Иремеле. Что за рейд был? Я так и не нашел его. Есть что, кинете мне этот телегу, есть что? Посмотрим. Вместе с силовиками проводят рейды, там видно и это и центральный этот торговый центр Иремель, там ночные клубы и так далее, и так далее. То есть вот они заходят, всех валят на пол, ВКонтакте надо руки поискать, за голову, наверное. выводят, строят их там, руки на плечи, цепочкой там ведут, и потом в конце хвалится один из представителей вот этой русской общины Уфы, как они там проводят этот рейд, что это вот мы действуем, они разговариваем, и якобы там будет все это продолжаться и так далее, и так далее. Как вообще вот ты охарактеризуешь вот это вот это действие? Я свои личные ощущения расскажу. Что чувствуют другие, это, наверное, уже другой разговор. Но то время, когда можно было возмущаться, как-то эмоционально это воспринимать, это время, я думаю, уже прошло. Все, что накопилось, я в одном из роликов там рассказал. И, кстати говоря, очень много людей его просмотрели. Вообще, вот, наблюдая за всем этим, очень много мыслей возникает. Страна, которая отправилась денацифицировать соседнюю страну, она сама встала на путь такого оголтелого, наглого нацизма. Хотя декларируется, что в России у нас тут дружба народов, межконфессиональная и так далее, и статьи быстро рождаются, да, на этой почве. Но на самом деле единственный нацизм, который в России разрешен, это русский нацизм. И вот то, что они творят, ну, вот, знаешь, есть одна хорошая вещь, это то, что они сразу себя в тупик поставили. В чем их самая большая проблема, я считаю? Вот, их самая большая проблема – это их идеологи, лидеры. И то, что я сейчас скажу про них, я не боюсь говорить, потому что я более чем уверен, вот их мыслительные способности не позволят даже вот это услышать и пересмотреть. Потому что они настолько тупы, что даже вот услышав это, да, они не сделают никаких выводов, поэтому я вот это все озвучиваю. Да, тупые, узкожопые, просмотрите мои каналы тоже, и вот его тоже слова услышьте, что вы тупые. Вот этим я могу согласиться. Тупость в чем заключается? Вот любой идиот, да, он должен держать нос на ветру и четко чувствовать, чего не стоит делать его группе, его течению, его партии и так далее. Эти люди, получается, они абсолютно не знают ни страны, в которой живут, и своей же культуры. Культура, вот русская, да, будем говорить, вот тут ни в коем случае мы не применяем это слово в каком-то узкобытовом этническом смысле. Это вот то, к чему часто придирается. Нет, ни в коем случае. Мы не имеем в виду какой-то там этнический оттенок. Вообще, русская культура, она от начала до конца, до мозга костей пропитана воровской романтикой. Почему я говорю, это русская культура? Потому что в башкирском языке таких слов даже нет. Там, что такое, например, пацаны, что такое понятие, базарить, что такое, вот, это что, это не переводится никогда. Да? То, что вот в этой культуре является уважаемым, все, что романтизировано, оно никак не переводится даже на наш язык. Вот. Но те, кто живут в России, потом являются русскими, этнически, и потом берут на себя вот такое, мы будем отстаивать там интересы вот этого народа. И если они не считаются с таким
простым понятием, как воровской мир, то, значит, очень глупые люди рулят вот этой всей темой. Испокон веков на Руси, в СССР, потом в России было такое слово, ну, как вот связь с силовиками, но слово подментонное, понятно, что на Руси не было, но в какой-то отрезок исторически оно появилось, да? Подментованные. Сейчас. Если ты хочешь дискредитировать кого-то, да, то просто этому человеку надо поставить рядом с человеком в погонах, а погонов у нас может быть, ну, каких угодно много, там сослаться на него, намекнуть, что ты с ними работаешь, и все. Ты вот уже для народа, в принципе, как герой умираешь. Это что за такие вот русские богатыри, да, которые вот, если их язык использовать, подментованные русские богатыри вышли на улицы городов, там, защитить русский народ. Ну это просто тупо, как говорят, сейчас не укладывается вообще в голове. А они именно такие. Они делают рейд с этими силовиками. Вообще, в чем ваша роль? Вы кто такие? Вы власть, что ли? Вот эти наши, кто вам разрешил вроде бы как вы с утра, да, думаете, говорите какие-то этнические подментованные, да, еще раз заострим внимание, и вы какие-то, вы, ребята, вообще кто? Мы часто их побываем себе на канале, я им объясняю, кто они такие, что за это идиот. Вот придет время, если просто эти же силовики встают, они не изучают свою историю. Но мы же говорили, мы объясняли про черносотенцев. Вот их историю они и повторяют, да, согласитесь, не я один это объяснял. Но вы черносотенцы, и ваши же историки вам не раз задавали вопрос такой: куда делись черносотенцы, как только началась большая смута, хоть такая малейшая роль каких-то националистов, черносотенцев, не знаю, кто какие погромы делал и против кого, вот куда они потом в революции, гражданской войны они растворились, потому что своих их перечелкали. Пока что вот так, в качестве выступления. Ну вот, если как бы оттолкнуться от этой воровской романтики, да, и просто посмотреть на реальность, да, на жизнь обычную, то вот, ну, представим, вот они заходят там в торговый центр Иремель, да, в какое-то там кафе, там очень много мусульманских кафе разных там есть. Ну и вообще, в любом, вот представляем, заходит в мусульманское кафе, которое не этническое, там, не узбекское, не кыргызское, не казахское, не чисто башкирское, просто там халяль. У нас вот, допустим, очень развитая была сеть кафешек халяль. Я очень много часто там кушал, и там заходит. Короче, вы, наверное, сами слушали, это невозможно целый час слушать. Коротко, қысқаша, она просто мен азгана вспомнил, напомнить для вас и вообще о чем будет толковаться речь. Коротко, здесь можем сделать вердикт, потому что они сами себе не могут сделать вердикт, а я вот могу, послушав их общение, вот русское общение, Всемирный Курултай, враги башкир. Вот это башкир слово меня бесит, блядь, башкир. Башкирт, я забыл, башкирт, вот это, зарубите себе, не знаю куда, башкирт, это был мимикан, что, а? Ну давайте тогда башкир, да, тогда давайте будем всех тогда говорить с буквы И. Татир, не татар, а татир. Может, вот так будем? Ну, хуй его знает, блядь. Почему, блядь, выражение, блядь, вот этого все писанины на русском, но хотя бы үзеңнің милләтіңнің башқұрт деп жазып қойбетіңдер шонда. Тогда почему у него написано русская община в Башкортостане Всемирный Курултай Манкуртов? А тогда, может, зачем ты Манкуртов написал? А может, тогда напиши Манкиртов? Маймунов может вообще написать. Майминов. Майминовый.
Поэтому, Аллар, это вот такие всякие какие-то, блядь, нахуй имена, которые искажаются, точнее, блядь, название нашего миллета пишется на русском, блядь, и вот это меня бесит, блядь. Как помню, мы по жизни, блин, встряли, ну, как бы, в Москве, когда общались, я из Башкортостана. А где это? Ну, Башкирия. Ну, таких сказал бы, говорит, ты ебанутый. Понимаете, вот такое вот выражение. То же самое, как Киргизстан. А где это? Кыргызстан. Шунарга, үзебізде ошибка. Үзебіз даем фору им, понимаете? Почему? Потому что, блядь, мы не даем отдачи. Они дают. Они дают, блядь, идут сжигать дома цыганов, дома нахуй еще кого-то и так далее. Ну ладно, давайте не отходя от кассы. Вот вердикт вот этого всего, целый час, 12 минут болтовни, вывод такой. Вывод, у них внутрибашкирские какие-то проблемы. Никакого поднятия народа, ну, как бы в их словах нету. Точнее, они есть, отголоски какие-то из 30 пизды колена там в глубине. Но мен sizga оларны сөзін boshqacha itib жеткәрәм. Короче, bu ikki brat narsa aytadi. Boshqirt bilan totarlar, особенно boshqirtlarga aytib ekan, boshqirt ekan. Men totarlarga aytaman. Chunki men totarda, boshqirtda, buyoqda. Короче, босыгыз, туганлар. И не надо, как говорится, слушать нас, не надо, как говорится, слушать Габасова, Ишмурат Хазрата, просто босыгыз. Сами себя слушайте. Нахуй вам кого-то слушать, если у вас захваченная, блядь, территория Башкортостана с Татарстаном? Нахуя мы вам? Сізді өзіңізді барғыз жоқ міне, блядь. Басып, блядь, шу Мәскеуге барып, Мәскеуге сігіп келерге нахуй. За твоих предков, блядь. Не за их. Я за своих пойду. Ты за своих заступись. Сен қашан өзіңні, блядь, ата-бабаларыңны еске алып барып тұрып шунда Мәскеуне нахуй дөбәстәп келесің. Сен қашан барасың шунда? Өзің, лично өзің қашан барасың? Мына шунда ғана можно будет найти с тебя уже спрос, что ты сможешь пойти и со мной. Но до этого, пока ты сам не осознаешь это, вот эта болтовня, демагогия, это нихуя, это не дело. Поэтому можно только слушать часами кого-то, если там нет цели, нахуй это слушать. Можно только выдергивать какие-то аргументы, которые оттуда услышишь. Вот примерно я его прослушал, когда принципиально прослушал, потому что Ишмурат Хазрат, я его прослушал. Недалеко от меня живет просто. Еще мы не виделись, если честно сказать. Поэтому шунага туганлар, башкорт белән татар акыллы халык, тупой халык түгел, урыс кебек. Поэтому, как говорится, мы должны вместе сплотиться, встать за предков, а не искать, как говорится, тырнак астында пычракны. Тырнак астында пычрак бүтүн кишидә бар. Даже беләсезме нинди пычрак бар аны астында? Кан пычрагы бар. Кан пычрагы бар. Но кимдә? Которые идут в Украину, которые сидят в Москве. Вот аларны тырнак астында кан пычрагы бар. Грязь из-под ногтей, не грязь, а кровавая грязь нахуй. Потому что, блядь, маньяки. А вы терпите этих маньячел. После этого не нужно нас слушать. Нужно себя слушать. Себя. А вы, как говорится, можете себя услышать. А для этого просто нужно, как говорится, свой страх засунуть куда подальше нахуй. Собраться. И все. Даже саняк, блин, добор была. Вилами даже можно идти. Вилы. Просто вилы, лопаты в руках и пошли нахуй. Крайняк. Было бы желание.
Так. Здесь просто не наткнулся. Я был, читал, не читал. Да, я читал вроде в тот день вроде бы это. Все. Короче, давайте перейдем в этот, как обычно, этот, по другим новостям давайте пройдемся. Почитаем там, в группах что-нибудь. Да хрена. Так, стрим номер 5. Вроде бы. Название стрима даже. Так, окей. Так, уже унжиде кеші қорған. Да, вот так лучше частями загружать. Итак, давайте вот пройдемся по этому теперь. То, что накидали нам сегодня. Наверное, у него больше времени. Как обычно, Куштабайрам. Итак, что они кинули последнее? Асад будет жить вместе с Януковичем. Такой прикол нахуй. Асад вместе с семьей находится в Москве. В отеле Фар Сионс. На улице Охотный ряд. О, блядь. Я же говорю, Охотный ряд нахуй. Бомбить, бомбить. Я же вам говорю, блядь. Прямиком нахуй хуярьте, украинцы. Тут есть кто-нибудь? Ебашьте нахуй по Охотному ряду, блядь. Охотный ряд. Алеппо перешел под контроль повстанцев. Янукович съебался в свое время, блядь, нахуй, с Украины, блядь. Теперь этот нахуй. Получается, нахуй, выродок, нахуй, этот путиносос, блядь, собирает своих, блядь, соплеменников, диктаторов. Итак. Пиздец, нахуй. Опять ищи своих тут. Рустам Мухаммадиев, 34 года, Учалинский район, село Москово. Село Москово, блядь, село Москово. Кутак бармакин Учала районында, село Москово. Хуею, блядь. Сменить нахуй все. Убили на войне в Украине. Рахат инда? Рахат, блядь. Давайте по этим убитым посмотрим. Урус Исаман Ухайсыда кельме, блядь. Дуан района. Ильдар Султанов, 49 яш. Село Абдрашитово. Ильфат Ганеев, Салаватский район, село Ишимбаево. Вот так. Все, нет его. Эдуард Гилязов, Уфимский район, село Чернолесовский. Убили на войне в Сирии. Заебись. Опачки, опачки. В Сирии, блядь. Ой, блядь. Невъебенный солдат. Зеленый по еботине, блядь. Пиздец, пиздец, нахуй. Убили в Сирии, блядь. Просто хуею. Денис Валеев, Утажидия Шалаватская, Мурсалимкина, село. Урус исемлері, блядь, всякие. Альфред Гельмуддинов, 47 яш, Карайдель района, село Биас. Пиздец, блядь. Саяпов Артур, 21 яш. 21 яш, блядь. Республика Башкортостан, город Уфа. Весь такой набычаренный, блядь. Толстенький пацан был. Яшамаганда. 2003 года, значит, рождения. Все, ёбнули его. Нету. Зато медаль бар. За отвагу, за сахуяу, блядь. Пиздец, нахуй. Толга. Анвар Каримов, 63 яш, блядь. Крымаскалийский район, село Сихонькино. Пиздец. Онарға не бар екен, блядь. 63 яш, блядь. Автомат, блядь. Түшкен бит аны мында весь, блядь.
Астафируллах. Манкурты наши, а? Чужая война. Агат Файрушин, 46 яш, Туймазинский район, село Новонарышево. Роберт Кадрасов, 39 яш, Иглинский район, село Иглино. 34-52. Полк. Чужая война. Рустам Муфтиев, Башкортостан, Туймазы. Пиздец. Молодой. Рустам Мухьянов, Ишимбайский район, Новооптиково. Новооптиково село. Салават Валеев, 36 яш, Гафурийский район. Алмаз Ишмухамметов, 29 яш, Гафурийский район, село Янгискаин. Дамир Галимов, Гафурийский район. Эдуард Ирбулатов, 52 яш, Калтасинский район, Калтасы. Валерий Иштуганов, 48 яш, Калтасинский район, село Калтасы. Дмитрий Михайлов, Гафурийский район, 33 яш, село Красноусольское. Бұлар, блядь, по роже, блядь, была, блядь, урыс түгіл да енді, блядь, была шуаш, наверное, блядь. Потому что рожелары, пиздец нахуй, не русские рожи, блядь. Айдар Кутлу Заманов, 31 яш, Гафурийский район, село Инзильга. Ёб твою мать. 31 яш выглядит, как будто 50 ему нахуй. Я хуею, блядь. Талгат Галиуллин, 42 яш, Калтасинский район. Калтасы опять. Ёпта, теперь по районам, короче, кидают они. Все. Рустам Фахреддинов, Бакалинский район, село Мустафино. Пиздец молодой, блядь. Пиздец. Вильдар Бадереддинов, Архангельский район, село Архангельское. Соқалы да бар. Фотосы еще военный киімде, соқалы бар и в дупышке, короче, в этом тюбетейке. Пипец. Нихуя, блядь. Мына, біз, менің нәнәмнің ауылларынан, яғыннан. Александр Яшков какой-то, блядь. Стерлибашевский район, село Стерлибашево. Пиздец, блядь. Да уж. Так, дальше грузим. Ну, мында до хрена енді. Ильнур Сахаудинов, 36 яш, Учалинский район, село Ишмекеево. Так. Урыс исемлері до хрена мында. Марат Ангамов, 45 яш, Бураевский район, село Новоельдяково. Отец 5 детей, ушел на войну по контракту. Пиздец, ебанутые люди, нахуй. Отец 5 детей. Ну все, енді мына, 5 балаңны кім қарай? Бұлар, наверное, бұлар ойын деп барам екен анда, 45 яш. Ебанутые люди, а? Отморозки одни, блядь. Азат Абдуллин, блядь. 23 яш, блядь. Гафурийский район, село Родина. Инаңнеке. Құттақ бараймын сен анда. Альфред Мухаммад Галеев, 36 яш, Аскинский район, село Аскино. Ой, блядь, те, которые Аскин района, помните? К ним тоже, может, заглянем сегодня. Уёбки, которые собирают, блядь, у пенсионеров этот, блядь, всякую хуйню, блядь. Деньги, блядь, дрова, блядь, что-то еще, блядь. Огурцы соленые там. Ай, блядь. Фирур Султанов, Чекмагушский район, село Чекмагушево. Пиздец, блядь, мужик какой-то. Расим Гайфуллин, 43 яш, Аскинский район. Отец 4 детей, ушел добровольно на войну. Ебанутые, ой, ебанутые, блядь. Блядь, мен сөзім yok нахуй. Сөзім yok, блядьлер. Асхат Амангельдин,
30 yaş. Мелеузовский район, село Бельский. Асхат Амангильдин. Казах, наверное, bu. Мелеуз районundan. Ну, башқұрт мекен қазақ. Ну, по фейсу қазаққа ұшаған. Bu башқұрт түгіл bu. Пиздец, блядь. Амангильдин, это явно казахларның фамилиясы. Бізде ондай фамилия yok. Редкий случай. Пиздец. Пиздец, блядь. Бля. Стерлитамак. Ой, Айнур Файзуллин, Стерлитамак. Стерлитамак, Камиль Саепов. Ермекеевский район. Анур Нуриев, 45 yaş. Салават Абдуллин, 60 yaş. Федоровский район. Село Юлдашево. Бля, я херею. Стерлитамак, блядь, мына урыслар кетті Стерлитамактан. Сайфулдинов Руслан, Стерлитамак. Итак, опять, ну давайте прочитаем уж Рота Башкорт, что он пишет. Вопрос без ответа. Дорогие друзья, военнопленные башкорты регулярно спрашивают нас, почему их не меняют так долго. Интересно. Мы объясняем, что пропутинские власти не заинтересованы в этом. Мы решили спросить действующего главу республики Радия Хабирова, почему он не борется за своих людей. Скоро прямая линия, думаете, ответит? Почему, желая выслужиться перед Путиным, он буквально кричит о том, что бьет рекорды по количеству мобилизованного населения, но при этом умалчивает, что башкиры лидируют среди погибших на войне в Украине. Башкорты годами сидят в лагерях, ожидая обмена. От них отказались. Их отправили умирать, не жалея возвращать в случае, если им удастся выжить. Боритесь за своих родных, иначе они состарятся в Украине. Попробуйте спросить вы о своих близких или родных, которые находятся в плену. Быть может, ответят вам. 6 ржут там, блядь. Смайлик, ржаки, блядь. А, этому Гондону написали тут. Напишите свои фамилии, имя, отчество. Рота Башкорт. Укажите, где вы живете. Напишите название населенного пункта и национальное образование. Республика Башкортостан. Задайте свой вопрос. Уважаемый Ради Фарид, скажите, пожалуйста, почему военнопленные башкиры не вносят списки на обмен, и они годами сидят в украинских лагерях, в то время как россиян и чеченцы обменивают на постоянной основе? Спасибо, ваш вопрос принят. Это 21 ноября коммент, и там что-то опять написали, и оттуда Ради Хабировский, Гондонский этот, ВКонтакте, наверное. Накануне Дня матери мы чествуем многодетных матерей нашей республики, женщин, которые каждый день совершают родительский подвиг и являются примером для своих детей. Сегодня я лично поздравил с праздником многодетных приемных матерей, мам особенных деток. Женщин, воспитанных с исключительным отчеством, тех, чьи мужья выполняют свой долг на СВО. Яркая инициативная представительность прекрасного пола, которая совмещает воспитание детей бизнесом и общественной работой. В республике 59 тысяч многодетных семей. По этому показателю мы впервые в Приволжском федеральном округе мы стараемся поддержать такие семьи и создать регион условий для счастливого материнства. Мы строим детские школы, сады, школы, больницы, поликлиники, пиздеж, дома культуры, сопротивление центров. Ой, блядь. Все, даже читать даже не хочу. Короче, что я хочу добавить здесь? До этого, помните, я говорил вам? Проблема. Вот если кто услышит этот мой призыв, Габбасову передайте. Он меня затрахал конкретно, блядь. Передайте ему, что, блядь, нахуй, икенчи мәртә, блядь, барса, шул куттак баш пленныйларны кырына. Оларны калдырырга нахуй дип сүйләшеп килсенләр. Мына Габбасовка прям передайте, шулай, блядь. Мен айттым деп, меня вот прям сайт дайте, мой номер дайте, телегу дайте. А то дохуя на себя берет, блядь, дохуя, блядь. Минда Башкортостаннан, и он за меня нахуй не может что-то решать, блядь. За него я решу нахуй.
как быть дальше ему, если надо будет. Оны қолынан қутағыш келмейкен, значит, біз оны үстінен башқарабыз. Бізге ондай, блядь, қутақ баш керекмей. Итак, вопрос, блядь, этому роту башкирта то же самое. Это всякая габбасовская басота нахуй. Они вместе с нюханной рота башкирт. Я с ними общий язык не нашел, потому что у них есть какая-то крыша нахуй там. Хуй поймешь кто. Типа начальник там у них, понимаешь, ты нам, блядь, нам не нужны такие нахуй роты, блядь, нам не нужны такие нахуй Габбасовы. И вот, Габбасов должен, блядь, вот этих хуеплетов пленных оставить и привязать, если эта рота башкирт выходит от украинцев, созданная, так скажем, блядь, яйцеклетка, значит, рота башкирт шул пленныйларын өзіне оларға керек, перевоспитать и оставить там на боевые действия на Москву. Понимаете смысл какой? Вот эту тактику надо держать, а не, блядь, нахуй домой их посылать. Кутак бармағанда оларға үйде. Олармен барып обратно отправят. Раз, пизды дадут. Два, в тюрьму посадят. Три, оттуда их будут еще пиздить. Их будут пиздить, чтобы они что говорили, почему с Габбасовым встречались. Все они будут там за это пизды получать. А вы берете их, отправляете, как говорится, на смерть. Нахуя? Сізде баш бар ма или башыңызда кутак ма, блядь? Кутак баш дегені мына шул дейлі, блядь. Башта кутак болғаш, башы ішләмей ол, блядь. Әзгена мый болырға тиіш, блядь. Башта мыйлы кіші болырға тиіш, блядь. Понимаешь ли? История сыйым, блядь. Габбасов. Поэтому, блядь, вот этот башкирт ротасы тоже гандон там, блядь. Сидит там. Ихний писарь ебучий. Поэтому рота башкирт, блядь, я бы тоже поговорил бы, нахуй. Габбасовым тоже поговорил бы. Нихуя, блядь, просто не хочет связываться. Потому что кут юк. Кут болса, связь была у. Кут болган кишдагена связь была может. Кут юк кише, не может он связываться, блядь, нахуй, с конкретными, нахуй, действиями. Вот и все. Поэтому действия, нахуй, делать надо, а не сидеть, блядь, жевать, нахуй, как говорится, яйца Путина. Тухлые. Заебали, мы ухуй алмаем даже порой, блядь, хуею от таких всяких, блядь, ебучих, тупых мероприятий, которые они творят, блядь. Нахуя Хабирову писать? Нахуя? Кем у Хабиров, блядь, нахуй? Какие-то писанины проводят. Я вообще не могу понять, блядь. Син, если Литвада Яшинсен, блядь, Габбасов, ишит меня нахуй. Син, если Яшинсен Литвада, син должен нахуй 1000 раз ездишь, блядь, в Украину, договориться, блядь, что бүтін башкиртлар, Башкирстаннан, татарлар, Татарстаннан, хам Башкирстаннан, хам башка, любой жерден, башкир татар, мына, все, ты должен себе зарубить нахуй, башкир татар, любой жерде ол бізді туғанлар. Значит, электрикен пленга нахуй, все оны нахуй, любым способом должен оставить их, блядь. Любым способом не возвращать домой, нахуй. Пусть меняют, нахуй, блядь, хохлы, нахуй, между собой, узкожопые, между собой пусть меняются. А башкирт, блядь, татар пусть отвечает бізге. Кутағыма олар келгенмі бұ соғышқа. Пусть отвечают, нахуй, и будут выполнять наши действия, блядь. А не пиздовать обратно домой, нахуй, чтоб их, нахуй, там закопали, блядь. Это, конечно, само собой, вы, наверное, можете сказать, блядь, ну, он ведь кулыю, как помните, Ушалинский какой-то строитель, который без руки остался, правой руки, нахуй. Конечно, он, не относится не таким, а вот именно вот таким, блядь, которые, блядь, есть руки, ноги, нахуй, целые, их взяли, блядь, в плен, таких однозначно, нахуй. Однозначно, нахуй, оставить и перевоспитать. Все, другого варианта не должно быть вообще, блядь. Мышление, блядь, я не знаю, блядь, на ниже плинтуса. Вы можете мне сказать, что нет, типа, мы не можем, мы обязаны там. Вы можете мне так сказать. Не, нихуя. Никто никому ничего не обязан, блядь, нахуй. Тут смысл вот такой, что идет война. И в этой войне, блядь, нахуй, каждый солдат, это, как говорится, я не знаю, блядь, с чем сравнивать можно.
Особенно Boshqirdistondan, Tataristondan kelgan xalqni, блядь, siz, блядь, обратно shul, блядь, jahannamga jiberasiz. U jahannamdan chiqib kelgan bitinda уже so'g'ishni o'tib kelib, tiri qolib kelgan, siz опять uni o'limga jiberasiz ortqa, блядь, Boshqirdistonga, Tataristonga. Olbit qaytmay onda. U qaytsa endi хуй с ними, блядь. U bit qaytmay. Invalid qayta, бомжевать будет, xotini toshli yoni, tуда-sюда. Men bilmayman nahoy, блядь. Kimga kuygan ekan nahoy, birada shulay da o'ylab qo'yam nahoy. Ne uchun kuygan ekan men deb qo'yam, блядь. Qutaqqa keraksiz menga, блядь. Deyasim kela, блядь, birarda. Ну, читаем дальше. Пугает скорость. Вот давайте нахуй перейдем в этот. Дальше Куштау Байрам, блядь, более-менее что-то пишет. Итак, ладно. Дочитаем ихние вот эти. Последнюю тему давайте закроем насчет вот этого. И дальше пойдем разнобой уже темы. И там просто этот и Грузия, и это все лезет. Манаманда бір тема енді шоу. Пугает скорость вербовки срочников. Челябинский журналист. Я врублю этот. Так, заново. Пугает скорость вербовки срочника. Челябинский журналист Артем Краснов занимается этой темой. Агитировать на подписание контракта и с Минобороны начинает на пунктах сбора и во время перемещения до мест службы. После приезда в часть предлагают на выбор две альтернативы. Либо подписание контракта, либо отправка в одну из приграничных областей. Ну да, граница в Дальнем Востоке, Уссурийске, там не надо же, да, ведь там же не надо, там же тихо, там же свои, блядь, да, там же, блядь, сука, Ким Чен Ын, блядь, там же не надо ничего, блядь, защищать, там, ничьи яйца там не пропадут. Второй сценарий описывается в мрачных тонах, и почти во всех фигурирует слово «груз-200». В таком виде, дескать, вернетесь, если не подпишете контракт вовремя. Понятно. Угроза охуительной темы. Если сейчас ты не подписываешься по-хорошему, то ты поедешь первым эшелоном на мясные штурмы. Потому что ты уже утиль. Ты утилизированное мясо, которого надо, блядь, быстро нахуй, чтобы оно не пропало, нахуй, истребить. Если ничего не работает, на горизонте появляется добрый полицейский, некий сотрудник воинской части, наверное, всяко, блядь, со шваброй в руках или бутылкой, нахуй, который предлагает солдатам остаться служить под Чебаркулем, для чего нужно лишь подписать некий документ. Ну да, после подписания на их счета начинают приходить крупные суммы от 400 до 2 миллионов рублей. Насколько можно судить, это единовременные выплаты за подписание контракта Министерством обороны. На возражение самих солдат или родителей части отвечают, что нарушений нет, поскольку контракт подписан собственноручно и добровольно. Заебись. Кину-ка я себе в этот группу, блядь. Вот и все, туганлар. Поэтому... О, нихуя. Нихуя себе, тут еще одна интересная вещь вышла. Давайте продолжим. Интересный сюжет о том, как жители Башкортостана сдают своих знакомых, друзей и родственников на СВО и получают за это деньги. Это просто позор на всю Россию. Неужели жители Башкортостана настолько оскотинились? Охуеть! Посмотрим. Давайте послушаем, о чем тут говорят. Хочешь 50 тысяч рублей? Уговорить друга поехать на СВО. Но есть нюанс. С большой вероятностью друга убьют на войне, а если повезет, он вернется инвалидом. Так власть республики Башкортостан мотивирует башкиров идти на войну. В Уфе уже отчитываются об успехах программы «Рекрут». Программа стартовала в августе этого года. За это время на выплату за друга подали более 2300 заявок. Лидеры – Уфа и Ишимбайский район. Жаль, что программа популярна в сельских районах, где люди живут бедно. При этом только по подтвержденным данным на так называемом СВО погибли более 3500 жителей Башкортостана.
Это самая большая цифра среди всех регионов России. Точные данные погибших и пропавших без вести власть умалчивает. Лига свободных наций. Подпишись. Лига свободных наций. Понятно. Ну, добавлю от себя не 3,5, а минимум, наверное, как говорится, 100 тысяч. Даже я 35 не буду говорить. 100 тысяч сдохло, это точно. Татарстан, наверное, так же. Итак, дальше. Что-то опять как-то новое, старое это. Старое, что ли? Военный пропагандист из издания «Пруфы» Рамиль Рахматов поздравил башкирских матерей с тем, что их сыновья бесславно умерли за Путина и Хабирова. Напомню, что он призвал не списываться в деревнях, не спиваться в деревнях, где все равно вы повеситесь от безнадеги, а ехать и умереть, как мужики за царя из Кремля. Нихуя себе, блядь. Вот он, что за гандон получается, этот Рамиль, блядь. Из Пруфы, блядь. Интересно тему загнал, блядь. Пруфы же, блядь, это, блядь, Руслан Валеев, блядь. Гандон, который, блядь, нахуй, Эхо Москвы, блядь, нахуй, в Германии сидит, уебок, блядь. Тоже категория, нахуй. Фарида Курбангалиева тоже той же категории, нахуй. Пиздализы, нахуй, русни, блядь. Набитай-там. Безне ишебезда, нахуй, пока мы не истребим вот таких уебков, блядь, неправильно рожденных гандонов, блядь, мы, как говорится, не сможем, блядь, сделать независимость Башкортостана с Татарстаном. Бірінші өзімізді ішімізді зачистка башларға тиішпіз. Это как Китайда. Китайда, блядь, любой, кто, блядь, коррупцией занимается, дальше этого, сука, то рука отрубается, то, блядь, нахуй сажают, блядь. Ну, да хуя же такого, блядь. Ну, редко, конечно, мы видим это, редко мы увидим это, потому что там реально, как говорится, коррупция очень редко, блядь. Шунарга бізге біріншіден манкуртларны полностью зачищать надо будет. Блядь, это постоянно я это говорил, блядь, но вот дальше больше, блядь, вглубь же я понимаю, что, блядь, эта риторика, нахуй, больше будет, наверное, усугубляться только, блядь. Ничего хорошего от этого нету. Придется мочить своих, чтобы, нахуй, как у русни есть поговорка, мочи своих, чтобы другие боялись, блядь, да? Вот так же будем. Мочить своих, чтобы, нахуй, пидоры, узкожопые финно-угры, блядь, съебались, нахуй, с Башкортостана, с Татарстаном. По собственному желанию. Мы вам писали, что среди отправленных из Башкортостана в Украину умирать очень много тех, кто уговорили или настояли на подписании контракта жены погибших. Особенно выделяется село Бурибай Хайбулинского района, где большинство контрактников были отправлены своими вторыми половинами. Охуеть. Нищета заставляет торговать своими любимыми в надежде получить миллионы гробовых. Хотя именно что любимых-то и не отправляют. Отправляют на смерть нелюбимых, кто надоел и уже не нужен. Утилизация по-женскому. Нихуя, да, блядь? Прям кукла Чаки, нахуй, работает. Кукла Чаки проснулась. С ножом, да? Нихуя, блядь. Башкирские, татарские жены, блядь, какие пидораски, да? Пошли, блядь. А я тут ищу, блядь, из своей нации, думаю, блядь, жениться. Охуеть. Эцекеннер. Да. Ой, пиздец просто. Просто пиздец. Ой, бля. Ну, как обычно, дальше пошло-поехало. Тут смертники опять. Пиздец, нахуй. Какой.
короче, вот 21 год, блядь, какой-то или, блядь, нахуй чуваш, или узкожопый. Максим Жейбо, блядь. Жейбо, что за фамилия, блядь? 21 год, город Нефтекамск. Пиздец, нахуй. Нет чувака, блядь. Рустам Шагибеддинов, 30 лет, Илишевский район. Ебать. Тут листай и листай. Я давно реально тут не был, оказывается, блядь. Вчера мы вам насыпали с полсотни новых любителей умереть за Путина и его чемоданчик, куда он срет. А сегодня еще добавили вам баймакских глупышей. Баймаксы любят говорить, что Хабиров пересажал тюрьмы половины их района, поэтому они все дружно решили поблагодарить Хабирова и поехали в Украину, чтобы умереть за него, и кружевные трусы его армянки. Месть идиотов твоих родных сажают и убивают в республике, а ты едешь умирать за тех, кто это делает. Ну, как раз ведь в начале эфира я вам об этом и говорил, что крымский имам что сказал из Киева, что чеченцы, Кавказ, блядь, ебанулся по полной. Их мочили в 94 году, а они идут Путина. Мир сошел с ума. И я считаю, что только мы можем исправить это. Только мы, нахуй, которые еще остались, так скажем, трезвенники, нахуй, язвенники, которые могут, получается, трезво судить сейчас эту ебаную такую, так скажем, ситуацию, которая, блядь, уже, ну, так скажем, ни с какой, ну, блядь, уже ни в какие рамки уже не влазит, я думаю. До такой степени опозорились по всему, по идее, миру даже, можно сказать, не то что перед украинцами, а по всему миру, что в регионах до такой степени быдло нации живут, оказывается, блядь, которые, блядь, просто идут умирать, блядь. Представили, блядь, война в Америке, и они откуда-то везут мексиканцев или бразильцев. А никто нахуй не поедет, блядь. Из пизды Кукуева в грязи они, блядь, никто не поедет. Не поедет, я вам, блядь, гарантирую нахуй. Скажут, пошли вы нахуй. Также, блядь, из Бангладеша, который я постоянно говорю, блядь, из Бангладеша тоже никто не поедет нахуй. Если будет война где-нибудь там в Китае и, блядь, в России нахуй. Никто нахуй ни за кого не поедет. Только мы, быдло народы, блядь, этих республик нахуй, русни, ебаной, блядь. Даже не хочу называться нахуй русней, блядь. Едем вот таким, блядь, действием, блядь. Я не знаю зачем, почему, хуй, блядь, уже сүзі уже білесің сізге әйтерге нәрсеге сіз барасыз деп мен уже аңладым нәрсеге сіз барасыз. Сіз оңғыралар ғана бара бұл халге. Оңғыр ғана баруға может. Жүннікеш өзіне, как говорится, халал, как говорится, яшарға тырышқан кеші бір қошанда кеші үшін өлерге бармай, бір қошанда. Шуны просто нужно понимать. Вот шуны просто нужно осознавать. Бір қошанда жүннікеші шулай бармай өлерге. Ни за что. Ни за что. Шулай. Так. Все, окей, вылазим отсюда, нахрен. Заебал это. Новости, блядь. Смерть, блядь. Так, идемте, все, давайте пройдем по этому, по новостям теперь, более этим, что творится на улице. Так, продолжаем. Главная проблема протеста в Грузии – обнуление политиков и отсутствие новых лидеров. Если политики начинают что-то предлагать, в лучшем случае их не слушают, обычно просто посылают. Оппозиция не пользуется никаким авторитетом у молодежи. Но проблема в том, что и своих лидеров у молодежи нет. Поэтому протест нет структуры четко выраженных целей. Это проблема Башкортостана, Татарстанда точно шундыл. Когда Холок говорит, что за кордоном, блядь, съебались, блядь, какие-то люди подобие меня, Габасова, Ишмурат Хазрата, или Кашапчиков ебаных, татар, блядь, из набережной Челнов, блядь.
Яшалладан, блядь. И когда вы не можете понять даже, что дальше делать, вы хотя бы оглянитесь, что дальше делать. Я вам до этого говорил, блядь. Только надеяться на себя. Вставать нахуй и самим решать эту проблему. Вот и все. Қорап отырмаңыз. Сізні сігелер бит. Біз де шығып тойдық. Біз бит на самом деле, как говорится, шығып тойғанлардан бит. Шунарға, как говорится, біз сізге просто пытаемся көзіңізді ашырға ғана. А сіз улисыз, наверное, сізні кто-то опять, блядь, за кордоном пытается наебать. Нет. Менің үстімде бір хужа yok. Мына, мен думал, как-то пошел по каким-то стопам, там был, блядь, этот хуй один, блядь, из этого, с Америки, блядь. Потом, блядь, вот этот кошапчики, блядь, были, хуеплеты. 2 брата-акробата. И чё? Нахуя меня хужа, блядь? Мен өзіме хужа, Аллаға шүкір. Менің хужам бір гена Аллах Тағала үсті тұра, қарап бізге. Но сізде хужалар дохуя. И вы не можете определиться, кого же слушать, блядь. И вот тот самый, вот вам ответ этой Грузии, ответ вам этой Грузии, что в Грузии тоже та же параша, в которой, как говорится, мы варимся. В той же параше, то, что варится Грузия, мы тоже такой же, блядь, передряги. А вы это, как говорится, считаете, что нет, оно не может быть так. Как говорится, вы в нормальном состоянии. Нет, вы не в нормальном состоянии, Туанар. Вы в полной жопе. И поэтому в Грузии тоже нет лидеров, получается. И они сами не знают, что делать. Вот и все. Безде, хоть и есть какие-то люди, которые пытаются поднять восстание Башкортостанда, Татарстанда, вы не можете услышать, вы не можете понять. Вот и все. Что я могу сказать? Нихуя этот Куштау работает, блядь. Закидывает только так, нахуй. Вот так. Опять этот бардак. Там бардак жесткий происходит. В Тбилиси на проспекте Руставели начали использовать коктейли Молотова, но не бросают в полицию, а как упреждающие перед ними. Замечен новые виды оружия, большие рогатки. Пожарники выливают воду, чтобы она не была использована против протестующих. Протесты возобновились с новой силой. Незадолго до разгона на уличных камерах наблюдения митингующие обрезали провода и загрязнили их. Митингующие сегодня уже забрасывают газовыми гранатами и уже традиционно применяют слезоточивый газ и поливают их водометом. Митингующие в ответ усилили количество обстрелов салюта разных видов, иногда бросают камни. Так. Ладно. Хер с ними. Короче, смотрите. У них какая-то передряга, нахуй. Но у них, да, ведь в независимом государстве вот этот бардак. Теперь возьмем нас. Башкортостанда как? Башкортостанда, получается, блядь, вот эту независимость, которая у них есть, в кавычках, нам надо взять сперва. Поэтому у нас как бы сопоставимо примерно такая же хуйня, но у нас еще жестче. Поэтому рогатками и коктейлем молотами нам тут, блядь, далеко не дойдешь далеко с этим. Рогаточками, нахуй, от воробьев, блядь. Поэтому бізге не то, что рогаточки, нам рогатули, нахуй, нужны. Как Элеккезаманда, блядь. Огромный, нахуй, бомбу туда прицепить и хуйнуть до Москвы, блядь. Вот это будет, нахуй, восстание. Нам нужно, как говорится, действовать более, блядь, нахуй, тактично и, как говорится, кровожадно. Как Путин. Таким же макаром. Только на уничтожение, блядь. Равнять Москву. Наша задача разровнять полностью Москву. Пока мы не разровняем ее, нахуй, в Украине будет война. В Грузии, он, блядь, скоро отойдет, нахуй. Русне вообще полностью. Ну, в таком, блядь, понимании, я так понимаю. Вот и все. Потом они пойдут еще на Казахстан. Потому что здесь все они, блядь, переебут. Потом дальше пойдут.
как они говорят, экспансия. Экспансировать, блядь. Тут какой-то хуй стихами пишет, блядь. Радость была недолгой, едва у Путина в штанах расцвел орешник, как тут же в Сирии он получил лобешник. Пиздец нахуй. Рифмачи такие. Так. Батыр Талпар пишет дальше. Русь линяла в 2 дня. Самое большее в 3. Даже новое время нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся до подробностей, до частностей, блядь. Бетага, что за слово, блядь. И, собственно, подобного потрясения никогда не бывало, не исключая великого переселения народов. Там была эпоха 2 или 3 века. Здесь 3 дня, кажется, даже 2. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом буквально ничего. Василий Розанов о революции в Российской империи в 1917 году. Она, курдыгис? Значит, революция была в 3 дня только, блядь. Инен беттегелері. Сіз қорқып отырасыз. Мен бит сізге, блядь, изначально постоянно айтамын. Мәскәуні 3 күнде алабыз. Оны ала тұрған жері де жоқ. Сіз шуны аңламайсыз. Оны ала тұрған жері ол сіз. Сізні алырға керек. Сізні, как говорится, біз, блядь, аңқауларына, блядь, блядь, дұрыс жолға қойырға ойлайбыз. Сіз шундан қорқып отырасыз. Понимаете? Шу аңқаулықтан шығырға керек тұр бит енді, халық. Мен аңламайм сізден, блядь. Ким гена сізге уже ничек, блядь, пытается донести, не знает, как донести, блядь. Но в красивом образе вы не поймете. Красиво вам вон доносят все нахуй. И навальнисты, и хуелисты, и все пидористы, блядь. Вам доносят красиво такие, блядь. По ушам лагман вешают нахуй, уйгурский. И чё? Нажрались? Что-нибудь есть результат? Yok. Шуларға сізге айтып тұрам. Мәскеуге 3 күнде барып жетеуіміз, и қайтып келуіміз 3 күнгіне, мына бізге 3 күн жете. Барырға, блядь, Уфадан анда машинада тихо 100 білен барсаң, 30 сағатта барыла. 28 сағат, 30 сағатта барыла. Если, блядь, нахуй біз соғышқа барысақ енді, я думаю, біз тезірек барамыз анда. 20 сағатта анда боламыз, блядь. Уфадан. Потому что бүтін юл ашық была анда, блядь. Бір кім жүрмей уже, біз кеткенде. Это шықмай ол юлға уже. М7 нахуй. Прямой, блядь. Қазан юлын. Уфа, Қазан, Мәскеу. Все. Шулғына бізді волновать етірге тиіш в данный момент. А не то, что, как говорится, где-то там, блядь, нахуй, какие-то мысли, которые пугают. Протестующих в Тбилиси расстреливают спецназ из пулемета фейерверка. Нихуя себе. Если этот пулемет фейерверк есть, блядь, ну, значит, Башкортостан, блядь, Татарстан, да, явно должен живой пулемет быть, блядь. Который будет хуярить всех этих москалей. Олақы предпоследний, но уже 5 киши қараған. Киши қарап бара, рахмат. Предпоследний, вот шестой стрим уже посмотрели, получается, 5 человек уже посмотрело. А второй стрим посмотрело 33 человека.
Мында, конечно, самый рахмат еттерге керек бұл тиктокка, мында Қазақстан ғана қарай. Күйіккен де, бізді ойлаған да только қазақлар. Башқалар бізге тышып та бермей. Шуны білегіз. Бізні қараған, біз yoqqa ябырылған, ятқан только қазақлар. Шуны еске тұтып қойыңыз. Мына мені стримларым жазыла, что потом кто-нибудь не бурагозил, что казахар, как говорится, что-то там не то не говорили там в их адрес. Вот, все мои стримы, которые проходят и слева, и справа, с любых мест, только Казахстан поддерживает в данный момент, как говорится, морально. Но керек шақта, ғұмыр бойы Қазақстанға қошқан халыққа олар любой жақтан ярдәм берген халық. Шуларға, еще раз повторяюсь, тыл наш защищен. Наша задача дойти на Москвы. Все. Наш защищен. Все. Эта тема нас не должна беспокоить вообще. Так. Что тут опять пишут? Так, Лига свободных наций. Лига свободных наций, она как бы более задроченная под Татарстан. Ну, я так понимаю, потому что она как бы обсуждает больше Татарстан. Он да Башкортостан косвенно только задевает. Ну, давайте прочитаем такую тему. Кто тут что-то написал? Я вот сижу. Сейчас, стоп. Запись нажмем. Не знаю, сколько стримов дойдет, но у меня уже память, наверное, сейчас забьется. Удалять придется потом опять. Итак. Лига свободных наций. Слово чье-то. Я вот сижу и размышляю. Я русская, тут мне вспомнилась Инна Курочкина. С ее вечными поисками своей национальности, и Полина Жеребцова с ее интернационализмом и предками датскими королями. У меня никакого варианта, и у папы, и у мамы в паспорте написано было, что русские. Во-первых, меня с детства смущало, что слово прилагательное, скорее всего, это были либо подданные Руси, земли, либо русской из Руси, веры. Славян на территории современной России жило мало. В основном угро-финны и тюрки. Ну ладно, предположим, моя нация сформировалась из этих народов. Бывает, не возражаю. Пусть будет и прилагательное. Пусть будет и полностью ворованная у Киевской Руси великая история могучей и славной страны. Но то, что творится сейчас, полностью лишает меня хоть какой-то национальной идентичности. Где страна моих предков? Не может быть Россия, это Татарстан и Саха. Татарстан — это состоящая страна со своей совершенно не похожей на другие историей, языком и национальной идентичностью. Также и Саха, Чечня и Камчатка — это не Россия. Это колония России, согласно, но не Россия. Где Россия? Золотое кольцо? Рязань? Ну, Рязань — город Эрзя. Суздаль — финский. Понимаете, да? Узкожопые. Это какая-то ваша узкожопая об этом, как говорится, мыслит. Никто больше не сделал для рассвета русофобии и уничтожения моей нации, как кремлевский режим. Что вообще хочу спросить за русский татарин? Русский чеченец, русский бурят. А я тогда кто? Кто такие те, кто называет и считает себя русскими? Просто русскими прилагательными? Без добавления других вполне состоящихся родственников? Один из признаков русской нации – православие, как это уживается с высказыванием «русский татарин» или «русский дагестанец». Не понимаю. Я лично атеистка. Я уже не русская. Так кто я? Это что за Татьяна Рубцова, Facebook? Это кто-то копирнул и засунул. Просто поражаюсь нахуй. И тут кто-то подъебал и закинул тему такую. Страна или регион, прилагательные и существительные. Афганистан, Афган, Афган. Прилагательное Афган, существительное Афган. А Алжирия, Algerian, Algerian. Ангола, Анголан, Анголан. Аргентина, Аргентина, Аргентина. И так далее. Бельджиум, Бельджен, Бельджин. Беларусь, Белорусиан, Белорусиан.
Бангладеш, Бангладеши, Бангладеши. Короче говоря, это как бы примеры и привели. И тут дальше там и так далее, и так далее. Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Гана, Греция, Гуантанамо. И такие вот, чисто вот так. А почему-то тут нету Узбекистана, Казахстана. Но это тоже какие-то уёбки, узкожопые мыслят как бы вслух, так скажем. И нахуя это скопировано нахуй. И Лига Свободных Наций это высказывает, блядь. Это хуйню какую-то. Ну, как бы я думаю, это как-то ни в пизду, ни в армию, блядь. Примерно так. Но цель такой хуйни показывает, что, блядь, у русни этих, у финно-угров сраных, нахуй, по сути, блядь, нет земли. Вот только это можно уловить здесь. У вас нет земли, уёбки. Вы сами уёбки на чужих землях живете, гондоны. Вы, гондоны, блядь, в Чите, в Якутии, в Сахе, хоть где нахуй, в Сахалине, вы, гондоны, живете на чужой земле, чурки ебаные, блядь. Вы, чурки сраные, блядь, которые, блядь, понаехали, гондоны, а не узбеки понаехали, а вы понаехали в мой Башкортостан с Татарстаном, уёбки. Вы понаехали в мой Узбекистан, гондоны. Вы понаехали менің туғанларға Казахстанға, твари ебучие. Вы понаехавшие мрази. Вот что можно уловить от этой сути нахуй. Что это русня. Кто же она, блядь? Кто ты? Как, блядь, фильм из Джеки Чана. Кто я, нахуй? Вот. Этот фильм посмотрите. Кто я, блядь? Да, кто вы, блядь, ублюдки? Которые, нахуй, на весь мир, нахуй, подняли это имя прилагательное, сраное, русское. Имя прилагательное, блядь. Из пизды Кукуева созданная хуйня. И вы потом, блядь, нам будете гондоны, блядь, башкиртам, татарам что-то пиздеть? Или там, нахуй, что-то еще говорить, что, блядь, нахуй, какие-то бусурманы, понимаешь ли? Главное, не мусульмане, а бусурманы, блядь. А может вас тоже тогда называть именно башкиртша, татарша бәтәкләр дейірге? Бәтәкләр узкожопые, блядь. Пиздакошелки, блядь. Которые, нахуй, понаехали, нахуй. По нашим территориям топчете, мрази. Убиваете мой народ, блядь. В Украине мочите украинцев. Поэтому только уничтожение, нахуй. Только одно слово. Уничтожить Москву наша задача. У всех должна эта задача быть, нахуй. День и ночь вы думаете об этом. И мысли могут материализоваться. Кто его знает, нахуй. Хуякс, нахуй, и Москва провалится. Ебеням, нахуй, под землю. Аллах Таалям проглотит, нахуй, Москву. И все. Придут такие вот движения под землей, и она, нахуй, уйдет как вулканическая, нахуй, дыра, блядь. Куда-нибудь в космос, нахуй, провалится, нахуй, это место. И все. И получится там огромная дыра, в которой, нахуй, по идее, никто не будет жить, нахуй. И никто не останется там, блядь. О, блядь, прям как будто, блядь, жопа чует. Вот дальше прям в тему, нахуй. Питер может затопить. В городе объявилось желтый уровень метеорологической опасности из-за угрозы наводнения. Власти закрыли дамбу из-за критического подъема уровня воды. Кроме того, прямо сейчас в восточной части Финского залива бушует шторм. Сигалю Котсан, путинская земля, нахуй. Пидорасии, блядь, этой. Там же этот, блядь, этот пидорасийский Питер, нахуй, вообще он из говна и палок построен, нахуй. Это же Петр Гондон, блядь, строил, нахуй, из камней его, блядь. Может, даже из черепов, нахуй. Там, по идее, нахуй, не было, блядь, нахуй, земли, блядь. Создали, нахуй, сами, блядь, из камней, нахуй, сушу, блядь. И на этой суше образовали этот сраный Питер, нахуй. Все, блядь, нахуй, у лаптоебов, нахуй, из говна и палок собрано, блядь. Вот вас пусть нахуй затопит, нахуй, ташаклар, блядь. И Москву тоже, нахуй, проглотит, нахуй, пусть земля, блядь. В Москве растет спрос на ядерное просвещение.
Ебать. Одни нахуй эти, блядь. Это экскурсия в бывшем секретном бункере, который включает симуляцию ядерного удара. Причем чаще всего нажать на красную кнопку предлагать детям. Затем участникам показывают кадры пуска ракеты, видео, как на улицах начинают в панике разбегаться люди, а также сам ядерный гриб. На видеокадрах огненная волна. Участие в интерактиве демонстрации ядерного взрыва может стать травматическим опытом, предупреждают детские психологи. Ташаклар, блядь. Одним словом. Это финно-угры до такой степени уже ёбадались нахуй, что уже не знают, как изгаляться, блядь. Не знают, как нахуй выебнуться, да, грубо говоря, блядь. Чтобы нахуй, блядь, доказать, что у них есть, блядь, ядерная бомба. Ну и чё? Ну и чё, блядь? Жить вам, суки, надоело. Легко, порешаем нахуй. Порешаем. Дойдем до Москвы нахуй. Оставим нахуй след ядерный. Дойдет нахуй до ваших бункеров, все, блядь. Заморозим нахуй. Вот именно, блядь, вот этот 108 километров МКАДа, нахуй. Заморозим нахуй. И все. Как раз нахуй охотный ряд, Кремль, шунда установим огромную нахуй ядерную бомбу, блядь, нахуй. И отъедем по домам нахуй, каждый. И бабахнем. Чтоб никому не досталось это место. Пусть там огромная дыра нахуй будет, блядь. И зима нахуй. До конца нахуй жизни, блядь, этой земли. Все. А то ведь в Украине сделали нахуй, как говорится, ядерную нахуй хуйню, блядь. С этим, блядь, электричеством, блядь. ГЭС, блядь. Так что, блядь, и Москва тоже пусть перетерпит такую хуйню. Особенно Рублевки, Барвихи, нахуй. Вот эти пидорасии, блядь. А к этой бомбе привязать Путина. ТикТок, блядь, до такой степени пидорастический, блядь, китаёзы сраные, нахуй. Везде там играет только узкая музыка, блядь. Вот, блядь, как называется? Два брата-акробата. Поэтому, как говорится, уничтожив Москву, нахуй, Китайны кикірдегіннен, нахуй, буғып алған болабыз, нахуй. Кикірдегіннен алабыз Китайны, блядь. Чтоб никогда, нахуй, в нашу сторону, нахуй, не то, что, блядь, косо, нахуй, даже не смотрел. Шунарға бірінші аждаханы башын алсақ, Мәскәүні, шунда ғана Китай, Ким Чен Ын, хаммасыға күтіне сіккен боламыз. Кикірдегінен алып, блядь. Кикірдегінен алып, нахуй, дуңқайтырып, күтіне нахуй швабры тығырға оларны, бүтінісіні нахуй. Этим узкоглазым пидорасам. И корейцам этим гнилым, нахуй, и китайцам, блядь, ублюдочным, которые, нахуй, возомнили себя, нахуй, пупами земли, нахуй, ублюдки. Видите, на мою болтовню пытается, блядь, в стриме, блядь, всунуть музыку. Затрахали. Нахуй мне нужна тиктоковская музыка. Вот это я не могу понять. Твари ебаные. Я вырубаю музыку, они вставляют эту какую-то узкожопую музыку мне, блядь. Это тикток сраный, блядь. Скенер, блядь. Научился сейчас отвязываться от них, блядь. Да, грузит тяжело. Блядь. При загрузке этот глюк экрана идет. Потом
перекачаю еще, блядь. По другим ютубам тоже позакидываем. Так, окей, идем дальше. Глюк ловит, бля, пиздец нахуй. У него этот мозги не выдерживают у тиктока, блядь. Глюк ловит. Так, пусть пока погрузится. Так, ладно, окей, дальше. Так. Центробанк России оказался в патовой ситуации, где меры против инфляции могут нанести экономике больше вреда, чем сама инфляция, заявил председатель Деловой России Алексей Репик. Он считает, что хотя борьба с инфляцией необходима, есть риск, что лечение окажется опаснее самой болезни. Ну, бля, допустим, ну, ничек объяснительный холокка. Бәләкәй допустим, сездә бар тижарат инде, беләсез бит инде, бәләкәй генә тижарат ачтыгыз үзегезгә теге магазинчик инде, типа авылда, әйме. И получается, монда, блядь, нахуй, Китай, еще кемдер, нахуй, сезгә кислород, яба, нахуй, сездә товар юк, блядь. Ну, акча бар, товар юк. И в итоге получается, акчагыз бар, әйберегез уже калмады, сатырга куттак та юк анда. И в итоге получается у вас начинается кризис, блядь, маленького аульского магазина. Все. Вот примерно представьте, теперь это вся русня, это сраная нахуй. Где, блядь, нахуй, все деньги, нахуй, которые были, блядь, нахуй, или точнее, блядь, раз бизнеса были, и все они, нахуй, хуйнули куда-то в жопу, половину перепиздили, само собой, как Пригожин, блядь. Половину перепиздили. Он ведь, слушка, ведь, сами понимаете, только бара, блясыз нәрсәкәй. Теге оружие бара дигәчтә, блядь. Бара ол, понятно. Но половина, нахуй, из аулов, блядь. Половина, нахуй, от этих, блядь, вот этих мангалов, блядь, которые строят аскинские, блядь, Башкортостанда. Вот из этой категории денег идет туда, понимаете? Вы, грубо говоря, как говорится, на соплях и этих построенных вещах вы воюете, блядь. Ржавых. Вы на старом дерьме, которое во время СССР осталось, на этом воюете. Чтобы уничтожить этот металлолом. Нужно же как-то его уничтожить. Вот этим образом они уничтожают этот весь металлолом, блядь. А новое что-то, которое есть, оно, грубо говоря, блядь, нахуй, используется в таком, в количестве, как бы, ну, как сказать, блядь, нахуй, ну, не в том, чтобы, блядь, обанкротить, так скажем, блядь, нахуй, всю русню, блядь. Поэтому, исходя от этого, банкрот, нахуй, из-за войны, блядь, когда все говорят, я считаю, блядь, это больно преувеличенно. Потому что yorты да күп акчаны перепиздивают киселерге. Кисеге китә бүтін акча. Шуны белергә кирәк. Сез уйлыйсыз, нахуй, әйе, мына Украинга столько выдали и столько... Нихуя. Нихуя. Поэтому даже, допустим, даже оружие какое-то новое пошло в армию, да, ведь? Допустим, те же дроны, блядь, иранские и так далее, и так далее. Оно там же куда-то нахуй делось уже. Оно там же куда-то нахуй перепиздилось. Оно там же куда-то, блядь, перепродалось. Все. Понимаете? Это я по своей армейской хуйне помню, блядь. 2004 год, Дальний Восток. Я лично, блядь, охуел, блядь. Даже, помните, песня была. Песня Наганна, песню пел. Дёк, блядь, хуякс, нахуй. Про порочек, блядь, что-то делаем, бабки пилим, потом идем, что-то баб ебем, там, что-то в этом роде. Вот примерно шунды хуйня. Все прапора, нахуй, в армии продавали все боеприпасы и все дерьмо
все, материалы, все нахуй продавалось на Дальнем Востоке. Куда, знаете? Ну, само собой, в Китай, в Корею. Понимаете? Все оно куда-то девалось, думаете. Вот куда девалось. Все, блядь, нужные вещи уходило куда-то. А вы думаете, что, в Украине такого нет, что ли? В Украине то же самое. В Украине то же самое. Хоть и говорят, что 30 миллиардов или миллионов, блядь, в день уходит в армии. Хуйня это все. Хуйня это все. Уходит оно само собой. Но куда уходит, неизвестно. Исходя от этого, блядь, нахуй, разъеб нахуй, блядь, этой всей, блядь, хуйни, банков и так далее, это именно, блядь, нахуй, крысятничество. Крысятничество, нахуй. Вот и все. С другой стороны, это плюс, а населению, само собой, это минус. Поэтому Башкортостан или Татарстан, если бы был независимым, и когда что-то происходило бы в другом регионе или в другой стране уже, блядь, нам похуй было бы. А вот этот, блядь, наш народ не может понять. В чем, блядь, нахуй ваш страх? Вот этот момент мне скажите, вот напишите мне комментарий кто-нибудь, что-нибудь. В чем ваш страх, блядь? В чем, блядь, проблема того, чтобы нам встать и сказать нахуй: суки, москвичи, идите нахуй. Мы хотим независимости. Заебали нахуй нас сувать, блядь, всякие войны, блядь, ваши сраные. Нам нахуй ваша война нужна, блядь. Нахуя нам, блядь, в Алабуге нужны ваши дроны иранские, блядь. Нахуя нам в Башкортостане нужны, блядь, проблемы ваши, блядь, украинские. Нахуя вы нам вообще нужны, блядь. Пидоры, блядь, финно-угорские, блядь. Шунарға Bizne Minnixanov, Xabirovlar bu әйберне әйтмей bir qachonda. Olar уже шул энәдә утыралар бит инде. Шул дуңгызларны энәсендә утыралар олар уже. Күтләренә тыгып куйганнар энәне нахуй. Зур энәне, блядь, нахуй. И вот они, блядь, на этой игле сидят. Шунарға шул энәгә утырмаган халык булса, минем кебек, мына шул Габбасов кебек, этот, сука, Кашапов кебек даже. Безья нужно, как говорится, сосредотачиваться нахуй по уничтожению Москвы. Все, другого варианта у нас не должно быть. Только уничтожение этой сраной нахуй Москвы, вот только тогда приведет, блядь, убиранию полностью нахуй. Уничтожению внутри Башкортостана и Татарстана всех вот этих манхуртов и порядок. Все, другого варианта у нас нету и не должно быть. Нам даже другие варианты не интересны, которые пытаются нам узкожопые нахуй что-то втолкнуть нам. Всякие Яшкин Кюты, Илья Пономарёвы нахуй еще повылазили, урод, блядь. Вот так вот. Поэтому нам не нужны ихние, блядь, нахуй, дудки нахуй. Наш Курай, блядь, дудка для всех будет нахуй. Вот Курай пусть дует нахуй наш. Как Россия прошла путь от страны, где под Верку Сердючкой танцевали миллионы, а за группу Тату переживали на Евровидении. До государства, пропитанном гомофобией и ненавистью. Об этом размышляет правозащитник Михаил Тумасов. Слушать не хочу даже нахуй. Кутак какеряк без головы. Порой вот это, то, что я читаю, Куштау Байрам, блядь, порой, блядь, он, блядь, тоже узкожоповский, блядь. Потому что, блядь, какие-то моменты грузятся без комментов, блядь, нахуй. Этсеккянляр, Куштау Байрам, если вы когда-нибудь услышите меня, вы заебали уже, нахуй. Вы грузите, нахуй, хотя бы Астана Языпкуй, блядь, нахуй, что с ним не согласен, чтоб народ понимал, Куштау Байрам, блядь, за что топит, блядь. Тупорылые, блядь. Аңламайм шундай халыкны, блядь, нахуй. Блядь. Онынчы, блядь, булган бу.
Сигездигал Куяма. Ладно, окей. В сети распространять чрезвычайное заявление Военного комитета Кавказского союза. Мы призываем командиров грузинских подразделений, участвующих в боевых действиях в Украине и связанных с Военным комитетом Кавказа, к срочному совещанию. На повестке дня обсуждение нашего возможного участия в текущих событиях в Грузии. Согласно именующей у нас информации, проводится дополнительная мобилизация на Северном Кавказе. Ее целью является поддержка нелегитимной власти Грузии в разгоне мирных граждан, участвующих в протестах. Кавказские подразделения, борющиеся за свободу в Украине, включая чеченцев, дагестанцев и ингушей, выражают свою солидарность с Грузией и стоят на стороне ее народа. Что за хуйня? Так, грузинча миногнамами, конечно. Понятно. Тут перевод написано. Кавказский союз, Грузия. Что-то не вкурил Туганлар, короче. Если что, курили, напишите. Давайте я закину его к себе. Потом мы... Чтоб доперло до нас. Что за хуйня, блядь? Кто такие нахуй? Так, президент Грузии Зурабишвили назвала парламент нелегитимным и заявила, что не сложит себя полномочия после истечения президентского срока. Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимный парламент. Соответственно, нелегитимный парламент не может выбрать нового президента таким образом. Инаугурация не состоится. И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента, сказал Зурабишвили в своем телеобращении. Грузинская мечта отменила прямые выборы президента, и теперь его избирает парламент. Тем временем митингующие, поддерживающие нынешним президентом, с помощью фейерверков подожгли здание парламента. Добились выхода с прямой эфир на государственном телеканале. Кутаиси также сожгли чучело основателя правящей партии грузинской мечты Бидзини Иванишвили. Ну, давайте, ладно, окей, толкнем речь грузинам. Так, грузинам хочу сказать, Туганлар, я сколько вот себя помню, где только не сталкивался с грузинами, не спиздеть, блядь. Сразу, да, могу в лицо говорить, все воры в законе и так далее, вот такие люди, как говорится. Но я, как говорится, от них плохого нихуя ничего не получал. Аллах шукр. Суть, да ведь, ваша, я считаю, что дружить, как говорится, с русней, один раз уже, когда вы вышли, блядь, за независимость, второй раз, блядь, в это говно втаптываться, это ваша огромная ошибка будет. Поэтому я считаю, блядь, за 2008 год, или какой там год, когда была война, блядь, пошли туда наши пошли туда воевать. Я лично помню, блядь, чувак, один, который ушел в армию, попал в Грузию, говорит. И он там воевал, из Башкортостана, татарин. Поэтому я считаю, нахуй, вот этих манхуртов мы обязательно сами найдем и уничтожим. Я, как говорится, обещаю, если я буду живой. А так, грузинам только нахуй олга и разъебать и выгнать нахуй этого всякого вашего ебаного президента или кто там нахуй бушует нахуй парламент у вас. Я не вкуриваю эту тему. Ну, короче говоря, независимость нахуй от Москвы вам нужна. Вот и все. Интегрируйтесь хоть в Европу, хоть в Америку, похуй. Я считаю, лучше самим стать независимыми нахуй. Не под кем-то, блядь. Просто забейте на всех нахуй. И создайте свою независимость. Чистую независимость. Вот и все. Заберите все территории свои нахуй, чтобы, блядь, у русни вашего ничего не осталось. Отберите нахуй все. Да, подыхать придется, но выхода нет. Только так. Дайте отпор. Пока мы не можем, хотя бы вы дайте отпор, потому что вы независимые. Какого хуя вообще туда русня лезет? Ну, как вы позволили этого? Это ваш косяк. Поэтому надо разбираться. В Грузии появился новый фактор, который может изменить характер противостояния. Президент Грузии заявил, что не сложит в себя полномочия. Ну да, это же 1000 раз читал я уже.
Одно и то же закидывают уже, затрахали. Короче, одно и то же, одно и то же. Мне кажется, у этого Куштау Байрам, блядь, дохуя этих, блядь, этих админов, блядь, кидает нахуй. Понятно, в Грузии понятно, я больно в эту тему залазить не хочу, понятно, сыр-бор, они должны сами разобраться, нахуй послать этих узкожопых, вот и все. Итак, манда дальше что? В Башкортостане родители школьников пожаловались на то, что детей заставляют учить башкирский. Ха, нихуя себе. Нихуя себе. Вот это новость, блядь. Зайнаб Биишева, yoqtig'i, kamxatilgandir. 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 Инang boshi. Что за слово? Я даже сам не понял. Башкирт тили. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 класс. Башкирт тили. Ну, убить инди, блядь, бәләкәйгенә бір сағатты дәрістер бит инде. Я нихуя не слышал, что есть башкирская школа. Нихуя там ничего нет такого. Пиздят нахуй. И то, что заставляют учить, ну, если с ним башкирт или татар, учи нахуй. Кутынюк нахуй учи, блядь. Вот нам не дали учить, блядь. Не дали. Білмеймін, блядь, мен Башқұртстанда бәләкәй шақта яшамадым. Узбекистанда я нормально учил узбекский язык. Хули его учить, блядь? Это твой язык, няң баттаги. Чё его учить, блядь? Я не могу понять, блядь. Долбоёбы. Говорить, учиться, вон. Сейчас мне и французский надо учить, и английский. Это нормально. Еще выебываются, блядь. Ташаклар, блядь. Учите нахуй. Не хотят учить, блядь. Нихуя себе, блядь. Шунарга айтам бит инде, блядь, Габбасов, они мягкие, блядь, вот эти, и Шмурат Агабый, блядь, этот Хазрат, все мягко говорят, пиздец, блядь, ненавижу вот таких мягких, нахуй. Сыгып, нахуй, блядь, Башкортстан менен Татарстан урустан куурган, нахуй. Бүтүн мектеплер башкырт татар мектебі была онда. Все, больше, блядь, бір мектеп ашмаска, нахуй. После вот этих всех, блядь, заявлений, блядь. Только біздің тілімізде мектеплер болуға тиіш, блядь. Бүтін жерде. Алиф бәсіннен башлап, блядь, физика, геометрия хатлы біздің тілде болуға тиіш. Мына, допустим, мен білмейм даже, как измеряется, блядь, геометрияда, физикада, мен білмейм даже, нәрсе дейля, блядь, луна, космос, хуй его, мен білмейм даже оларын исімін, блядь. Дұрысын айтсам, блядь. Ну, ай йолдызны ғана білем енді, конечно, ну, вообще имеется в виду, блядь. Фәлсәфә деген сөздерді нахуй үйренерге тиіспіз біз. Фәлсәфә. Хуй его, блядь, я его недавно только узнал. Фәлсәфә это философ, блядь, оказывается. Национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования устанавливался Республикой субъектом Российской Федерации, отменен 1 декабря 2007 года. Ага, Кордегас, блядь. Общего образования в 2007 году. Нахуя? А потому что, блядь, готовились. Украину как, блядь, без оружия оставили? Готовились. Готовились годами. Годами, чтобы напасть. А нас языковым барьером уничтожают. Языковой тематикой нас говно втаптывают. Чтобы мы забыли свою идентичность, блядь. Этот пидор, блядь, постоянно говорит, идентичность узкожопых, блядь. Идентичность ваша, нахуй, узкожопых тоже надо изучить. Вы-то, гандоны, финно-угри, блядь. Угри-то ваши, блядь, повыдавливать надо, гандоны, тупорылые. Наличие образовательной программы, реализуемой образовательным учреждением национально-региональной компоненты и иногда такие длинные слова, нахуй. Основной на принцип включения обучающего в родную этнокультурную среду и национальные традиции давало образовательному учреждению статус национального. И чё? Число россиян, которые не знают своего национального языка, с каждым годом неуклонно растет, само собой. Tosh boshqa aylanib bitdingiz bit endi, блядь. Urus tilindagina so'lashib, блядь. Qutaqda bilmaysiz bit, блядь. Чё deb turalar nahу menga totar boshqirtlar, блядь. Чё? Через хуйнё, блядь. O'ranigiz nahу, o'zingizni tiligizni, блядь, nahу. Uyda nahу o'ranigiz. Qo'yda, блядь.
Чтоб не быть нахуй. Вон у меня все племянники тоже полупокеры нахуй. Которые нихуя не знают, блядь, своего языка, блядь. Нахуя не знают, блядь. Потому что, блядь, нет школ, блядь. Не они виноваты, а государство чмошное виновато. Башкортостан, Татарстаннака. Потому что вы жопу открыли, трусы сняли, вам втыкнули нахуй шваброй. А не нам. Поэтому, блядь, нахуй, барбар кулга алырга тиешбез. Нәрсә булса да без кулга алырга тиешбез Башкортстан белән Татарстаннан. Ни өчен? Чтобы мына шундый манкуртларны, хәзерге мына башлыклар кебекләрне без нахуй куып күтенә сигеп чыгарга тиешбез, блядь, нахуй. Потому что кутак эш эшләмәделәр. Алар, блядь, дөнья, Башкортстан өчен бер нәрсә эшләмәделәр. Алар үзенә шкурасы только үзенә хисабы белән генә эшләделәр, яшиләр. Малайлары, балаларын ашатырга, чит илдә укытырга, шулай гына. Шаймиевтан башлап, блядь, Муртаза, блядь. Муртазаны улы нахуй Ташак, Урал, блядь. Мына-мынанда Австриядә ята, блядь. Акчаны умырды да качты, блядь. Ята инде хули. А монда качакларны яраталар, акчаларларны. Европада ярата, акчаны китереп бирәсең, яраталар алар сине. Минең кебек бомжарлар аларга нахуй кирәк. Шундый хәл. Шунарга первая задача, блядь, наша. Давить на языки. В Башкортостанда в первую очередь, блядь, будет система языкового барьера, блядь. Не знаешь башкорт-татар телен, нахуй, будешь вон работать, нахуй, у параши, блядь. Твоя работа будет у параши. Как вот здесь, в Европе. Не знаешь языка, ты у параши работаешь. В свиноферме где-нибудь. Ну так. Число россиян, которые не знают своего национального языка, с каждым годом никуда растет. Россия непрерывно критикует соседних государств за искоренение русского языка из системы образования. Однако в самой России наблюдается вопиющая несправедливость в отношении нацменьшинств. Московские творцы образовательной политики вымели из школ Национальной Республики учебник местных языков. В России происходит разрушение системы образования нацменьшинств и потеря языкового многообразия страны. Сегодня уже можно констатировать, что национальная политика российского государства не ориентирована на возрождение национальных языков, культуры и традиций. В России ликвидируется образование на языках нацменьшинств. 1 декабря 2007 года был принят федеральный закон, согласно которому действующий комплекс государственных образовательных, состоящий из 3 компонентов, федеральное, региональное, национальное, региональное и компонент образовательного учреждения, менялся на единый федеральный государственный образовательный стандарт. С тех пор местный национальный язык больше нельзя включать в обязательный стандарт образования. Это означает, что школьник, который учится, к примеру, в какой-либо школе Бурятии, может спокойно обойтись без знания бурятского языка. Между тем, по психологиям давно доказано, что обучение надо начинать на родном языке и проводить на нем хотя бы первые 2 года, а затем вводить другие языки. Язык — это не столько запас материала, сколько горизонт, то есть одновременно территория и ее граница, одним словом, пространство языковой вотчины, где можно чувствовать себя уверенно. Временами я, как и будто теряю язык и молчу, куда говорить. Русский язык — это фашист, ибо он приказывает говорить так, а не иначе. Говоря честно и грубо, именно своим родным языком хочу отпереть темницу, которая томится в жизни, вот о чем говорю я. Все происходит на языке, которого у меня уже нет, поэтому я решила научиться языку дельфинов. Инянь сэгем, блядь. Языку дельфинов, блядь. Пятаги нахуй. Короче говоря, суть этого, блядь, нахуй, абзаца ебанутого. В начале начали нормально, в конце пиздец, обосрали нахуй. Язык дельфина, блядь, нахуй. Har bir xalqqa Alloh taolam til bergan. Shu tilni ni uchun bergan? Manqurt bo'lib o'lirganmi или manqurt bo'lib yasharga deb berganmi ekan u? Вот это удивительно, блядь. Получается, как всегда я говорю, действовать надо, действовать, харакат, баракат. Если мы будем молчать, само собой, башкорт тили, татар тили, уля деп постоянно Руслан Габбасов айтады. Уля енді, уля нахуй. Кутақ шайнап отырсаң нахуй Литвада. Onun үшін, блядь, Москваны барып сігіп келерге керек, потом может өлмәс. Они, блядь, пиздеть о том, что, блядь, нахуй, да, уля, и что делать, ой, пожар, а хуй поймешь, блядь. Пожарника вызывать или не вызывать, блядь.
Итак. Ну вот опять внутренние проблемы. Вот внутренние проблемы, когда, блядь, пиздят про Башкортостан. Перед тем, как я буду читать, добавлю сразу. Перед тем, как говорить про проблемы Башкортостана, их нужно научиться решать. А потом уже говорить. Допустим, вот у нас была проблема, мы его решили, и вот так. А не так, что есть проблема, но некому решать. И вот вам один пример. Жители башкирских сел продолжают подвергать себя опасности из-за отсутствия мостов. Вчера на реке Уфа, в Караидельском районе, 34-летний мужчина и его 9-летний сын пытались перейти реку по тонкому льду. В какой-то момент лед треснул, и мужчина провалился в воду. Мальчик, не растерявшись, сразу позвонил спасателям. К ним на помощь быстро подоспели местные жители, которые вытащили мужчину из ледяной воды. Пострадавшего с переохлаждением доставили в больницу. Только 5 дней назад на этом же месте погиб 59-летний мужчина, жена которого утонула тут же 7 лет назад. Нәрсе су инәсе су атасына айландагызмайында анда, блядь. Кремлевские инфопомойки назвали отсутствие моста злым роком и невероятным истечением остались. И заявили, что мужчине просто очень не везет. Мост, разумеется, строить никто не собирается. Это же не мост в Крым и не кольцевая вокруг Азовского моря, чтобы снаряды, солдат и технику подвозить со всех сторон. Только за последний год в Башкортостане рухнуло около 10 мостов, примерно столько же в прошлом году. Кроме того, существует большое количество так называемых ледовых переправ, где никогда не было мостов и люди перебираются по льду всю жизнь. Если помните про мосты, мынанда мен миллион мосттан өтем. Бүгін бұл мосттан өттім, бүгін бұл мосттан өттім деп айтам бит мен сізге. И вот летом как раз таки здесь один огромный мост ремонтировали. Очень долго ремонтировали. И вот этот, блядь, пролет маленьких речушек, нахуй, это не белая, нахуй, здесь. Хуйня здесь, канальчики какие-то, блядь. От силы, нахуй, блядь, ну, один пролет, нахуй, можно сказать, блядь. 100 метр. И его ремонтировали. Истоки, вот эти подтоки делали, блядь. Типа, тамшылар дұрыс аға тұрған ішләділер шуны, блядь. Еблись, нахуй, полгода, нахуй. И вот мосты. Вот вам мосты, блядь. На каждом шагу мосты. Я, блядь, столько мостов не видел, нахуй, нигде, блядь. Вот здесь мосты, мосты, мосты. Я охуел, блядь. Мосты на мосты, блядь. А тут, Башкортостанда, блядь, Джаханнам тишегендегі Қараиділді, Қараиділ қойда, блядь, нахуй. Уфа қойда. Шунда yok просто Купер. Бір Купер yok. Ну, это же, блядь, сука, блядь, это же не нонсенс, это же не сенсация. 21-ші ғасырда yok Купер, блядь. Получается, блядь, нахуй. Башқұртлар, блядь, татарлар өзлері молчат. Получается, блядь, Алсынов, блядь, Куштауны ақырып жүргенде шу көпірлеріне кім қайғыртқан соң? Сізге, блядь, Куштау керек ме? Басып тұрған тау, Құттаққа керек ме тұрған тау? Көпірігізні қарарға, блядь. Көпір үшін восставать етерге керегі. Тағын нәрсе проблемаңыз бар. Газ, свет, су, нәрсе анда өтмеген. Асфальт. Вот. Если уж даже на это не способны, ну как с вами тогда идти на Москву, блядь, воевать? За 3 дня брать Москву, блядь. Не могу понять. Гажаиб, блядь. Так, давайте тему закроем. Сейчас, блядь, поменьше загрузим. Тут новая тема выползла, блядь. Какая-то хуйня выползла конкретная. Так, интересная вообще тема вышла. Давайте прослушаем его под запись.
распространения было. Итак, не знаю о чем. Давайте послушаем. Здравствуйте, меня зовут Жанна Прохорихина. Я автор песни «За Путина», автор слов и музыки перед вами. Я стою на Красной площади в городе Москва. Это сердце Российской Федерации. И сейчас я исполню свою авторскую песню в поддержку президента Владимира Владимировича Путина. Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война. Понятно. Значит, этот пидор нахуй нужен, оказывается. Знаете, что будет, если Путина не будет? Будет хаос и в стране война. Поет в даунтреке на Красной площади ватница. И дальше в стиле В пидора молодец. В смысле, нам придет конец. Что будет, если не будет Байдена, Трампа, Макрона или многих менее известных президентов? Леха Качинского в конце концов со всей верхушкой власти Путин завалил в 2010-м. И что? Хаос? Война? Да ничего не будет. Изберут нового и всего-то делов. А в России завалить одного старика и все. Полный трындец. Да, действительно, Россия мощнейшая мировая держава. Это как бы откуда взято хуй поймешь. Ну вот такая вот хуйня. Вот такие песни поют нахуй под Кремлем нахуй. Поэтому нам не интересны такие песни, блядь. Нам задача, как говорится, закопать полностью эту площадь нахуй. Сраную нахуй. Раз и навсегда, блядь. Это особенно с церковью нахуй еще. И церковь тоже разровнять нахуй. Все разровнять там нахуй. Вдобавок. Вот уж сейчас вижу, она стоит там, гондонша. Какая-то, сука, рыжая, белобрысая, блядь. Параша. Так что мына шундай пиздализлар, подобие вот дальше вот шаман, блядь, еще что он там, блядь, нам не интересны. И как бы, вот я же говорю, какие-то новости тут, блядь, 50-50 нахуй. То за русню топит, то, блядь, тупорлы. Певца шаман приравнивают к Моцарту и Чайковскому. И блядь. Соответственно, изменением в школьную программу уроков музыки могут внести уже в 2025 году. Нихуя. Бу шаман, наверное, яхшы суырған, блядь, нахуй, Путин да яхшы аузына алған, наверное. И поэтому вот шаманить это юрийный, блядь, вместо того оригинального шамана, который сидит в обезьяннике. А детям предстоит слушать больше патриотической музыки, вроде песен «Я узкий», «Офицеры», «Батяня комбат». Угу. Еще что? Да, да. Особенно это должны будут петь башкортлар, татарлар, чеченлар, дагестанлар будут петь. Я узкий из Чечни, я узкий из Чечни, я узкий из Дагестана. Блядь, вот так будут петь они, наверное. Я узкий из Башкортостана, у меня узкие глаза, я узкий, нихуя не башкорт я, блядь. Мана шулайрак была, блядь. Охуенная песня, да? Охуенная, блядь. А я уже, блядь, трындю, блядь, полгода нахуй, может и год уже, блядь. Давайте кто-нибудь напишет, блядь, Башкортостандан, Татарстандан мне песню, блядь, которую я выложу везде, буду раскручивать, блядь, его, что мин башкорт, мин татар, мин чечен, мин Дагестан, мин бурят, мин урыс түгел деген жырны менге жазып беріңіз дейм. Yok bir kim yazып бермей. Бірсіне яздым, ақша сұрай. Инең бәтәге. Ну, если я, наверное, владел бы, наверное, дохуя деньгами, может, я заказал бы уже, кто реально может написать мне. Даже мне Башкортостанда, Татарстанда жалеют написать нахуй. Написать жалеют такую песню. Понимаете? Окша сұрайлар. Окшага могут написать екен, а бушка куркалар екен. Понимаете, какой, блядь, парадокс, блядь? Сука. В такой ебаной нахуй стране, как говорится, живут народы. Сообщается о выводе российских войск со всей базы Сукай-Лабии, провинция Хама, Сирия, на авиабазу Хмеймим. Тем временем провинция Идлиб, Нубл и другие города перешли под контроль повстанцев. Аллаха шукр.
И один написал, а теперь я буду счастлив, блядь. Ебашьте нахуй, ебашьте. Ебашьте, я буду рад, блядь, этому. О, с коня, блядь. На коне какой-то хуй, статую содрали с коня. Думаю, человек упал нахуй. Там с коня какого-то хуя, блядь, содрали. В этом какой-то хуйне, в базе, блядь. Наверное, этот конь нахуй был нахуй этого, блядь, узкожопого нахуй. И там, наверное, Путин пидорас или, блядь, осадик, блядь, сидел, блядь, в засаде, блядь. После заявления Путина в Астане о русскоговорящем Казахстане, Токаев заговорил на казахском. Пришлось надевать наушники с переводчиком. Это практически русскоговорящая страна. Ну, вы сами, наверное, почувствовали. Ең алдымен мен құрметті Владимир Владимирович мырзаға сізге зор алғысымды айтқым келеді. Менің шақыруымды қабыл алып, бүгін Қазақстанға ресми сапармен келіп отырсыз. Биыл Қазақстан мен Ресей арасындағы 21 ғасырдағы тату көршілік және одақтастық туралы шартқа 10 жыл толатын болды. Сондықтан шын мәнінде бұл сапарымыздың мән маңызы айрықша. Там это практически русскоговорящая страна. Ну, или что-то, блядь, этим Токайкой происходит, или все-таки нахуй он пытается тоже, блядь, на двух яйцах просидеть, блядь. Или все-таки нахуй Турция ему диктует чуть-чуть нахуй поднажать, блядь, на русню. Вопрос открытый. Будем искать ответы. Тут вот двое написали. Потянулись за наушниками и пропустили важную речь. Это из 3 видео сложенная история. Короче, понятно. Уже как бы уже даже то, что правду пытаются исказить. Может, оно так было, может, не было. Хуй его знает. Но суть, он сказал, и ему отвечают. И все. И все потянулись за наушниками. Ну, нормально же, блядь. Ты, блядь, в чужой стране, блядь. Говори, блядь, нахуй. На ихнем языке, если не понимаешь, нахуй, тянешься за наушниками, само собой. Так. Итак, что тут опять? Кто следующий? Инсайдер Башкортостан. Скандалы в ЖКХ Башкирии и молчание Хабирова. Башкирия, как всегда, живет весело, по мнению кандидата политических наук Николая Евдокимова. В ближайшее время регион может удивить новыми уголовными делами против высокопоставленных чиновников. Правда, это не связано с критикой Ради Хабирова. Тут свои игры. Министерство ЖКХ. А Хабиров тут при чем? Если вы думаете, что после громкого ареста чиновников их тут же снимаются, должны, это не про Башкирию. Хабиров, по словам эксперта, предпочитает не торопиться с выводами. Пока суда нет, человек остается в кресле, пусть даже уже в статусе под следствием. Мол, мало ли, вдруг это просто недоразумение. Ну, про Назарчика, наверное, опять пиздят. Про Назарова, наверное, опять. Или про какого-то хуя этого, блядь. Аслана, блядь. Этого ебаного тоже. Блять, осетина какого-то нахуй, который какого хуя, блять, нахуй у нас в Башкортостане делает. Удивительно нахуй. Иди нахуй в Осетию, блять, и ебись там, блять, с осетинами нахуй, и с грузинами, решай проблемы, гандон, блять. Поражай нахуй, осетины, армяне нахуй, бізде Башкортостанда, кутак бармаларға бізде, блять. Сегодня в деревне Ягуново Кигинского района произошел пожар. Огнем повреждено бревенчатое строение мечети Фатиха. Опа! Опа! Девочки, мальчики. Так, сейчас закрою эту тему, новая тема. У нас из ЯМА. Вот, началось. Недавно, если помните, уже забыли про этот
пожарчики, забыли про мечети горят. Помните, я уже где-то месяц назад только об этом говорил. Все, уже думаю, все, тишина, нормально. Началось. Снова началось. Мына сезгә мә. Рәхәт дөньяда яшибез, туганлар, беләсезме? Нык рәхәт дөньяда яшибез, блядь. Просто херею от того, что, блядь, я порой иногда слышу. Маленькая мечеть, ну, all бассейн, само собой. Огнем повреждено бревенчатое строение мечети Фатиха. Предполагаем, причина пожара — аварийный режим работы электрического оборудования и сетей, вследствие которого замыкание. К счастью, пострадавших и пожаров нет. Аварийные. Шулай язып койганнар инде. Аварийные, допустим, и пожарсиңе. Тоба. Да. Вещено біткен. До этого ничего не аварийное, блядь. Хуяс что-то загорается. Вам не кажется, каждый месяц горит мечеть? Заебись, да? Просто... Тот, кто напал и погиб, никогда не будет павшим героем. Он будет убитым бандитом. Полковник Шендаков. Его слова, что ли, или что? ЦБ представил варианты дизайна для купюров в 1000 рублей. Банк России производителем выбрал 25 объектов в Приволжском федеральном округе. Для оформления оборотной стороны новой одноцифровой купюры, сообщил глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ну что там, Салават? Все это напоминает всероссийский цирк с переименованием аэропортов 2018 года. Тогда все обошлось со скандалом, и победу украли у дважды героя СССР Мусы Джагареева в пользу писателя Мустая Карима. И каков был итог? Никакой. Как говорится, отвлеклись от насущных проблем. Вижу ли я на новом дизайне купюры изображения памятника Салавату Юлаеву? Нет. Власть, зуки русская община и т.п. Зетники и русская община и т.п. конечно же этого не допустят. Но тем не менее Салават Юлаев будет изображен на купюре. На купюре будущей свободной республики Башкортостан. А чё бы нет национально ориентированные известные любители граблей? Вон как возбудились. Будет не будет, у дурачков других проблем и нет уже. А пупинским только этого и надо. А нормальным людям глубоко похуй, что там будет. Какая разница, если самих тугриков скоро в кармане не будет? Вот так комментарии ответили. В итоге получается нахуй, блясме, как вам сказать, блядь. Илемеген сукмаган мынасыңа бір ыштан дияйы минем нәнәйләр. Короче говоря, дұрыс айттымы юкмы білмеймін, как я помню. Шунарға теге үзебез Башкортстанны теге независимысын құрабыз дейбіз. Үзебез акча турында мәтәшәбез, аптырыйбыз инде, блядь. Салават Юлаевны памятник алып ташлыйлар дип кайгырабыз, алып коймыйлар. Акчаны өстендә, блядь, Салават Юлаев буламы или Шаймиев буламы или, блядь, Хабиров буламы. Шуны кайгырабыз. Бездә как будто проблем беткән, блядь. Вот такие мелочные порой моменты есть, блядь, в людях, оказывается, что я понял, блядь, нахуй. Там, блядь, от этих ебаных денег, нахуй, проблем хуево туча. Нахрена нам эти сраные деньги, узкожопые деревянные русские деньги, бизнес салаватна куерга вообще, блядь. Если вот, допустим, рассмотреть это с другой стороны, давайте вот рассмотрим эту тему с другой стороны. Шу этот Кутакбаш урысларны акчасына куябыз үзебезне, получается, үзебезне Салават Юлаевны бүйек теге урысларга каршы булган Салават Юлаевны шул рәсем, шул ташак урысларны акчасына куябыз. Ну, бу үзебезне маскаравас кылган эмасмы, а? Үзебезне, блядь, мыскыллау түгелме бу? Үзем аңламыйм сезне, блядь. Мына шуны язган кишигә дә аңламыйм, блядь. Аптырыйм, блядь. Куйдылармы?
Куймадылармы? Bizni o'sikmasga tegish, quymagani еще лучше была. Потому что Салават Юлаев o'zi 25-26 yil intigib shu tashaq uruslarni turmasida yotgan biladi. Zindonda yotgan allaqoyda jahannam teshigida biladi. Shu kishi aytiraymi? Ay, menga shu uruslarni oqshasini qo'yg'izala meni eslab tursinlar deb aytiraymi? Yo'q, конечно. Tukirur yo'l naqo'y. U aytiray, boshqurtlar bo'ysunmay degani mana qo'ya naqo'y bo'ysunmay biladi. Qo'ya naqo'y. Поэтому я считаю, блядь, bir qo'ya bizni Салават Юлаев kabi kishilarni padamni uruslarni qo'yadir, блядь, oqshasini, allaqo'yasini Куйдырга ярамый наоборот. Это отбросить надо такие мысли. Идиотизм полный. Пусть они на свои деньги что хотят ставят. Свое, нахуй. Это же не наши деньги. Не наш паспорт. Понимаете, ничего не наше. Я считаю, блядь, это полный абсурд. Чтобы, блядь, плакаться, обижаться, предъявлять, писать. Нахуй. Boshqirdistonda ham Tataristonda mustaqil bizni davlatimiz bo'lganda shundagina xo'j narsa qo'yig'iz. Birinchidan men sizga aytdim narsa qo'yirga. Uramlarni, shaharlarni ismin almashtirishga kerak. Ovullarni, butun narsalarni. Hozirgina efir boshida aytganim, Qozog'istonda даже всякие, блядь, ёбаные имена остались еще. Всякие Павлодары, блядь, нахуй. Павловское водохранилище, deb bir kuni o'qidim kartadan, помните, блядь? Нахуя? Астана, Астана, Астана. Вот как-то звучит, да? Это явно не узкожопое название. Алма-Ата, Алма-Ата. Алма-Ата. Вот примерно. Шуларга, мен считаю, блядь, наоборот, надо все вернуть. Boshqirdiston Tataristonga butun ismlarni, boshqirt ham tatar ismlarini ko'chirib qo'yishga kerak. Mana shunday ayblar bilan shug'ullanishga kerak. Kimnidir etsikkan uruslarning oqshasini Salavat Yulayevni qo'yib, misqillanib yurishning foydasi yo'q. Chunki, блядь, это просто тупость. И, во-первых, и постоянно об этом я себе напоминаю, и вам постоянно пытаюсь донести, Мусульманларда юг бірнедеді статуя. Вот поймите это. Мы не можем по сути статуи ставить, блядь. Если уж на то пошло, блядь. Если уж до такой степени быть до мелочей мусульманином, статуи вообще нельзя, блядь. Расымда нельзя, блядь, если на то пошло, блядь. Bir surat bo'lmasqa tiyish. Qani Muhammad payg'ambar surati qo'ydadir ko'rganingiz bormi? Yo'q. U bilsa bit uni qirında художниклар qo'linda o'ynab turgan, uni qo'linda yurib turgan. Художник, миллион художник на земле его бы могли бы нарисовать. Но никто же не осмелился нарисовать его. Где его фото, где-нибудь видели? Нет. Исходя от этого, фотки, блядь, статуи, нахуй, это не то, не те вещи оспаривать. Это то же самое, что Алсынов про Куштау говорил. Понимаете, сіз башқұртлар, татарлар должны видеть проблему, а не какие-то побочные эффекты. Побочный эффекттар бізге нахуй керекмей. Сіз проблеманы өзін юғалтырға бәжарыға тиішсіз, блядь. Шуны ойларға керек. Бізді проблема мәске, бұл көз боямаушылық, бұл хуйталар бізді не должно, блядь, отвлекать от цели. Куштау, блядь, тау, блядь, бүгін бар, ертеге yok ол тау, понимаете, блядь, ол Аллах Тағаланың қолындағы тұрған әйбер. Шулық памятникта. Салават Юлаевның памятнигі олып шүйелер екен, біз бір нәрсе айтмайбыз. Прям везде это пиздят. Ну, ярар. Олып шүйелер екен, ну и похуй, блядь. Скоро не то, что память олып шүйелер, сізді өзіңізді жоғалталар, қырып, үтіріп ташлайлар, блядь, соғышта Украинда. А сіз какие-то памятник, тимир-тисяк, бетон, какие-то статуи, нахуй, блядь, какие-то вещи мы обсуждаем постоянно. Вы заметили? Вы заметите себя, блядь, со стороны, вот, как звучит. А bu fikir меня хазар келді, мына шу оқшадан келіп шықты bu fikir меня. Я это не придумываю, нахуй.
Я вот в данный момент, как сижу с вами, так и обсуждаю обо всем. Наткнулся, вот обсуждаю. Обсуждаю глубоко, так скажем, блядь. Даже тілім заплетается. Бәттәге. Урыс тілінде сөйлегеш. Шуларға бетінде айтам мен. Башқұрт білән татарда теге күзін ап қашырға, так скажем, блядь, буярға, ну как-то, блядь, скрыть проблему, устраивает концерты, нахуй, Хабиров, всякую поеботину, вагонами, нахуй, привозит, нахуй, Уфага, блядь, на концерт женщин, которые сказали, ведь летом, нахуй мы сюда пришли, говорит, с работы сняли, заставили приехать, Дидлер. Ёбаный хабировский концерт, помните? Нахуя? Да потому что вас, блядь, считает как быдло народ. Главное, блядь, башқұрт татар жиынға бармай, жиын мына өзіміздің жиынға, где могли бы обсудить наши проблемы. Концерт бойына барға можно, онда табунами вас везут нахуй, принудительно. Шунарға, дуслар, башқұрт татарлар, 30-дан 50-ге хатты ирлерге мен тағын айтам. Шығығыз, блядь, шығығыз, вы уже заебали, шыннапты. Қорқып отырып, уже бітті бетінде, уже замана, бітті ол қорқып отыру. Файда түгіл ол қорқып отыру, файда түгіл, мен сізге айтам. Барыбір немен келсе, теге, үләсің барыбір. Вақыт сағаты жетсе, үләсің. Сен отырсаң да үләсің, ятсаң да үләсің, қорқып отырсаң, падамны үләсің барыбір. Шунарға давайте, пока мы руки-ноги целые, шу Мәскеуіне барып сігіп қайтик әлі тезгене. Тезгене барып, тезгене, блядь, дуңқайтырып қайтик шуларны нахуй. И бітті шуның білән. Башқұртстан білән Татарстан рахатланып яшайбыз. Мен де қайтып кетем мына-мында жүрмәсем ит юлында, блядь. Күнде сізге видео алып жүрем нахуй. Мен ана шунда барып қайтып сізге конкретно, блядь, нахуй сөйләрем, как есть, блядь. Как дальше надо жить, блядь. А не сидел бы здесь нахуй в заточении, блядь. Ни туда, ни сюда, блядь. Тупик. А миненькие да хуя. Просто их, блядь, не слышно, не видно нахуй пока. Повылазят потом, увидите. Каждый человек, который хочет, как говорится, жить в своей республике, он будет, как говорится, стараться забрать ее от русни. А кому похуй, они будут на стороне жить. Ему похуй, потому что, как тот один хуй, блядь, из Казани, Марат мне сказал, блядь, Ташагин, блядь, сраный, компьютерщик ебаный. Уехал, говорит, молчи и живи там, да и добейте на меня, блядь. До сих пор где-то есть его голосовые, блядь. Грубо говоря, точнее, он потерял друга себе. А мне нахуй такой друг не нужен, блядь. Мен келсем, ондай другларны суып қына ырғытам, нахуй. Потому что нахуя они мне нужны, блядь. Которые мне говорят с русней дружить, блядь. А я не хочу дружить. Ты кто мне нахуй? Ташагаста, блядь, указывает, с кем мне дружить или не дружить, блядь. У Руслана Бетонистона только резать надо. Всех надо резать, блядь. Статья же у вас. Вот надо резать вас, нахуй. Под статью резать вас надо, гондонов. Всех, блядь. Которые, нахуй, против Башкортостана и Татарстана что-то будет вякать, нахуй. Вам же нельзя вякать. Вы же сразу статью лепите. А мы статью даже не будем лепить. Сразу будем хуярить вас, блядь. Кисербашка, нахуй, как вы говорите, нахуй. Все. Кастрирование, нахуй. Как марийца одного кастрировали, пидоровы, блядь. В армии. Шулай, блядь. Тема бітмей тұрған. Айтам бет енді, тема да хуя мында. Мында темалар біте тұрған тема түгіл екен мында. Мында мына бет мында. 30-шы күнгі новостini әлі оқып бітірермен, блядь. Бұл тыға да тыға мында, блядь. Не могу закончить. Я доверху до 29 числа не могу дойти еще. Новостей хуево туча. Итак, следующее.
А вы знали, что Астраханский государственный университет носит имя Василия Никитича Татищева? Не путать с Тевкелевым. Учебное заведение является членом Ассоциации университета Каспийского региона, входит в состав 16 базовых российских вузов, формирующий университет Шанхайской организации сотрудничества. Имеет 19 корпусов, 18 факультетов, 65 кафедр. Окей. Берон, желая отстранить Татищева от горного дела после кончины автора проекта у руководителя Оренбургской экспедиции статского советника Ивана Кириллова в июле 1737 года назначил его в Оренбургскую экспедицию для окончательного усмирения Башкирии после восстания в 1735-1740 годах и устройства управления Башкир. Оно даже так, да? Вот. Вроде начинаешь читать хуй поймешь что, и в середине понимаешь, что это про Башкортостан опять. Опять про Башкортостан, опять что-то не то. История. Ну, надеюсь, она правдивая. Откуда, если откуда отсюда вытаскивают, блядь, да? Пытаемся верить. Одновременно экспедиция ведала организация торговли с народами Центральной Азии и дальнейшим присоединением их к России. Вот оно как. Находясь в этой должности до марта 1939 года, Татищев провел некоторые реформы. Например, он выхлопотал, чтобы доставление ясака было возложено не на ясячников и целовальников, а на башкирских старшин. При нем в крае количество заводов возросло до 40. Постоянно открывались новые рудники, и он считал возможным устроить еще 36 заводов, которые открылись лишь через несколько десятилетий. Получается, Татищев гандон был. Вот и все. А вы его, как, блядь, сука, писателя или хуй его поэт нахуй нам батаги. Яйца целуете. Так. Любое инакомыслие Татищев воспринимал как подрыв всей существующей государственной системы, как прямой вызов петровским преобразованиям. Вообще, едва ли не как личные оскорбления. Лично участвовал в пытках заключенных по слову и делу государеву. За обратный переход в ислам была казнена сожжением на костре башкирка Кисябика Байрасова Катерина. По справке Екатеринбургской полиции, первый раз она бежала 18 сентября 1737 года дворовой девкой вдовы питейного откупщика Петра Перевалова. Во второй раз 23 сентября того же года с дворовой жонкой секретаря канцелярии Главное направление заводов Ивана Зорина. Третий раз бежала в сентябре 1738 года. В канцелярии Главного управления заводов было вынесено определение от 8 февраля до 1739 года. Определили оной татарке за 3 побега, и что она, будучи в бегах, крещенная обусурманилась, откуда это слово вышло, учинить смертную казнь, сожечь. Токмо, не учиня оного, писать к тайному советнику Татищеву и ожидать на то указы. Вышеписанное представление учинить к генерал-майору Леонтию Яковлевичу Саймонову, ибо из неполученных от тайного советника указа видно, что он в Петербург отбыл. Падение Берона вновь выдвинуло Татищева, он был освобожден от наказания за взятничество и в 1741 году назначен в Астрахань управлять Астраханской губернией, главным образом для прекращения беспорядков среди калмыков. Отсутствие необходимых военных сил и интриги калмыцких владетелей помешали Татищеву добиться чего-либо прочного. В те же годы активно занимался укреплением обветшавшего Астраханского Кремля, Кизлярской крепости и других русских укреплений на Северном Кавказе. Когда вступила на престол Елизавета Петровна, Татищев надеялся освободиться от должности, но это ему не удалось. Он был оставлен на месте до 1745 года, когда его из-за несогласия с наместником оставили от должности. Приехав в 1746 году в свою подмосковную деревню Болдино, уже не оставлял ее до смерти. Болдино, блядь. Слышал такое дерьмо, нахуй. Болдино, блядь. Хуйда ему, блядь. Не спиздеть, блядь, Болдино, блядь. Где-то, нахуй. Ниже Рязани, блядь. Такие места вроде слышал, блядь. Хуево, блядь, где-то. Болдино, блядь. Мына шундай хәл, дуслар.
Это пиздец, блядь. Тут новость, блядь. Напишу-ка. Так, Ташак болған деген комментарийға, блядь. Понятно. Кстати, эта история же перекину себе нахуй. Пусть у меня тоже народ читает. Просвещается. Мына. Әлегіне этот қазақтар историясын оқып бізде де бар екен мына. Көрдіңіз мына шундайларны көбірек тығып тұру керек, понимаете? Көбірек просвещать надо халықны. И вот исходя от этого, көріп тұрдыңыз, нешік келген исламға келген, исламда болған башқұрт хатынын, башта башқұрт иә, потом онда асқа түшіріп татарға айлана ол нәрсегедір. Башқұрт татарға айлана. В итоге получается у башқұртны да получается, если на самом деле шул башқұрт болған бит енді Байрасова, Кисабике бит енді Байрасова башкирка болған, а внизу уже показывает, что ол татарға айлана. Получается, башқұртларны татарға айландырып крестить еткенлер, получается, шулай, значит. Они даже не определяют, башқұрт или татар, блядь. Они хуйню какую-то писали здесь. И итог какой? Беркин не хотел креститься. Заставили. А потом говорят, типа, Башкортостан сам пришел. Какой нахуй сам пришел, блядь? Вас заставили, блядь. Вас заставили. И поэтому те, которые уроды целуют монумент, Уфаға кіргенде монумент тұра бір, Ташшагинский, блядь, монумент. Его тоже надо взорвать, нахуй. Дружба народов, инем бәттәге. 450 лет или сколько там, нахуй. Рабство. 450 лет рабства. Сейчас, наверное, больше, конечно, не 450 лет. И вот поэтому, исходя от этого, всякие, нахуй, я же говорил, статуи, монументы, нахуй, ничего нахуй не ставить. Как этот Хабиров Ташак, блядь, поставил осетинским, блядь, хуям, блядь, это хуйню какую-то, блядь, поеботину. Возле Нарсика Огидель Каранда, река Белый Каранда. Какие-то поеботины, столбы такие, как в Греции, как будто, блядь. Нахуя? Нахуя, блядь? Запечатлеть какими-то вещами. Сізні тошығыз, ташаклар, и то болса, блядь, Хабирова, блядь, Миниханова, Кадырова, этих гондонов. Ваш камень будет только могильный, гондоны. А не эти статуи, блядь. И то нахуй, если мы, пидорасы, не разровняем вас нахуй, не то что, блядь, камнем нахуй, блядь, полный, блядь, остана кертов жибарабыз нахуй, в лаву кинуть вас, сука. Чтоб никакого следа после вас не осталось, ублюдки. А в книгах написать, что были такие Кадыровы, Хабировы, нахуй, Минихановы, Шамиевы, нахуй. Само собой, и Путина, нахуй. Написать, нахуй. В истории должно остаться. Что мы победили таких засранцев, нахуй. В мире. А не читать вот такие истории, когда наших, как говорится, женщин и так далее, и всех, блядь, принудительно крестили. И глаза закрывать на это. Вот удивляюсь, блядь, халықтан, блядь. Простить, блядь. Как этот как раз, блядь, вспомнил насчет простить. Как Габбасова и эти сказали в тот день в своем эфире. Наш башкирский народ простят, наверное. Не то, что забудут. Простили уже, наверное, говорит. Простят или что такое, блядь, в какой-то речи. Узкожопах. Какую нахуй простить, блядь? Постоянно я же говорю, блядь, каст, месть. Кастын olmuşı, блядь, нахуй, bu dünyadan gitmezke керек. Месть надо, блядь, взять. Бурщ это. Наш бурщ. Да. МИД РФ официально заявил, что лицо Марии Захарова – это лицо России. Пиздец. Уебище, ебать.
По всей вероятности, МИД попал в самую точку. Остается лишь нанести это лицо с широко разинутым ртом на боеголовке русских ракет, летящих в Украину. Сегодня Болгария, узнав о том, что на борту самолета находится спецпредставитель МИД Захарова, не пропустила авиалайнер в свое воздушное пространство. Болгария не хочет, чтобы над ней летало это лицо. Невзоров. Уебищное лицо, я вам скажу, блядь. Пиздец, уебищное лицо. Ну да, блядь. Захар, блядь. Захарова, блядь. Ядовитая, нахуй. Захар, блядь. Сука. Ну вот, блядь. Вот здесь. Банк России устроил голосование за новое изображение на 1000-рублевой банкноте. В лидеры выбился памятник Салавату Юлаева. Правые возмутились и призвали голосовать за другие варианты. Из-за резкой активности на сайте Центробанка возникают сбои. Видите? Правые возмутились. А до этого я вам говорил. Нам, как говорится, их не нахуй. Деревянные рубли нахуй не нужны. И пачкать имя Салавата Юлаева, я там подавно памятник, подавно как бы его изображение нахуй надо. Это опускание нахуй себя ниже плинтуса. Мы так и так, блядь, ниже плинтуса, блядь. Еще в дно, блядь, нахуй втаптывать. Я считаю, это ошибка, блядь. Aytan bitinda inalmagis. Inalu foyda tugulu. Шундыхаль. Так. Тут новостей до хрена. Где-то, блядь, 15, блядь, 16. Охренеть. Ну, с ошибкой еще там где-то поперла она. Так, 36 просмотров. Ну да, в ТикТоке идет этот движение. Да. Надеюсь, они будут распространять его. Именно вот под распространение его надо кидать. Сейчас давайте что-нибудь будем читать и дополним высказывание. Туганлар, кем мана эфирларына ютубта карамаган, тиктокта караганларны этот сурап калам. Мына шул кайсы эфир сезгә ошаган булса, шуны репост итеп җибәрсәгез бик әйбәт булыр иде, чтобы халыкка таралсын. Һәм Казакстан аша Башкортстан һәм Татарстанга керсен менә шул бөтен хәбәрләр. Рәхмәт. Так. Дальше идем. Уфа военный. В Магадане на бесплатный показ Z-фильма пришли лишь 12 человек. В зал на 430 мест. Документалку Z-патриота Игоря Дадашева про людей, пострадавших от украинских нацистов на Донбассе. Блять, я порой хуею, что я читаю, блять. Сняли на деньги с президентского гранта в 1 миллион рублей. То есть за счет налогоплательщиков. Вход был свободным, его рекламировали на местных каналах. Но энтузиазма у людей Z-пропаганда не вызвала. Все, что нужно знать о якобы поддержке войны. Магадане. Огромный театр, блядь. Из 4 столбов, блядь. Инангбатага. 5-этажное здание, как будто бы. Это наша земля, Новороссия. Нихуя себе. Это наша земля, Новороссия.
Про новую Россию, наверное, сняли, получается, которые захватили, в кавычках, нахуй, эти земли. Да эти земли вернуть обязательно Украине. Обязательно. Никакого нахуй этого фильма не должно быть, нахуй. Этот фильм засунуть, нахуй, в жопу Путина, нахуй, эти дискеты, нахуй, и кассеты, блядь. Оборзели, блядь. Фильмы снимает. Опять ложь, блядь. Только что, блядь, читаю историю, охуеваю. А тут еще эти гниды узкожопые нам, блядь, лживые свои, блядь, фильмы еще втыкивают, нахуй. 21 ғасырда мына біз көзімізді алдымызда болайотқан нәрсені бізді құлағымызға тепемін дейді, амингесскилер. Не. Жестко, нахуй. Москву жестко ебать будем. Жестко, нахуй, блядь. Этот орешники, нахуй, в жопу Путина, нахуй, запихать. Аузынан шықсын, чтобы, блядь. Бойцы ХТШ на одном из захваченных сирийских опорных пунктов в районе Алеппо. Что они творят? Ну да. Фото, блядь, Асада и Путина. Топчет ихнее фото. Не то, что топтать, сжигать нахуй надо. Асада нахуй тоже так же выебать, блядь. В рот надавать гандону. Так, на каждом шагу Тбилиси, прям жестко Тбилиси, тут реклама везде, это вот эта новость. Тбилиси, там руками кремлевской мечты, а марионеточное правительство России пытается оккупировать Грузию. Понимание этого факта ширится, градус протеста поднимается. Надеюсь, ширится, надеюсь. Если они не проглотят, как в 2008 году, блядь. Лишь бы не проглотили. Здесь-то вот грузины-то, само собой, они хотят независимости, которые рядом. А там внутри, блядь, то же самое, как и в Русне, блядь. Пиздеть, как говорится, нельзя. Ну, я просто хуею над тем, что независимая страна, блядь. Я думаю, нахуй, наверное, Башкортостан, да, независимая страна будет, и если какой-то такой маразматик, не дай Аллах, придет к нам, если я живой буду, мен лично өзім, наверное, оны башын алам, нахуй. Нам нахуй не нужны такие люди. Внутри Башкортостана нам не нужны такие твари, которые, нахуй, будут, блядь, вот так, блядь, рулить, нахуй, под Москву. Нихуя. Ни под кем не будем мы рулить. И туркоебы тоже нам не нужны, блядь. Подобие кашапчиков, нахуй. Башкортостанда кашапчики нахуй не нужны, блядь. Кашаповская хуета будет в своем, нахуй, винегрете в Казани вариться, блядь. Башкортостанга, блядь, рубиться, нахуй, за своих татар он не будет, нахуй. Нам, нахуй, не усралась такая тематика, блядь. Башкортостан сам по себе будет, нахуй, вставать. Как я и говорил, до Неции, блядь, до новой земли, там, наверх. Весь все это будет территория Башкортостана. Пермь, что там, Коми, все это будет Башкортостаном. Никакой, нахуй, других регионов там не должно быть, нахуй. Чтобы уничтожить, нахуй, узкожопых. Чтоб рядом финно-угры вообще не были, нахуй, твари. Зэки в России теперь могут становиться полицейскими. Ну, заебись. Ну, что, нормально? Ножи, автоматы зэкам, нахуй, ментам, блядь. Штык-нож, пистолет. Нормально. Совбед одобрил изменения в законодательстве, связанным со снятием запрета на поступление на службу в органы внутренних дел и органы уголовно-исполнительной системы погашенной судимости. Как итог, россиянам с погашенной судимостью разрешается становиться полицейскими. Получается, скоро за исполнением закона будут следить те, кто когда-то их нарушал. Мягко сказано здесь. Как итог, россиянам с погашенной судимостью разрешается становиться полицейским? Как? А потому что я вам скажу. Потому что, нахуй, уже
и в ментовке служить некому. Потому что, нахуй, там тоже половина из них передохла, нахуй. На этой войне сраной. Ведь думаете, нахуй, их не отправляют? Да у меня, бля, вон, в ауле, нахуй, сколько соседей, блядь. Все были, нахуй, ментами, нахуй. И все, блядь, хуярили в Чечню, блядь. И все были в Чечне, блядь. Менты в Чечне были. И постоянно ихняя бабка говорила, блядь. Точнее, мать ихняя. Мне-то бабушка, а им мать. Что, блядь, мына улым кетті анда, Чечняга, алып кеттілер. Так, а что, ментам, что ли? Да, ментов тоже забирают. Да, ментов тоже забирают. Поэтому, как говорится, тут нихуй гадать и искать, блядь, что-то, блядь. Нет ментов, нахуй. Я даже могу вспомнить 2004 год, точнее, пизжу, 6-й. Блядь, не успел прийти, блядь, с армии, нахуй, с этой сраной армии. Мне уже домой пришла такая хуйня с почты, блядь. Такая рекламка. Вы не пойдете ППС Уфы, блядь, города Уфы? Я говорю, пошли вы нахуй, что ебанутые? Я себя видеть ментом, нахуй, именно как этот Ишмурат Хазрат сказал, ментом, блядь, полицаем, копом, нахуй. Фу, Аллах согласен, нахуй. Но явно, нахуй, я не из красножопов, блядь. И становиться им никогда я не хотел, нахуй. В открытую, притом, блядь, быть ментом, нахуй, ну это вообще пиздец, нахуй. Это, как говорится, пидор в погонах, так скажем, блядь. Поэтому этих пидоров в погонах тоже все-таки нету в России, поэтому и вот такая тема. Так что будете нахуй теперь, блядь, с зэками нахуй коммуницироваться. Последнее слово бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова, которому сегодня добавили к сроку 3 года и перевели на строгий режим. Ну все, человеку конец. 7 было, еще 3, 10, да, дали ему. Всю свою жизнь я был противником агрессии, насилия, войны, посвятил ее исключительно мирным занятиям, науке, преподаванию, просвещению, управлению, общественной деятельности, в качестве депутата, правозащитника, члена избирательной комиссии, контроля избирательного процесса. Никогда не думал, что доживу до такого уровня деградации политической системы моей страны. Ее внешней политики, когда обычных граждан, счет которым уже идет на тысячи, выступающих за мир против войны, будут обвинять в клевете на вооруженные силы, оправдании терроризма и судить. Здесь хочу добавить, само собой, без будем бумерангом делать дела. Вот запоминайте вот эти моменты, как они делают сейчас свой народ. Свой народ уничтожают. И когда Башкортостанда, Татарстанда возникнет вопросы о том, что как мы будем поступать с ними, я вам скажу одно. С ними мы будем поступать таким же макаром, как сейчас они поступают, получается, здесь. Это будет полное ультиматумное общение, где будет выкладываться вот эти все теории, которые сейчас они, блядь, прохуярили нам. Вся вот эта поеботина будет идти таким образом, что, допустим, пусть это будет финно-угор Алексей Горинов. Мы его нацию даже не знаем, кто такой, хуй поймешь. Может, он еврей, блядь. Исходя от этого, вот этого мужика, примерно такие, блядь, будут у нас явно уж, блядь, статьи на дохуя их, дохуя, блядь. И Башкортостандағы, как этот Габасов недавно, помните, общался с одним уёбком, узкожопым, со Стерлитамака, блядь, мужиком, блядь. 60 лет или сколько ему, нахуй, гандону одному. 66, что ли, он сказал, блядь. Что-то такое, нахуй. 58-го года, блядь, уёбок. Который, типа, я не виноват, в политику я не лезу или что-то такое, помните? Сегодня слушали еще его. И вот примерно такая тематика будет предъявляться этому узкожопому народу, блядь.
Башкортостанда, ну, Татарстан, я не знаю, блядь, сами пусть делают так. Что когда-то, когда был, блядь, пидор Путин, мы уже будем говорить так, был, потому что, само собой, уже его не будет. Были такие дела на башкортов, которого вот недавно в Кармаскалинском районе на 9 лет посадили. И даже вот этого Горинова будем брать пример, допустим, вот так. Вот такая вот хуйня была. Но вот если ты, получается, уебок в Башкортостане, узкожопый, и в Татарстане в такой тематике соглашаешься, то значит ты прямиком едешь, блядь, в Московское болото или где-то там нахуй определят им место, блядь. Если там Киев-1, Киев-2 не будет, определят их нахуй вот в Московское болото. Башкортостанда, Татарстанда такие люди не должны жить. Вот и все. Это именно относится к узкожопым. Вот этот весь бумеранг, который сейчас они отрабатывают на народе, башкорт халқында һәм үзләренә шул ук, блядь, финно-угр халқында, не говоря о других народах, Чечни и так далее. Все вот эти издевки, которые сейчас мы видим и проходили, мы будем использовать в их, как говорится, усмотрении, бумерангом. Почему? Потому что месть, она должна быть напоминающая, чтобы не было каких-то новых придуманных иллюзий, что, блядь, нахуй, мы уже охуели. Нет. Охуели они. Что вот этот похуизм и ахуизм ихний, блядь, как говорится, им в нос засунуть. Предъявить. Что было такое? Да, было. Не говоря о том, что было такое, что в свое время, так скажем, голодомор. Было такое, что вы, гондоны красножопые, ходили нашим предкам по домам и заставляли их, как говорится, креститься или там переобуваться в коммунисты, мусульман. Было такое? Было. Вот эти вещи, как говорится, должны быть им предъявлены. Потом уже у них будет выбор. Будут они жить в Башкортостане или нет. Чемодан, вокзал, нахуй, вон. Москва. Только шулай гына. Мягче этого будет только один ответ ихний. Если они учат башкорт һәм татар телен, остаются жить в Башкортостанда һәм Татарстанда. Не учат нахуй, уебывают. Только такими предъявами мы сможем, блядь, сориентироваться, кто с нами, кто против нас. Потому что внутри фашизма немцев, когда уничтожили, блядь, думали немцев и так далее, эти гондоны остались. Их же не всех истребили. А эти гондоны остались, эти фашисты. И они также жили среди этих же сраных немцев. Поэтому то же самое будет. Башкортостанда, Татарстанда. Эти гондоны останутся внутри, которые сейчас ходят, блядь, с узкой общиной и так далее. А как мы их будем, блядь, вычислять? Мы же не знаем. Поэтому вычисление будет вот такое. Хотят, остаются, учат язык. На зубок нахуй учат, блядь. Плюс, я не говорил еще про Конституцию. Конституция написана будет тоже нам. Нам чужой нахуй не надо ничего. Конституция полностью будет написана таким образом, что какая-то сука, если в своей жизни, блядь, выпустит нахуй внутри Башкортостана с Татарстаном какой-то нацизм, расизм, пидоризм против башкортов и татар, все, казнь нахуй. Казнь нахуй. Бытты нахуй. Пештергянский нахуй. Кастрировать нахуй сразу. Бабам нахуй отрезать клитора нахуй. Все нахуй. Примерно подобие такой, блядь. Кастрация нахуй. Если кто-то выйдет против нахуй народов, которые проживают в этой стране. Примерно так.
Почему? Потому что это будет как раз-таки равномерная месть, наверное. Да, в исламе, может, кто-то скажет, мстить нельзя, там наказывать их нельзя. Нет, 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 нет. Поймите, если вы строите страну миксованную, так скажем, ислам и политика, значит, будьте нахуй добры, блядь, нахуй, придерживаться всей, как говорится, траектории, блядь, нахуй, своих действий. Значит, получается, где-то мы будем соскальзывать, а где-то будем нажимать по исламу. По-другому никак. Потому что жалеть нахуй таких гондонов, нацистов не нужно. Если они даже, блядь, убивают своих же, блядь, сука, финно-угров. Они своих же мочат, блядь. Шуларға обязательно я записал эти моменты. Распространяйте. Как говорится, чтобы кешеге был куркуту тугель, это конкретная предъява. Был даже куркуту тугель был, блядь, нахуй. Это конкретный наезд, блядь. Это наезд, нахуй, узкожопым, которые не так мыслят. Вы не думайте, что, блядь, нахуй, все мы быдлы, нахуй. Башкортостанда, Татарстанда. Кутарма сурагыз, нахуй. Быдло и тупорылые это вы. Почему? Потому что, нахуй, вы думаете только со своей колокольни ебаной. Именно колокольни, а у нас нет колокольни. Понимаете, да? Уже, нахуй, не сопоставление, блядь, мышления. Bizning uyimiz to'shakka qarab oyog'ingni suz degandan. Shunday, как говорится, shunday этот выработка bilan мы, как говорится, действуем. Oyoqni nахуй chiqarib qo'ymaymiz nахуй. Qisqa to'shakda. На русском тоже скажу. У нас есть такое выражение, блядь. Вот как у тебя этот, сука, одеяло, размер одеяла, мы не вытаскиваем наружу, блядь, свои ноги. Примерно так. Вот размер одеяла, под одеялом нахуй надо сидеть. Вытаскивать не надо нахуй. Также касается, блядь, любой тематики в виде того, что выебываться не нужно. Когда, блядь, нахуй идет речь о том, что, блядь, ты в Башкортостане, гондоны, блядь, узкожопые, гости, нахуй. Вы гости, захватчики, как вас, нахуй, ласково сказать? Пидоры, нахуй. Как у марийцев говорят, этот Петр, блядь, Педор, блядь. Вот вам, педоры вы, блядь, а не Петры, блядь. Откуда-то... ну я это видел, женщину. У казахов есть такая древняя пословица: если русский назвал тебя другом, начинай точить топор. База от казашки. Ну, не знаю, это, конечно, у всех эти поговорки есть, конечно. Я как бы здесь не соглашусь. Просто откуда она, эта поговорка, вышла, неизвестно. Как говорится, Uzbeklarda aytalar, tojik do'sting bo'lsa, yoningda yonbolting bo'lsin. Примерно так. Поэтому у каждого своя тематика, и как хочет, так и вертит. Поэтому, исходя от этого, мы знаем одно, что и у таджика, и у узбека, и у кыргыза один враг. Урыслар.
И, кстати, блядь, кыргызларга, блядь, тоже порой, блядь, поражаюсь, конечно. Сука, 99%, блядь, рубится ведь за русню, блядь. 99%. Я не побоюсь, нахуй, этого. 99 рубится, блядь. Вот 1% это мои знакомые. Мои друзья. Менің туғанларым. Кыргызлардан айтяппын. А вот 99, блядь, рубятся, нахуй. Потому что у всех, нахуй, красные паспорта, блядь, сука. Хуй с ним, нахуй. Они бы, так скажем, блядь, нахуй, каким-то макаром, вот как я, блядь, переехал бы, или там, допустим, ихние корни, допустим, были бы там, допустим, Башкортостаннан, кыргызларны корендары, или в том же, блин, коренном Алтае, башқа кеп келіп, российский паспортыны алса, енді хуй с ним дейрең. Жоқ бит олар, блядь, har birini паспорты Москвада алынған, блядь. Не халам балам, блядь. Олар только Мәскеуде алалар паспортны, блядь. Нахуй им, блядь, абакан, блядь, сраный. Где-то нахуй. Кыргызский, блядь, хуй поймешский, да ведь? Алтайский, блядь. Вот это и есть, блядь. Түбін нахуй, білмеген халық нахуй. Дальше нәрсәні білерге может. Китаянка за 3 месяца заработала более 3 миллиона на скоростных свадьбах и разводах. Группа брачных агентств Китая поймали на мошенничестве. Обычно такие компании ищут для обратившихся жениха потенциально подходящую невесту. Но некоторые агентства решили нажиться на одиноких мужчинах и использовать поставных женщин как невест. Женихи выплачивали многотысячную сумму агентству в качестве выкупа за невесту, а браки быстро трещали по швам, после чего невесты исчезали с деньгами. Одной такой девушке удалось заработать 40 тысяч 4 миллиона рублей за 3 месяца, вступив в несколько скоростных браков. Пиздец, нахуй. Китайцы ебанутые, нахуй, порой, мне кажется, блядь. Тут тоже помешанные на деньгах, ебанутые, нахуй. Блять, столько китайцев, блять, на земле, сука, блять, нахуй, я не знаю, блять. И они еще, блять, пытаются, сука, наебать друг друга. Я просто хуею, блять. Опа, опа, опа. Ну чё тут, блять, самое интересное? Бергалина. В каких-то местах мы ловили, в каких-то местах что-то мне пропускали люди, блядь, типа нормальный. Ну, давайте посмотрим, какой он нормальный. Бергалин. Глава духовного управления мусульман Айнур Бергалин, или как, я не знаю, как его зовут, сейчас вспомним. Айнур, блядь, нахуй, сука. Память не изменяет. Лашкар. Так, глава духовного управления мусульман Башкирии. Блять, нахуя Башкирия опять пишет, заебали. Башкортостана объявил о VIP-туре в Мекку с ним почти за $3000. С ним. Муфтий Башкирии Айнур Бергалин предложил всем верующим поехать с ним в уникальное паломничество с 28 декабря по 7 января. VIP-тур разделен на пакеты. Проживание в двухместном номере стоит $2950, более 300 тысяч рублей. А за трехмесячный придется отдать 2750, около 280 тысяч рублей. По словам... трехместные это типа кровать, типа, да? По словам муфтия, в поездку входят эксклюзивные экскурсии по различным историческим местам, общение с ним в качестве духовного наставника, а также отдых на пляже Джидди у моря, город Саудовской Аравии. При этом количество мест ограничено. Итак, остановимся здесь. Интересный момент. Значит, так, тут комментарий еще километровый есть. Итак, самое интересное. Мне про него говорили то, что он типа нормальный, все ровный, шелковый. Короче, чувак до этого еще где-то когда-то что-то читал я про него, то, что помните, где-то в эфире читал даже,
что он что-то там, блядь, творил с этими мечетями, что-то то все. Короче, хуйня какая-то. Итог какой? Что мечеть Аль-Рахим Уфада не достраивается. А какого х он вообще тогда там, блядь, глава муфтията, блядь, Башкортостана? Кутакка керак мол бізге Айнур Бергалин. Поэтому, исходя от этого, какие-то его странные мысли, странные действия приходят к тому, что Айнура Бергалина, в первую очередь, мы, само собой, блядь, позовем на ковер поговорить. А так потом, если что-то нам не понравится, мне кажется, уже не нравится меня, тоже башына алып кына ширганы нахуй. Нам не нужен нахуй такой муфти, который сейчас, блядь, с Хабировым нахуй в десна нахуй целуется. И, так скажем, имам, который у бедного населения пытается сдернуть денег, съездить с ним на умру или что-то в этом роде, на хадж. Поэтому я думаю, что во время Мухаммада Пайгамбарымыз никто, наверное, у мусульман, которые едут на паломничество, не просил таких денег, чтобы его отвезти, съездить с ним по-дружески, по-братски. Ну, ты заплати мне 3 косаря, нахуй, мы съездим вместе, рахатлянып, короче. Ну, вот что-то в этом роде. Вот что-то вот не сопоставляется с исламом, не сопоставляется. И то же самое, как мне говорят, сен нәрсе сүгінәсің, өзің намаз оқисың, туда-сюда. Вот этот момент как раз можно сопоставить вот с этим моментом. Ну, если сын, глава духовного управления мусульман Башкортостана, каким ты аузың белән, кайсы телең белән тутырып, блядь, халыкка әйтәсең, 3000 бирсәң, бергә барышымыз мөмкин. Ә син кимсең? Ул 3000 булса кешедә, ул үзе дә барып киләлә. Син кимсең? Шуларга уникальное паломничество и уникальный Айнур Бергалин будет уже у нас, блядь, как говорится, на счету. С Хабировым вместе. Спрос с него должен быть. Обязательный. Мен айтам бит, мен бәләкәй олы меңә похуй була. Мына мен Башкортстанга барсам, бастырып, һәр береңә мына касается это. Улысыңмы, бәләкәйсеңме, мен сикми нахуй. Аксакал буласыңмы, аксакал буласыңмы, ишәк сакал буласыңмы, кутак сакал буласыңмы, миңа похуй. Һәр берең мана шул хәзер яшәгән вакытыңда Хабиров белән, Путин белән яшәгәндә нимә кылдың? Ушуныңга җавап бирергә әзер торган нахуй. Кашып китсәң һәм табабыз нахуй. Кашып китсәң дә. Особенно вот к этому добавлю, кашып китү мәсьәләсен дигәндә, бездә беренчедән Башкортстанны төзү алдыннан без беренче үзебезне әскәрләрне, үзебезне военный bütün нәрсәләрне кулга алырга һәм шуны төзеп алырга тиеш булабыз тиз генә. Ул дигәне bütün мына шундый разведгруппа и всякие военно полицейские, так скажем, разыскные вот эти мероприятия обязательно должны быть созданы, потому что без кирер алдыннан всякая вот такая пидорасия нахуй будет сбегать. А мы должны будем как ищейки их искать, найти нахуй. Тонауна за ноздри притащить нахуй и, как говорится, устроить допрос. Устроить разбор их жизненных позиций, которые они вели в это время, когда мы скитались по всему миру. А они там, как говорится, ублажаются нахуй хабировскими нахуй подачками. Поэтому, как говорится, каждый нахуй, сука вот такого подобия нахуй, имам балама, от хутага баламанда, должны будут нахуй отвечать, блядь. Шунарга мен һәр вакыт хочу напомнить вот себе, вам, всем. Башкортстан һәм Татарстанда беренчедән, блядь, шундай система выработаться должна у нас. Вот кто дойдет до Москвы и вернется,
кто дойдет до Москвы и вернется, они должны будут построить, допустим, мин может Терехол Москва могу, не могу гарантировать же, Алла бля, должны построить такое государство, где вы не будете давать отчет ни американцам, ни европейцам, подавно Москве нахуй. Никому вы не должны будете давать отчет. Вот это вы нахуй зарубите на нос себе. Отчет нахуй даете между собой внутри. Жилуда. Этот Курултай болғанда татар башқұрт бірге жиылып әңгәмә сөз сөйләгәндә мына шунда можете жиын ясап сөйләшеп шунда Курултай итеп бірге можете доходить до какого-то разговора. Но не вместе с какими-то Китаем, блядь, нахуй подавно, блядь, или еще с кем-то. Вы должны определиться насчет этого, жестко притом определиться. Вы не должны, когда независимость создавать, от кого-то спрашивать, нашли микан иртага, отчет давать кому-то. Нет. Ваше государство – это Башкортостан. Ваше государство – это Татарстан. Все, вы сами себе даете отчет. Вы сами с собой общаетесь и развиваете свою страну. Вы сами воюете, сами строите все. Ломаете, строите все сами. Никто не должен быть у вас, как говорится, советчиком, блядь, минетчиком. Кирак тугл без гандилар. Берседе. Шуны сізге нужно раз и навсегда понять. Раз и навсегда. Если вы этого не поймете сейчас, то вы, считаете, получите опять гестаповское нахуй поколение. Опять рабство. Опять какие-то нахуй марионеточные нахуй Хабировы и всякое вот это поебутина. Только выдвижение и продвижение своего народа до какого-то пьедестала, блядь, это только безнакуловзда. Чтоб узнал нас мир, как Габасов постоянно про это пиздит, блядь, чтобы нас узнал кто-то, услышал, нужно только самим. Гладиаторы в свое время, чтобы мы до сих пор про гладиаторов вспоминали, получается, в Греции или где они были, сука, воевали, ну как, дрались, да, гладиаторские бои, блядь, которые мы, блядь, хуй поймешь, слышим откуда-то. Ну, явно их кто-то нахуй не подымал. Явно они, как говорится, сами, блядь, нахуй стали, наверное, гладиаторами, да ведь? Их явно кто-то нахуй не говорил, чтобы они, блядь, стали вот, блядь, качками нахуй и там гладиаторами и давай там. Да, их заставляли драться между собой богатые. Но название и сила и так далее выходило от них самих. Не от кого-то, блядь, нахуй, что, блядь, вот они, блядь, вот такие нахуй. Типа мы их создали, вот они стали гладиаторами. Нет. За них же те, которые их создавали, не дрались. Вот и все. Поэтому, значит, получается, у нас не должен быть ни создателя, никто нахуй. Мы сами себя должны создать. И имя наше само появится. Точнее, оно есть. Просто нам заставляет забыть его. Заставляет нахуй переписать нам все, блядь, чтобы мы узкожопами назывались. Когда я этого читал, узкожопый башкирт, узкожопый нахуй татар, узкожопый чечен. Нихуя, да, блядь? Алла сакласын, мен гомердә үземне урыс дип, блядь, нахуй исәпләмим дә, Алла сакласын. Гомер буе мен родом Үзбекистаннан,
Мен любой оны шапап айттым нахуй. Родом с Узбекистана, мне похую, блядь. Что ты мне что-то скажешь, блядь. Мен урыс түгіл, главный, блядь. Урыс түгіл мен, Аллаға шүкір. И яшадым Башқұртстанда. И күтіме жауап берем. Күшім жетмесе де күтіме жауап берем. А вот такие бергалины, сука, айнурчики, блядь, нам не нужны. Потом, если уж зашла такая тема про мусульман, давайте скажем. Тема здесь ТикТок не грузит нахуй. Уже у ТикТока крыша поехала, блядь. Столько не может он осилить нахуй грузить, блядь. Столько гигов, блядь, загрузилось. И вот насчет этого Мекки Мадина давайте добавим сюда, чтобы мусульмане понимали одну вещь. Башқұртстанда ham Татарстанда Makka Madinaga boram degan kishilarga, обязательно boram degan kishilarga должно быть помощь государства. Допустим, оно должно быть конкретно, не как слышим там, кто-то подачки какие-то кинул, блин, хайр туда-сюда сделал, потом они съездили. Не, нихуя. Нихуя. В нашем новоиспеченном Башкортостане, Алла берса, хам Татарстанда, я думаю, тоже они примут такую тему. Біздің ресурсларымыз бүтінай бір жете. Халықны исламға кетіру жолы бір гене. Оларны шул исламға үндеу. Исламға үндеу дегенде, теге, само собой, не заниматься ваххабизмом, всякой хуйней, страдать не будем. Я до этого тоже всегда говорил, там всякие афганцами дружить будем и так далее, там даже вот с Сирией, там Шамом даже можем дружить в дальнейшем, если они до ума доведут свою республику. Проблем не будет. Главное, как говорится, все умеренно должно быть. Главное, умеренно. Чтобы, блядь, нахуй не уходить в какие-то дебри, нахуй, в пещерный вариант, блядь. Нам это нахуй не надо. Мы живем в 21 веке. И будем, надеюсь, жить дальше тоже. В цивилизации. И вот духовное управление мусульман Башкортостана и Татарстана Мяшет дипсулик, это как-то духовное управление, блядь, как-то звучит как-то пиздец, блядь, как будто я не знаю, блядь. Мяшет хужалары и вообще мяшет ислам yog'indan butunay bir Makka Madinaga kishilarni әзірлерге керек изначально, само собой. Как туда поехать, что говорить, то все, как ходить, то само собой. Подготовительные места должны быть. Дома. Ну вот, республика, да. А потом уже har теге Арафатқа шыққанда, Құрбан хайты, там, қошан нәрсеке была, хаджға барылатылған уақытта выделять на какой-то там, для начала лимит можно выделить пока, какой-то лимитка, допустим, по районам. Допустим, Башқұртстанда, мына инде Иски Башқұртстанда деп сөйлесек, потом дальше ведь инде Пермь была, Коми и так далее, когда развивать будем все эти регионы. Иски Башқұртстанда, допустим, пусть будет сколько там регионов, говорили в тот раз. Ну, допустим, 40, наверное, ну, допустим, да, я не знаю, сколько районов, честно. Допустим, или 30 мекен, ну, 30 районов, ну, по карте я не знаю, 30, может, 25. Допустим, 30 районов. 30 районов, значит, получается, мы должны сделать так.
Значит, с каждого района по 100 человек. Допустим, на 2025 yılda 100 kişi her bir rayondan hajga borila. Бушка, davlat orqali. Понимаете как? Получается, davlat orqali nishik. Значит, республика Башкортостан davlati Суляша Мекка Медина bilan onda, чтобы расположить этих 100 человек, точнее не 100, ведь с каждого района по 100, всех этих людей в одно какое-то место, к ним дается на каждую группу, получается, по имаму, который будет водить их, каждого группу, по этим местам. Там Арафат тауына, горкасына кірге, тауына мінірге, мында, короче, бүтін жерге енді, где что. Даже я это не знаю, это даже вот мне, кто поехал из моих родственников, они даже говорят, мы даже сами не поняли, говорит, надо изучать, оказывается, говорит. Надо изучать дома, а потом уже идти туда. Білмеген жерге барасың, білмейсің, купить етіп жүресің, короче говоря, вот шулай dediler. Вот. Шуларға должны этих людей подготовить перед отъездом. Допустим, мына борлайкан, мына қазір мына 28 декабрь, 7 январь, хадж. Или это умра, не знаем. Умра дегенин мында. И вот, получается, они, значит, ноябрь целый готовятся к этому, а потом уже выезжают с 1 января, допустим. Мына примерно шундай тактика булырга тиеш Башкортстанда, бүтін һәм Татарстанда. Чтобы халық үндеуі үшін, халықны шунда, теге жәліп итер үшін, халықны шунда, как сказать, привлечь людей к этому, мы должны сделать такие вот намерения. Именно Башкортостан ислам дәүләте, Татарстан ислам дәүләте шундай хәл эшләргә тиеш. Ондай хәлне мин Үзбекстанда ишеткәнем юк, белмим, бәлкем бардыр анда да, Казахстанда может бардыр, белмим. Но это все, по моим наслышкам, это от каких-то финансовых организаций. А у нас должно быть именно государственная организация, государственная система, что каждый год по 100 человек с района, допустим, едет туда. И, получается, меняются они. Допустим, Брил, Балар бардылар, все. Значит, икенчи елны, икенчи группа 100 киши бара, харбер райондан. Примерно. И потом дальше больше уже туда вкладывать, как говорится, финансовые обороты и добавлять людей. Уже 1000 кишиден, 2000 кишиден, харбер райондан. Мына шулай кубайтырыге. И, конечно же, уже, когда уже 1000-2000 киши була турган болса, это уже оборот, там, перевозка туда-сюда, это же будет огромное количество людей. Эту систему нужно будет уже продвигать по-другому. Допустим, уже по месяцам определять им. Потому что это перебой людей будет. Потому что бәлкім Мәкке, Мәдинада да бардыр үзінің нормасы. Допустим, бір дәүләттән 10 000 кеше генә керергә ярый. Потому что онда дохрена булып китсә да туры килмәй. Поэтому вот шулай. Шуларга всю эту тематику нужно будет разрабатывать именно в исламском центре Башкортостана и Татарстана. И исламский центр не будет касаться по своим делам. Вот как раз сегодня об этом нәрсәкәй Крым муфти айтты, что ислам нәрсәсенә Путинлар диктуют, что делать. Получается, он говорит, как раз вспомнил его речь, я его как бы более-менее прослушал, какую-то большую часть чего-то там. Все прослушать невозможно каждый день. И вот он говорит как раз-таки там такую речь, что оказывается, чтобы... точнее, давайте так. Путинососы, вот эти ублюдки, диктуют крымским татарам, да и вообще всем мусульманам, как вести себя мусульманину. Они лезут в внутреннюю кухню ислама подавно Корана. Получается, они хотят рулить даже над Кораном. Коран, чтобы yazılgan kitap boyunca biz yaşamayız ekan, biz uruslar aytgan so'zin yasab yasharga tiyishmiz ekan. Bu ningdi hal endi bu.
Qo'yasiz, mingtaga ras уже oqirib so'yladim bet endi. Qo'ya musulmonlar og'zini tishim. Qo'ya musulmonlar Boshqirdiston, Chechnyada, Dagestonda, Tataristonda qo'yasiz, men anglamayman. Mana любойг'iz menga предъявляйте что-нибудь, menga предъявляйте, qo'yasiz. Har biring bilan so'rasham, biladi. Har biring bilan naxo'y. Qutog'imni qo'yib qo'yganman. Sen menga javobni durust bermaysan. Aningda javob eshitasim keladi sizdan. Maskovni birinchidan sigirga. Narsaga, потому что Qur'onga ham islomga posigat etgan ham uni terpilovlari bizga musulmon tug'anlar tug'il. Bizga dushman ular. Chunki o'zini nafsin sindirgan islomni, как говорится, osqa tubga tushirgan xalq, точнее shu musulmon o'zini ulab yurgan musulmon deb. U musulmon tug'il. Это, само собой, нашим этим вот этим манкуртам, вот этим всяким Айнур Бергалинам это относится, само собой. И, самое главное, халыкка. Мусульман халкана. Эти пешки, это ладно, хер с ним, их 1, 2, 3 там посчитать нужно. А другой-то народ такой же. Поэтому я вам говорю, в таком ключе мы не будем с вами так жить. Шуларга сіз хазар в данный момент, когда вам начинает строить, блядь, лицом пол втаптывать, блядь, в этом Хабаровске, в таким макаром вы далеко не пойдете. Вы не себя ниже плинтуса опустили, вы ислам ниже плинтуса опустили. Сіз оқыған Құранны, так скажем, как это красиво высказать-то, оқыған Құранны сіз, как говорится, бекматур айтырға керек бет мында. Так скажем, просто игнорируя, впали, так скажем, такую, так скажем, лживую систему русни и пытаетесь обмануть не только себя, а весь народ. Понимаете? Получается, узкожопые сказали вам черное, да, вы не можете сказать, что это белое. Да, он сказал черный, значит черный. Примерно шулай. Шунарға сіз мұсылман бола тұрып шулай яшасагыз, біз, мына шулай Ишмурат Хазрат кебек кішілер шитте яшайбыз. Сіз бізді яратқан Башқұртстаныбызда мына шулай манқурт болып, өзіңізге көтігізге жауап бере алмайша яшап ғұмырыңызны өлгенше өтірге ойлайсыз. Шонардан соң сіз еще мұсылман деп өзіңізні көмдірге ойлайсыз. Зиратта өзіңізні мұсылман деп көмдіресіз. Жаназа намазлар оқытып и так далее. Какого хуя? Объясните мне. Каким вы хуем, блядь, вы можете так делать, блядь? Мы аңламайм. Не говоря о том, что у всех татуировки на телах, блядь. Ну, в Коране же сказано вырезать, блядь. Никто не вырезает. Татуировки сейчас легко уничтожаются. У каждого второго, блядь, татуировки. Всякие нахуй. Поэтому я считаю, что вот эти вот действия, которые проходят, блядь, на наезд мусульман и обучение, как тот имам сказал, узкожопые, так скажем, не нужно тут ФСБ впутывать. Узкожопые вообще все пытаются нам внедрить, блядь, такой ислам, как они говорят, соборный мечеть, блядь, соборный мечетский ислам. Понимаете? Соборный мечеть. Мне когда-то кто-то сказал, бывает что ли соборная? Да, потом я задумался. Да, соборная мечеть бывает что ли? Соборная мечеть, соборное слово, блядь, сами даже переведите его нахуй, на майкану.
Хуй его, даже мне он переводом, блядь. Соборная мечеть, блядь. Мәшет не может быть соборной. Мәшет, не соборный ол. Он не квалифицируется там, мечеть такая ранга, такого ранга, третьего ранга. Мәшет ол. Соборный не может он, блядь, квалифицироваться. Оңнамын, блядь. Шунарға даже шу мәчетні да, значит, урыслар бізге внедрили. Сделали соборной. Типа, наверное, означает главная мечеть. А другие не главные, да? Так себе. Шунарға дуслар, что за... Тут какая-то... Кабасов что-то опять вкинул, блядь. Шунарға дуслар, мәшет мәсәләсе һәм ислам мусульманлар мәсәләсендә бездә бик огромный пробел. И я считаю, что, так скажем, это касается и женщин, да, но в первую очередь это касается приведения и привод в ислам, это касается мусульманских мужчин. Ир кешеләр өйдә хуҗа, Аллаһ Тәгаләннән соң хатын кеше кемне колаклар салырга тиеш диелгән? Ир кешене. Значит, ир кеше мусульман һәм ислам дәүләтен нык итеп корырга тиеш аны. Ныгылатырга кирәк, көчләтергә кирәк. А потом уже хатын кеше, само собой, придет за нами, а не наоборот. А для этого, в первую очередь, избавиться от вот таких натисков русни, алкоголя, сигарет, наркоты и так далее. Всякого дерьма, блядь. Созданного для уничтожения людей, так скажем, по-тихому. Шулай. Этот я уже в ТикТок не буду писать. Память уже нахуй. Здесь уже дуслар 5 сағат сөйлешайся без екен 5 часов. Надеюсь, кто-нибудь додумается, одумается, такое хотя бы благое дело сделает. Как-то разделяйте вот эти мои хотя бы скриншотами, я не знаю, вот скрин экрана, видеосвязь. Ярты сағат ушаған жерін таратығыз, пожалуйста. Бүтін Башқұртстанға, Татарстанға. Шапыртқана, как-нибудь. Буду благодарен. Чтобы народ, главное, пошел со мной до Москвы. Я готов, жду таких людей. Утазан или Гяхатле. Давайте вот донесите до заключенных по Баймакскому делу. Кто-то опять подписчик какой-то нахуй написал, наверное. Обращаясь к родственникам, знакомым, адвокатам, ко всем тем, кто имеет связь с баймакскими заключенными по Баймакскому делу. Блять, это сам Габасов, блять, пиздит. Егетер, Кыздар, Кеманда утра. Ни в коем случае не берите на себя вину. Не признавайтесь в содеянном, не раскаивайтесь в суде. Потому что вы ничего плохого и преступного не совершали. Полиция избивала вас, сама первая спровоцировала и начала вас избивать. Вы начали защищаться. Защита – это то достоинство, которое дано человеку, когда он спасает свою жизнь, свое здоровье. Вы не участвовали ни в каком митинге, никакой протестной акции. Вы пришли поддержать человека, одного из самых активных деятелей, национальных деятелей Республики Башкортостан, Фаиля Алсынова. В этом нет никакого преступления, в этом нет никакой вины. Поэтому обвинение вас в том, что вы устроили массовые беспорядки, в том, что вы организовали массовые беспорядки, в том, что вы оказали сопротивление и били силовиков, это все наговоры, это все ложь. Это не так, и вы это прекрасно знаете. Вы не виноваты в этом во всем. Поэтому не признавайте вину. Не признавайте, думая, что вам за это скинут сколько-то. Несколько месяцев или несколько там, год там или что. Стойте до конца на своем. Потому что, еще раз говорю, вы
невиновны. В будущем вы все будете оправданы. Вы все, когда эта власть рухнет, все будете оправданы, как политические заключенные, как люди, которые пострадали от произвола и беспредела властей. Это мое обращение к вам, Руслана Габасова. Ну, мы на тавышын таныдым енді мен, понятно. Кушалам. Хоть так какие-то правильные вещи, когда он говорит, мен кушалам. Но и добавлю от себя. Оправданные и неоправданные деген моментларында есть у него какие-то бзики, блядь, порой, блядь. Сам говорит о независимости. И сам говорит оправданный. Давайте вот здесь, как говорится, заточим свое внимание. Башкортстан мустақил болғаннан соң, һәм Татарстан, әйме? Точнее, болғандан соң емес. Biz kirgach, mana birinchi kundan biz kiramiz ekan, bütün zindanlarni ocham dedim betini men. O'zim lично zindanlar bo'yinda yurayman men. Главное adresa мне знать. Har bir zindonga borib, kishini sortirovat etib chiqaraman men. Boshqir totar birinchi chiqa. Kishi o'tirgan bo'lsa da, manyak bo'lsa da, разницы нету. Har biri o'tirganlarni, xotin kishilari uyga qaytib ketadi. Күтін қысып. Ир кішілер біздің bilan Мәскеуге бара. Однозначно. Олар просто так шықмай оннан. Әйе, можете вы подумать, хитро выебанный нахуй ты, татарин, блядь. Да, хитро выебанный. А почему? Потому что месть, нахуй, зэка, это 1000 раз, нахуй, сильнее того, который там с улицы мы подберем кого-нибудь. Понимаете смысл? Шуларга birinchi zindondagılarni biz chiqarga tiyishmiz. Birinchidan, возвращаясь к исламу, Alloh taolam bizga va'da bergan. Alloh taolamning va'dasi bor bizga. Zindondagi o'tirganlarni duosi birinchi qabul bo'ladi. Любой дуасы. Захочет, допустим, он скажет, мына мынаны үтірге керек, допустим, Путинны. Кабул была. Разницы нету, какой он дуа сделает. Суть, что это обещание Аллаха. Поэтому, исходя от этого, в первую очередь, кемсітілген халықны құтқарырға бізге. Біз кіргеште хуйней страдать не надо там. Киргаш-то ты Москва юг. Киргаш зачистка Башкортостана будет происходить. Полная зачистка нахуй. Это означает освобождение и смена места людей, так скажем, блядь. Получается, Зиндан бізге однозначно нужен будет. Почему? Чтобы туда засунуть этих Бадрановых, Хабировых, этих, сука, армянку со сраную, нахуй, хотанан. Вот их. Место слагаемых, так скажем, не меняется, но мы поменяем, нахуй. Параллели, нахуй, создадим. Этих на свободу, тех внутрь, нахуй. Чтобы места свободным не было, нахуй. Тепленькое. Поэтому обязательно надо будет с заходом сразу вытащить все по баймакскому делу, однозначно. Алсынов в Перми, до этого Аллах, бля, хайда блау. Надеюсь, мы зайдем в скором времени. Других в Оренбурге, в Челябинске искать будем. Короче, всех вытаскивать. Всех. Баймаковских в первую очередь взять. Всех. На Москву. Тут уже детские игры не пойдут нахуй. Куштау, муштау нахуй не надо нам. Цель Москва. Кремль. А потом уже, как говорится, решать уже внутренние проблемы. После разъеба Москвы. Кто, куда, кому, зачем. А то, что там, в Башкортостанда, Татарстанда будут сидеть хоть за убийство, в этот момент нас не будет волновать вообще. Похую, вытаскивать будем всех. Потому что каждый человек для нас будет нужен. Останемся в живых, разберемся.
Главная задача будет такая. Бізде ведь ішіміз дохуя, теге сугушқа гана барып өліп кетерге түгіл бит енді. Нам нужно до этой стычки, нам нужно будет конкретно написать свою доктрину, которая будет означать, что если мы подохнем там вдруг, чтобы Башкортостанда, Тхам Татарстанда, как всегда я говорил об этом, доделали наше начатое дело. Независимость. Наша задача – независимость. Независимость Башкортостана с Татарстаном. Пока этого не добьются они не должны останавливаться после нас тоже. Не так, что Москву барып, проиграли, вернулись. Нихуя. Москву дошли, победили, вернулись. Свободный Башкортостан. А потом уже будет дележка. Кому чё нахуй. Потом сыр-бор, разборки потом будут. Но взятие с Куандыка до Ненеции, до Новой Земли, вверх это однозначно должно быть. Всю эту территорию посередине полностью разделить русню. Чтоб слово русня вообще исчезло, блядь. Разделить. Чтобы все эти территории назывались Республика Башкортостан и Республика Татарстан. Все, на нашу урталык-то. А мелкие там внутри, они будут поглощены нами. Почему? Потому что мы будем гарантией ихних, как говорится, жизней, и мы будем гарантией ихних кемсетмесликке. Без не издевки, как русня. Мы гарантией будем. Как Казанское ханство было гарантией, также мы будем гарантировать, как говорится, и этим марийцам в сторону Татарстана, они войдут все равно, туда попадают они. Этим удмуртам попадают они и нам, и этим татарам. Поэтому, как говорится, все гарантированно будет. Коми само собой, Перем само собой. Перем, да, по идее, нахуй все наши. Узкожопые съебутся оттуда. И все. И снизу, само собой, полностью нас прижмет снизу доверху до Куандыка, допустим, там, в Казахстан. Все, это все свои. Грубо говоря, перевернутый Т, буква Т будет у нас, понимаете? Т, перевернутый Т, жирная Т, блин. Внизу Казахстан, это шапочка, и тут ножка Т, буква Т. До океана, до моря. Вот это мы должны создать. И вот этот договор полностью, вот эта вся история должна быть написана где-то перед тем, как мы зайдем в Москву. Точнее, пойдем в Москву. Чтобы халық шуны однозначно должен будет его, блядь, прям нахуй, я не знаю, блядь, разные позиции написать, блядь, чтобы не проебалось он никуда, блядь. Чтобы пожар болса янып кетмесін, нәрсе болса юғалып кетмесін, таушы, короче, вещь. Надо будет написать, блядь, разные инстанции. Бумажные, аудио, блядь, хоть как, блядь. Хоть на камне, нахуй. Что Башкортостан, Хам Татарстан должен быть независимым. Без русни. Никогда, чтобы над ними никто не командовал. Они сами с собой разберутся. Туганлык, дружба, само собой. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Все, вот. А другие там захотят примостятся. Мы к ним не будем примоститься. Мы не масти. А кому надо, пусть мастятся нахуй. Мы шлайрагды пулемидами, туганлар. А по-другому никак. Если мы будем вот так жить, блядь, терпилами, то, я не знаю, блядь, нахуй. Не то, что нахуй завтра, блядь, по Уфе и Татарстану что только ходить будет, эти узкожопые, нахуй. Скоро нас ебать будут они, нахуй. Этими швабрами, блядь. Они же как бы не голубые, а вот швабрами это нормально для них. Это же не голубые, нахуй, это же швабра. Шундыйгал туганлар. Итак, мен 5-6 сағат алып барганым yok, мана 5 сағат болды. Без обид будем заканчивать, наверное, потому что 5 сағат мен охуел, дұрысын айтсам, блядь. Утырып та тұрам, блядь. Азгана ятып та қарадым, блядь. Бар аяқ сігілді, блядь. Короче, нәрсеке.
отек как будто нога идет, блядь. Ну, хули, блядь, без сагат утроп тұрасың, блядь. И нихуя, блядь. Движения нету. Шундай хал. Шунарға, наверное, сворачиваем, наверное, уже 1 декабрь. Охуеть, бүгін. Тоғалар, бүгін 1 декабрь. Пиздец, блядь. 2 часа 42 минуты. Шулай, мында новости до хрена. Вот давайте уже добьем вот этот один момент тогда еще. Вот этому придурку нахуй отвечу. Тупорылым узкожопым. Предъява. Предстоятель РПЦ, патриарх этот, московский, блядь, сия Руси, блядь, Кирилл этот, Кутагович, блядь, считает, что не нужно опасаться ядерного конца света, потому что христиане ждут Господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. До такой степени взрослые мужики и в таком маразме тупорылым живут. Ведь им пришли уже все данные про Коран, что Мухаммад Сам пайғамбарымыз бар бізді, и бар Аллах Тааля, но они в таком аксакалском виде людям пытаются внедрить, особенно нам, мусульманам, из этой пидорасии, что Господа Иисуса, который придет в великой славе. Ну, давайте вопрос здесь зададим. Ладно, понятно, мы знаем, что они ебанутые. Ну, а где тогда здесь, тогда в ихнем понимании, Махди? Махди-то когда придет? Махди когда придет-то? Получается, Махди не придет, Иисус придет. Сразу, что ли? Допустим, по его тематике, если рассуждать. Яджуд-маджуд когда придет. Сразу, гоп, Иисус келер оптырым вообще. Поэтому туғанлар, мұсылманлар, башқұртлар, татарлар, қазақтар, һәм бүтініміз енді. Мындай, давайте, мындай тошбашлықны, мындай иртәкләрні, сказки такие уже, хватит уже проглатывать, блядь. Давайте не будем лохами, блядь. В 21 веке, блядь. В 21 веке, блядь, и интернет есть. И так далее. Новости, Google, блядь, в конце-то концов, блядь. Читайте, изучайте, блядь. И идиотизмом давайте не будем поглощать свой мозг, блядь. Так и так он тупой у нас, блядь. Потому что он в русне вырос, этот мозг, в русне. Тупой русне. Где, блядь, нахуй взрослый аксакал нам будет внедрять про какого-то Иисуса, который придет, оказывается, и уничтожит что-то, блядь. Аузубилля. Такой же пророк, Иисус, если даже он, по его словам, придет, уничтожать точно не придет. Он и первый раз уничтожать не пришел, кстати. Для тупорылых. Так. Для общего понимания. Шунарға, дуслар, как вам сказать, инда? Финно-угры, многобожники, тараканы эти ебаные, они нам не могут, так скажем, внедрять мусульманам свою какую-то тупую нахуй, сраную нахуй доктрину о том, что, блядь, нахуй, кто придет или не придет. Из-за этого я считаю, что нельзя это говорить, что это хуйня, давай, не раздувай эту тематику, да, вы можете сказать, нахуя это нужно и так далее. Дурыс. Мен кушалам шуны мысль, блин. Нахуя это нам нужно вообще слушать, да ведь? Но в то же время есть такие люди, которые идут умирать в Украину, не осознавая, что они этнические мусульмане.
По идее, вообще по исламу все мусульмане родились. Но их перевели вот такие ебанутые, нахуй, попы сраные. Их переделали хуй поймешь кого, блядь. Многобожники, блядь, там, блядь, еще какие-то, нахуй, китайцы, нахуй, туда-сюда. Всякие буддисты, блядь, хуисты, блядь, тэквондисты, блядь. Вот. Исходя от этого, такую тему, раздувая эти долбоебы, хочу сказать, чтобы наши в Башкортостане, Татарстане, в Чечне и Дагестане, само собой, хуйней не страдали. Не страдали тем, что вот, блядь, сказал ведь он, да, и мы пойдем нахуй и попадете в рай, блядь. Хуй вам в сраку. Нихуя вы никуда не попадете. Вы прямой джаханнам. Поэтому такие тупые высказывания, почему они работают? Всю жизнь, как я слышал, Ватикан всю жизнь диктовал Европе, как манипулировать над умами народов Европы. То же самое прокатывалось нахуй по русне всей. И сейчас то же самое. Получается, как я вам говорил, Башкортостанда, Татарстанда ислам будет сам по себе, политика сама по себе. Вот только в той же категории оно звучит у них и звучит сейчас, но только в другой тематике, что, которой я говорю. Башкортостанда, Татарстанда, если ислам вот так и политика вот так будет, она будет реальная, а не наебка, которая не будет говорить, что Иисус придет, допустим, в его трактовке было бы оно так, наверное, для башкиртов и татаров. Мухаммад Пайгамбарымыз, пророк наш, Пайгамбарымыз Киля придет, и мы как бы, когда он придет, у нас что-то произойдет, и мы попадем все в рай. Нет, 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 нет. Вот этой хуйней вас, блядь, так скажем, блядь, грубо, лохов, они хотят просто залошарить и пустить мясные штурмы. Это примерный ответ. А так держать на коротком поводке по всей русне, чтобы вы не выебывались. Вот самая дичь нахуй где, блядь. Чтобы вы не выебывались никогда, блядь. Вас чмырили 500 лет и будут чмырить. Вот такие хуеплеты, которые говорят про, как говорится, Иса Пайгамбар. Иса Пайгамбар турында недер кутак санаган многобожник будет пиздеть нам, я считаю, это не уважать ислам, если мы поведемся под эту нахуй трактовку. Это давление политическое, это раз, и давление церковное ихнее, ебанутое церковное давление. Не говорить, что наоборот, киши утырмаге, сугушка бармага зырга тижбитинде, нормальный ширкев, как и мящет. А у этих кутакбашев наоборот, идите, мочите хохлов, укронацистов, их надо мочить и так далее. Это призывает примерно церковь. И наши, как быдло народ манкурты, идут к этому. Как я сегодня днем говорил об этом, как шаймуратовский мулла, блядь, вот этот худой такой, башкорт, но татар, мол, блядь, долбень один, блядь, который вас намаз укып, вам типа, да, его намаз не намаз его намаз 0, по сути, и вас отправлял на убой, блядь, в Украине. Вот оно как работает. Давайте тогда, я тоже, давайте дуа сделаю ради Аллаха, да? Я честно, честного сердца буду делать. Дуа сделаю, ну, на Москву. Давайте, пойдете со мной? Я сделаю намаз. По два ракята это сделаю. Намазы. Тахаджуды сделаю. Еще какой вот этот, который... Истихару прочитаю еще.
по два ракета или там целиком 4 ракеты из Тихары сделаю и на Москву. Кто пойдет со мной? Вот то же самое. Пойдете со мной на Москву? Умирать будем ведь там. Улманашулаюк. Трактовка вот этого всего дерьма, которое они вам по ушам ездят, вот оно это и есть. А почему вы идете? Потому что вы забыли, что вы мусульмане. Вы просто забыли. У вас затмение в голове нахуй. И в ушах. Шундай хал, дуслар. Короче, сіз білән рахмат отырғанларға. 37 кіші отыра, 40 кіші отыра, оптыраймын. Урыслар, наверное, кірә шаға, урыслар секірә. Ну, нумерация, мына қарап отырам экранға. Нумерация секірә, урыслар кіріп шыға, наверное. Аңламаған жерінде шығып кетелер енді. Мында новости дохуя, білесің бе, блядь. Мына 29, кстати, ноябрьға жеттім только. Представили, да? За 5 часов до 29 ноября только дошел, блядь. А сколько еще там читать? До хера там, грубо до 20 какого-то ноября. Тут не закончишь. Еще какие-то я пропускаю, не читаю даже вообще. Вот. В Уфе крупный пожар на складе с лакокрасочной продукцией. МЧС сообщает, что площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Только что появилась информация, что пламя локализовано. Судя по видео, с места помещения принадлежит оптовая компания «Азбука красок». Примечательно, что сегодня в подмосковном Подмосковье весь день горело помещение похожей специализации. А именно цех по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели, мебельные центры «Юалекс». Сейчас МЧС уже отличилось, что открытое горение в Климовской ликвидировано. Отчиталось, точнее, блядь. Ну, как думаете, может это поджог? Но явно не просто так горит. Явно диверсия. Саботаж. Ну, это хорошо. Ну, слабо. Я считаю, бомбить надо Хабирова и Минниханова и Шаймиева. Вот их надо бомбить. Другого варианта нету. И чтобы потом не говорили, нахуя их бомбили. А я вам отвечу. Бомбили для того, чтобы вы, манкурты, проснулись. Нам, по идее, блядь, их бомбить неинтересно. У нас ничего и нету, блядь, бомбить их, блядь. Нечем. Чё, кутак, блядь, бомбить их, что ли, блядь? А вот украинцы могут бомбить. У них сейчас есть оружие. 1000 и 5500 километров есть у них оружие. Shadow или как там называются всякие вот эти. Импортные. Точнее, импортно замещенные. Это уже ихние, конечно. Шонарга, конечно, наверное, им жалко будет туда ебануть, конечно. Ну, я бы ебанул бы. Чисто, быть может, это было бы, наверное, знаете, какой, блядь, поднятие, так скажем, духа народа. Примерно так. А вдруг в этот момент Хабиров точно, блядь, будет нахуй со своей армянкой и ёбнут нахуй по нему. Это же идеально будет нахуй. Идеально, блядь. От одного урода хоть избавимся. Минниханова тоже так же, блядь, Шаймиева вместе. Их сыновей. Всех в одной куче нахуй. Будет вообще классно.
Да, вот последние новости вижу здесь. Уже я здесь был до 28 ноября. Все, я дочитал все, то, что можно было. Конкретно, оказывается, вот увидел. Как раз я последний раз вел этот про Башкортостан. 28 ноября 1917 года. Первая республика Башкортостан. Шундыхаль. Шунарга Башкортостан буламы, ул Башкортостан буламы, разницы нету. Главный мустақил һәм азат Башкортостан булырга тиеш. Һәм Татарстан. Шулай. Ну, сезгә зур рәхмәт, туганнар. 30 кеше утыра. Кайдан утыралардыр, мин белмәйм. Урыслар утырамы бу? Аптырасың, монда бит белмисең кем утырганын. Вот что интересно. Яраш, мана монда Джорджи все бомбят. Шулай. Молодой грузин объясняет, почему молодежь в Грузии не хочет говорить по-русски. Он рассказал, что умеет говорить по-русски и что все его семьи знают русский язык. Однако его принципиально не говорят. Да. Помню, в 2015 году я встретил в корабле, можно сказать, да? Грузин. На нижней палубе, короче. Или, ну, где-то, блин. Ну, явно, блин. По соседству в спальнике. Там же палубы, как их называется? Кубрики, нахуй, как это? Яхты, блядь, или как это? Блядь, хуйня. Комнаты, короче. Сука, не помню, как называется. Ну, короче. В корабле, блядь. Когда я ехал, блядь. Наткнулся на них. И они на самом деле, блядь, эти чуть-чуть знали русский. А вот один, говорит, не знает русский. И я охуел, говорю, в каком смысле? Он говорит, мы не знаем. Вот такая хуйня. Я охренел, что есть грузины, которые не знают русский язык. И это нормально в Грузии. А Башкортостанда, Татарстанда где такие? Да, были наши бабушки. Еще их нету сейчас. Сейчас все знают. Сейчас остались наши матери, отцы Дегенкебек. Они все знают русский. Сейчас нет такого поколения, которое не знает русский. В Афганистане, да, базара нет. Поэтому первая задача — уничтожить русский язык в республиках. Везде. Везде, блядь. И эти суки, нахуй, никогда, чтоб, нахуй, нам не предъявляли. Типа там внутри узкожопые, и мы должны их спасти. Нихуя. Спасать, нахуй, их не надо. Мы их сами выгоним, нахуй. Депортируем их, нахуй, сами. В Узкостан. Шулай. Шундыхан, туганлар. Ярар. Исянсон. Уже, короче, мында. Пошли уже новые какие-то тут темы, короче, ладно, уж не буду об этом читать, уже новые откуда откопытили. Самое интересное, блядь, вот это же я забыл сказать, блядь, сегодня пиздец, обнаружили такую тему. Блядь, это Лукашку, пидораску, пидорас этот, я же всегда, блядь, говорил, блядь, в памперсах с Путиным вместе. У этого гондона, блядь, в 2022 году, нахуй, обнаружили, что, блядь, был, нахуй, лагерь, нахуй, где мучили украинцев на территории Белоруссии. И тут вопрос возник у меня. Предъява, нахуй, американцам и европейцам. Это получается, что Беларусь может помогать Русне, но в этот момент европейцы не могут помогать, да, ведь украинцам.
что за нахуй запреты, блядь? 22 год. Полгода эта хуйня существовала, говорят. Полгода, а может и больше. Мы же не знаем. После этого... Что за лицемерие, нахуй? И у украинцев то же самое. В чем проблема? Молчат. Зачем молчат они, я не могу понять. Украинцы нахуя молчат, я не могу понять. Блядь, если, блядь, были такие лагеря нахрен, украинцев мучили, блядь, там. Грубо говоря, убивали, издевались, блядь. Хуй поймешь, что с ними делали там. Пленными, разговор с пленными происходит. 22 год, блядь. Лукашенской земле, в Белоруссии. Несовершеннолетний там, говорит, был. 17 или 16 лет. Призывного возраста почти что. Тоже шел, и его забрали, поймали где-то на приграничной зоне и все, туда отвезли. Ебли всех подряд, блядь. По-страшному мучили, говорят. По-страшному. Поэтому Лукашенко, Путин, все должны будут, как говорится, в памперсах нахуй. Собраны, как говорится, над разрухой нахуй этих кремлевских стен, блядь. Вот такая вот херня, Дуслар. Это просто, я в ахуе был, блядь. И поэтому, если даже это куда-то распространится, я не знаю, блядь, этим, сука, европейцам, хоть я и вот в Европе, блядь, я им, вот, момент придет, я им, блядь, в лицо высказывать буду, нахуй. И американцам, блядь, вы уёбки, нахуй. Зная, блядь, нахуй, что Беларусь сделала такую хуйню, это расследование провели белорусы, кстати. И зная эту хуйню, вы уёбки, они ведь знали. Ждали, когда белорусы сами, блядь, найдут, что ли. Зная эту херню, вы, пидорасы, не давали оружие, которое могло бы спасти столько людей, когда уже была возможность ебашить по Москве, блядь. Нахуя держали, блядь? Сдерживание, боимся. И чё? Причин хуево туча было у них уже. Причин, блядь. Из-за этого тупорылая, несплоченная обстановка Европы и Америки этих, по сути, каферов к чему привело? К тому, что, блядь, наши соседи, так скажем, в Украине полегли. Да хуя полегли. По вине Европы и Америки. Вот это надо учитывать. Не только там говорить, что это Путин виноват. Само собой, Путина сюда даже не вписывать не надо. Он конченый гандон, блядь. А вот в других степенях, в первую очередь, это американцы и европейцы, которые не могут между собой договориться, как шалавы, нахуй, уличные, блядь. Никак не могут, нахуй, допиздеться между собой, блядь. То один выкрикивает, то другой, нахуй. Затрахали, блядь. Поэтому я считаю, только наша помощь была бы идеальной, нахуй. Я же вам говорю, блядь, всегда. Наша помощь была бы идеальной для того, чтобы мы могли, в первую очередь, свою независимость забрать и попутно помочь Украине. А для этого
Что нам нужно сделать? Для этого нужно было просто нам, башкортларга и татарларга, пойти на Москву. И все на этом. А вашему примеру, это тот пример, то, что с Асадом что произошло. Этот сраный Вагнер, короче, оттуда он вытащил после Пригожина в Украину. И все. И Асада накрыли там. Этого и ждали люди. Бузук телефон яхшы шли. Получается, я же, как всегда говорю, мусульманам тоже я говорю, вот эти вот все, которые с Башкортостана, с Татарстана, которые там и из Чечни, само собой, и из Дагестана, которые сейчас слились в этом Шаме, туганлар, вы не там ходите, не там воюете, знаете. Когда у вас на родине дерьмо нахуй, вы воюете, хуй поймешь у кого там. Это неправильно. Давайте определимся сперва, блядь, с этой Москвой нахуй. Кто кого, зачем. А потом уже, когда у вас будет независимая республика, Ичкерия, Дагестан, Башкортостан, Татарстан, потом вы могли бы помогать и Шаму, и другим мусульманским странам. Конечно, не воевать помогать надо, а чтобы наоборот, блядь, не была война. Потому что нахуй, хоть и в Сирии, хоть в Палестине будут дохнуть наши люди. Они уже дохнут. А размен всего этого дерьма происходит просто, блядь. Ехудам этим сраным что-то не нравится, американцам что-то не нравится, европейцам что-то не нравится, и тут Москва нахуй лезет как хуй, блядь, этот сраный, без вазелина, блядь. В жопу Африки, так скажем. Не говоря, что там в Нигере и в Мали, блядь, нахуярили все дерьмо, наделали эти пригожинская хуйня. Вагнеровцы, блядь, сраные. Из-за этого я считаю, что разъеб путинской сраной армии будет 3 дня, если тронется Башкортостан с Татарстаном на Москву. Потому что ему в рассыпную играть с Украиной дела и плюс хуяриться, блядь, и в Нигере, и в Мали, и плюс вообще услышали, да, про этого Асадовскую территорию, ну и вообще пиздец. У него нет людей. Начнет нанимать опять этих корейцев, китайцев, нахуй. И все на этом. А мы думаем, что мы не сможем. Нет. И из-за этого я постоянно говорю, Ника, я не знаю, Ника тоже куда-то потерялась, Ника не заходит, но у нас как бы с Украиной вообще тут никого нету, я так понял. Я всегда говорил украинцам, закиньте это кому-нибудь, куда-нибудь, я не знаю, вышестоящим инстанциям, пусть они рассмотрят мои слова, вызовут меня на допрос. Я готов там по телефону, по WhatsApp там выйти с ними попиздеть о том, что Башкортостан с Татарстаном, если, как говорится, соберет, так скажем, место встречи, так скажем, и вообще дальше для обмундирования и так далее, действия какие-то соберет он, то будет идеально, это, как говорится, в данный момент пока в Украине. Но для этого нужно их добро. И, как я всегда говорил, не подчиняться им, не подчиняться, а наоборот помогать, помогать.
помочь Украине через Башкортостан с Татарстаном на Москву. А не так просто туда зайти, как вот эта рота башкорт, и там торчать, там. Не-не-не, нахуй. Торчать не надо там. Понимаете, торчать не надо нам. Мы так и так торчим. Вот сейчас торчим уже, блядь, нахуй. 3 года война идет. Торчим мы, блядь. Только идти на Москву. Полностью уничтожение Москвы. Наша задача. Им нельзя, нам можно. Я всегда говорю это. Нам можно, нам похуй. Украинцы, окей, у них есть своя независимость, точнее, уже половину откосили нахуй. Отгрызли. Узкожопые крысы. А мы внутри России, нам нахуй терять нечего. Чтобы потом не... Хочется уничтожить так, чтобы внутри России нам не говорилось уже. Мы будем внутри Башкортостана и внутри Татарстана. Дальше нас никого не будет уже. Внутри не будем называться. Ну, здесь опять что-то прилетело новое. Давайте прочитаю и с концами. Так. Хрень какую-то загрузили. Только что. Что он не спит, что ли, тоже удивляюсь на день. Сейчас вот здесь вот. Рыбья голова какая-то пишет. Всех заключенных из СИЗО-2 в Орске. Кстати, я там был в Орске. Убогое место, блядь. Пиздец. В Орске неожиданно перевезли в Оренбург. Камеры следственный изолятор опустили без объяснения причин, пишут местные СМИ. Новость на первый взгляд непримечательная. Вывезли и вывезли. Проблема лишь в том, что в этом действии мало логики, потому что теперь на суды в Орске людей возят из Оренбурга, а не из местного СИЗО, как было всегда. До сих пор ФСИН не уточняла, с чем именно связан перевод. Отсутствовала информация и о том, под кого освобождают СИЗО-2. Как мне сообщил источник, в Орск везут спецэтапом украинских военнопленных, которые до этого содержались в Ростове. В управлении ФСИН начали расти спасения из-за концентрации большого числа пленных в одном месте, поэтому их решили тайно развести в разные места. Сколько именно украинцев привезут в Орск, сказать не могу. Однако, например, опустевшее СИЗО-2 вмещает в себя 730 человек. Вот это да. Вот это звоночек. Получается, им даже уже некуда девать пленных. Запихивают с одного места на другое. Притом в тюрьмы запихивают. Пленных в тюрьмы засовывают. Я просто хуею, блядь. Вот так вот. Ну все, туганlar, короче, нужно закругляться, наверное, уже менденерский. Пусть Йомула конкретно, короче. Рахмат отырғанларға 18 кіші утра 5 часов 34 минуты я в эфире был. Надеюсь, распространите все это дело, где вам понравилось, какие пункты. Можете вырывать пункты. Будет, да хоть все можно распространять, разницы нету, лишь бы ишкерге кирсин, Башқұртстан менен Татарстанга ишине кирсин, халыкка жетсин, что бизге басырга керек. Шулай. Ярат болганлар, рахмат. Исен сау. Тут 46 киши уже утра. Ну, мимолетные, наверное. Рахмат зур. Тыныч жокко.